Assalomu alaykum. Boshlaymiz bugun. Allohga shukr, menda 3 YouTube kanal ochildi. Butun to'g'onlarni yeyib qaraymiz shuni bilan. Так, начать эфир. Bugun тема будет разносторонняя, интересная. Вот такая вот тема будет. Hozir eski YouTube kanal и yangi YouTube канал. Так, бисмилля. Так, модерируйте комментарии, как бы безопасную атмосферу. Нафиг, короче, все. Итак, бошладық. Бисмиллахиррахманиррахим. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh jamoat. Boshqirdiston, Tatariston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston. Butunimiz. И Украина, конечно. Тема везде по-разному я написал. 3 ютуба, 3 разные темы. Кто где хочет, там и сидит. Пока никого нету, начинаем эфир. Бүгін, получается, эфир у нас интересный. Само собой, как обычно, критика, политика и всякая хуйня. Так, справа бірінші YouTube, екінші ютубымда келді. Справа YouTube. Бір кіші отырды. Рахмат, лайк поставили. Во втором тоже есть люди. И в третьем пока никого. Шулай. Итак, бірінші ютубымда само собой Башқұртстан мен Татарстан білә. Екінші ютубны да біләләр. Күтіп қалабыз. Üçüncü YouTube'ны енді білмеймін кім онда подписался. Ну, көбірәгі, наверное, Қырғызстан. И мына күтәбіз Қырғызстанны. Ну, пока Қырғызстаннан кіруші юқ. Наверное, юқларға ятқанлардыр алар. Ну, Мәскеуде жүргенлері бәлкім керер. Yazылған болсалар. Шундый хәл. Бүгін бик интересная тема. Я уже высказывался. Где-то что-то, кто если слушал. Так, бірінші кеші отырды үшінші ютубкада. Рахмат. И итог получается какой? Сегодня, туганлар, поговорим об Украине, точнее о украинцах, которые находятся в Европе, как говорится, кикирдагеннан, оларды да әзгені үшкіртірге керек, потому что больно расслабились, им, наверное, Европа дала, как говорится, все до хрена и больше, и решили нюх потерять. Итог плачевный. Я с пятницы, получается, ищу, пока никому не говорил, но потом уж пришлось все это высказать, потому что уже накипело. Как это? Мне предложили, получается, работу в городе. И я начал искать хату себе. И тут, получается, мне так дали, там ищи, тут ищи, я везде искал, короче, ну, я так понял, кто тут больше. И плюс у моего друга жена украинка, и мне дали, само собой, украинскую группу. Я начал искать в украинской группе, ну, сразу предупрежу хейтеров, которые, как говорится, против Украины воюют. Наверное, сейчас для вас на это будет праздник живота, там будете бухать, наверное, до утра и так далее. Но это ваше дело, но тут человеческий маразм. О, Ника, привет. Короче, да, тема стрима, критика, политика и всякая уйня. Да, кстати, Ника, сегодня без обид, но будет критика именно украинцев, которые меня, получается, тут облажали. Итак, вот житна у Париж, житна у Париж. Я начал искать там, потом в Телеграме тоже сидят парочка, не парочка уж, много людей. Там, допустим, если на русском это работа с буквой А у них оказывается работа. Итог. Короче говоря, мне очень жаль порой, когда вот эта тематика выходит в наш адрес, адрес неузкожопых, так скажем, мы неузкожопые. И видя вот эту всю тематику, получается, приехав уже 2 года здесь, шароеблюсь я, и вот эту тематику мне уже говорили в Испании. Мой друг, товарищ украинец со Львова говорил, что тебе дадут пиздюлей украинцы, потому что я из России. Исходя от этого,
я не обращал на это внимания, я много людей встретил, это, по всем этим, так скажем, городам. И, считай, в Италии тетя Таня, получается, помогла мне, считай, даже не пожалела денег, она мне купила билеты и так далее, понимаете? Но вот когда ты натыкаешься уже искать в интернете себе койко-место или там хату, да, получается, оказывается, я россиянин. Оказывается, я, блядь, хуёвый человек, понимаете? Вот это, если тематика разыгрывается, и эта тематика продвигается, получается, в поисках, где человеку просто нужна помощь, и вот этот маразм, если будет играть, так скажем, на публику, то получается мы тоже также должны будем играть это на публику, потому что народ должен знать. А у меня ведь каналы изначально были похуистические, обсуждаем обо всем, где нельзя обсуждать у меня можно, где нельзя ругаться у меня можно, у меня все без цензуры и, так скажем, безалаберность тоже мы будем, как говорится, обсуждать, потому что вот этот, так скажем, который в кавычках узкожопые орут нацизм, нахуй, но вот этот нацизм, я думаю, башкортостанцу или там с Татарстана или с Узбекистана, я думаю, он не должен чувствовать от украинцев. Если весь Казахстан, грубо говоря, топит, как говорится, чтобы Украина победила. Ну, не говоря, если Казахстан за такое врубается, получается, если они наши туганлар, значит, Башкортостан с Татарстаном в таком же, получается, состоянии. Но только наша одна какая-то часть манкуртов, кстати, как раз вот будут в третьем YouTube-канале этот кыргызы, и Чингис Айтматов с Кыргызстана, я так понял. И будем как раз-таки ихнее слово, которое я уже год пользуюсь, грубо говоря, в эфире, ну, так скажем, в обществе, в Телеграме, когда я призывал, чтобы люди не шли на мобилизацию и так далее, не умирали, это слово «манкурт». И вот, чтобы кто не понимал, слово «манкурт», мы будем этот сейчас как раз-таки пользоваться, это кыргызское, так скажем, слово, ну, может и не кыргызское это, но, по крайней мере, с Чингиса Айтматова книги вышло оно, будем использовать его постоянно, я его использую, но тут обнаружили, значит, получается, манкуртов украинцев, украинцы-манкурты, получается, одна часть украинцев, которые до хрена уже себе позволила, как говорится, приехав здесь, блядь, получив расслабон, Н24, точнее, блядь, номер 24, вот это страховку, так скажем, на всю жизнь, 911 нахуй, которую, блядь, им дает нахуй все подряд, но эту нахуй хуйню нужно пользоваться же по адресу, по путинской мрасоте, по узкожопам и так далее, но не, блядь, башкирту, ни татару, ни узбеку, ни казаху эта тематика не должна прокатываться нахуй. Если вы, получается, топите нахуй против Путина, также, значит, подключайтесь с нами. Почему нахуй мы сразу для вас начинаем, получается, какие-то не свои, мы своим только сдаем, блядь, комнату свою сраную нахуй в Париже, блядь, чуханскую, а потом вы нахуй будете пиздеть то, что, блядь, нахуй Путин хуйло. Ну, если Путин хуйло, тогда и вы в таком же в репертуаре хуйло для нас. Если вы нахуй не можете койко-место за 250 евро пустить, блядь, любого человека. Если вы выборочно говорите, как последний пидорас мне сказал, Эдуард его зовут, мне говорит, типа, я, говорит, посмотреть должен тебя, окей, завтра, говорит, позвони, окей, я ему в 10 утра где-то написал в Вайбер, блядь, они пользуются Вайбером, житло у Парижа, Вайбером, я им написал в Вайбер, нахуй, ну, я ему, он говорит, все, отбой, он такой, блядь, выражение сделал, высказывание, отбой. Все, я взял другого человека. Не знаю, я удалил или нет, нахуй. Ну, где-то есть это. Скриншотить уж не стал. Скриншотить. Но слово отбой, это, получается, пользуется, это русская мрасота пользуется. Особенно это в армейке пользуется. Отбой, подъем.
вот эту тематику он мне использовал, блядь. Это слово «отбой». Получается, это он, получается, по той же тавтологии, нахуй, ебанул мне, блядь, узкожоповской тематики, блядь. Если доебываться до слов, блядь. Мы же не тупорылые, хоть и мы татары, башкиртлар, это, узбекляр. Мы знаем русский язык, нахуй. Альхамдулилля, мы знаем все языки, которые нам в мозг, блядь, записались. После этого, нахуй, когда, блядь, мне мразота какая-то украинская, нахуй, хохлядская, нахуй, попадется здесь и будет говорить мне, нахуй, то, что я из России, нахуй, пизда нахуй будет сразу ему, нахуй. Пизда сразу на месте, блядь. Почему? Потому что, нахуй, если ты, нахуй, выше себя, нахуй, людей, нахуй, не представляешь, точнее, блядь, не признаешь, нахуй, сопоставляешь себя, блядь, богом или хуй знает кем, нахуй, или невинной овцой, которых, блядь, Путин ебет, нахуй, в сраку, блядь. После этого, нахуй, вы, нахуй, уже для нас, блядь, будете ноль, нахуй. Это касается манкуртов, украинцев. Манкурт, блядь. В Google, нахуй, вбиваете, нахуй, и читаете, что это такое, нахуй, и переводите, нахуй, это слово с кыргызского слова, переводите, вникаете, нахуй, в это слово и пытаетесь бороться своей мразотой. Вот только таким образом вы будете очищать своих нацистов. Что, блядь, потом, блядь, путинская мразота не орала, что на Украине неонацисты, нахуй. И чтобы я их тоже не чувствовал, нахуй, в Париже, блядь. Итог такой, блядь. Эту тематику, нахуй, я развил. Почему? Потому что, нахуй, я не ожидал этого, нахуй. Я, блядь, сука, топлю, нахуй, против Путина, нахуй. Блядь, за Украину, нахуй. С Башкортостана, блядь, с Татарстана, блядь. Мовлю делаю, блядь. Как у вас говорится, нахуй, да? Мову делаю, блядь. Пизжу, да, короче говоря. А тут, блядь, ваша нахуй нацистская, именно славянская нацистская мразота будет еще нам, нахуй, блядь, выбирать, нахуй. Кого же его пустить в эту сраную хату свою, нахуй, захолустную, нахуй, и кого не пускать, блядь. Вот этот момент, нахуй, для меня это был пиковый, нахуй. Уже все. Я изначально не понимал, молчал, нахуй. Всех это, нахуй, будет касаться. Я же говорю, блядь. Да пизды, нахуй, хоть вот в этот хату, видите, напротив, приходите, нахуй, хоть 1000, нахуй, украинцев пусть придут, нахуй, хоть 1000 чеченцев пусть придут, мне поебать, нахуй, я на своем буду стоять до конца, нахуй, блядь. Мразь, она будет всегда мразью. Нацист будет, нахуй, гнить, нахуй, все равно, блядь. Мы дойдем до них, нахуй. Надо будет, нахуй, и в Киев дойдем, нахуй, если там какая-то там баламутя, нахуй, пойдет против Башкортостана и Татарстана, нахуй. И так далее. Безне туганларга, блядь, подавно. Как говорится, блядь, выше, нахуй, ниже, блядь, Башкортостана, нахуй, никто не будет спускаться, нахуй, блядь, с мечом, блядь. Имеется в виду вот так. Потом. Ника, надеюсь, ты без обид, но я тебе реально говорю это. Когда, нахуй, люди, когда сюда приезжали, вот сюда, да, ведь, вот украинцы, мы же знаем это, что, как. Я слово беженец, я знаю, блядь, с 15-го года. Блядь, я знаю, что такое, нахуй, беженцы, блядь, с 15-го года в Норвегии. Украинцы, беженцы с 15-го года. Не надо тут бздеть, что там они начали с 22-го года. Нет, с 15-го года. А так, может, я не был в 14-м, когда Крым ебанули. С тех пор, может, есть беженцы с Украины, которые, нахуй, ломанулись, нахуй, от вот этой ебаной всей войны, нахуй. Итог какой? Итог, блядь, нахуй, с 15-го года, нахуй, вы щемитесь по Европе. Вы, по сути, уже затрахали всю Европу, по сути, нахуй. Вы заебали уже всех, по сути, нахуй. Но мы и даже на это закрываем глаза. Как когда-то мне казахстанский один чувак сказал: братан, как бы у нас много ссор было, говорит он. Ну, наверное, взрослый или молодой, я не знаю. Он сказал: у нас было много ссор, но мы закрыли глаза и татарам, и башкиртам, если где-то что-то косякнулись, и узбекам, и кыргызам. Всем мы закрыли глаза. И таджикам, нахуй, мы закрыли глаза. Но если у украинцев вот эта тематика не работает, нахуй, отключена
в своем, блядь, славянском ебаном мире, нахуй, то, блядь, нахуй, это уже болезнь. Это уже, нахуй, диктаторство. Это уже нацизм, нахуй, фашизм, нахуй. В том же флаконе то, что Путин нам толкает. Потом добавлю, базара нет. Я не могу сказать, нахуй, за всех, но моя тетя была золотым человеком. Моя тетя была из Харькова, моя тетя была из Сумской области, откуда-то оттуда, с Харьковской, Сумской области, вот оттуда. Она была золотым человеком, она никогда не была, не была, как говорится, нацистом, и у нас нацизма вообще не было. Мы из многонациональной семьи, жили всю жизнь в Узбекистане, и у нас всегда гостям были в двери открыты и до сих пор всем открыты. Начиная с Казахстана, заканчивая Кыргызстана, все ворота, двери открыты для любого гостя. Это про Азию я говорю. В Башкортостане, Татарстане чуть-чуть методы другие, у них более обрусевшая система, там надо чуть-чуть стучать в дверь, потом тоже нормально. Вот так. А у вас, получается, у украинцев чистейшая, нахуй, вот эта славянская обрусевшая система, где, нахуй, приходится вам баламутиться, жрать сало, нахуй, бухать, блядь, как говорится, горелку, нахуй. И от этого, исходя, блядь, у вас, блядь, мозги на бикрень порой иногда уходят. Поэтому, нахуй, я советую вам, нахуй, одуматься и спуститься, нахуй, с небес, блядь. Вы, нахуй, уже отлетели до небес, уже хватит, уже надо спускаться. И тут как раз-таки сегодня услышал одну тематику, что Зеля поехал, нахуй, в Америку, там, кланяться, нахуй, американцам, чтобы что-нибудь там вымандить, нахуй. Вымандить, не вымандить, но суть одна, нахуй. Если они кинут, нахуй, если Трамп, нахуй, или хуямполя какой-нибудь придет, вам может быть тяжко. И тут я вам, как человек, нахуй, крайний, как мусульманин, хочу, как говорится, братьям, если можно сказать, братьям, славянам, украинцам предъяву, нахуй, кинуть. Если, нахуй, Башкортостан с Татарстаном, нахуй, не будет независимым, или там будет в каком-то говне, в дальнейшем тоже, допустим, надеясь на Украину, или украинцы, надеясь на Америку, результат ваш будет плачевным. В каком понимании? В том, что если американцы вас, нахуй, рано или поздно, блядь, что-то подставят, или что-то в этом роде, нахуй, у вас будет только поддержка, додолбить Путина, и причина и сабаб будет только это наши регионы в России. Если вы их будете, нахуй, уважать, ценить, то ваша огромная поблажка, огромный плюс, это будет наши регионы, это мы. Начиная, как говорится, с Нижнего Новгорода, где этот татары живут, Мордовия и так далее, весь оттуда, начиная, грубо говоря, от Воронежа, хуй догонежа до Якутии, нахуй, это вся публика, которая будет топить за вас. Но не таким макаром. Таким макаром вы далеко не пойдете. Поэтому вам нужно уже выбирать, думать, с кем вам дружить. И самый близкий у вас косяк огромный стоит еще крымские татары. Поэтому, исходя от этого, вам нужно конкретно понимать, с кем подтягивать отношения и с кем нет, нахуй. И одну вещь нужно запоминать, что здесь баламутят всю вот эту воду, нахуй, ваши гондонские евреи. Ваши евреи, нахуй, пидорастические, нахуй, везде, нахуй. Они заебали весь мир, по сути, нахуй. Исходя от этого, нахуй, вот вы под дудкой евреев, которые, нахуй, вас ебут и дразнят, нахуй. И тут еще сверху Путин, евреи и так далее, нахуй. И получается, вот эта марасота еврейская, нахуй, будет против топить, нахуй, мусульман. Против мусульман они будут топить. Поэтому вот это пиздоболено, нахуй, то, что вы не можете понять, с кем дружить, нахуй, приведет вас, нахуй, блядь, к краху, блядь, к краху. И поэтому вам советую, нахуй, сейчас уже, нахуй, осознать вот это свой, блядь, какой-то, нахуй, патриотизм и дать, нахуй, конкретный ответ нашим независимым регионам, которые хотят, которые мы хотим стать независимым, нахуй, большой, как говорится, этот запрос, так скажем, блядь, от нашего имени, от нас всех, дать запрос
всем, которые пытаются вам помочь, чтобы они, как говорится, конкретно нам дали, как говорится, вариант, чтобы мы начали уже, как говорится, идти на Москву. Если этого у вас не случится, вы в большом обломе может быть. Может быть, потому что вам придется, если американцы там хуй положат с Трампом вместе, то вам донатить вы нахуй заебетесь нахуй, блядь. Там, блядь, донатов на дроны только не получится нахуй. Вам надо будет донатить конкретно нахуй, чтобы, блядь, Киев не отжали. И у вас только один дешевый вариант есть. Дешевый один вариант есть. Это помочь регионам, всем российским регионам вот в таком темпе, а не быть нацистом нахуй против не русских. Против нерусских. Вот эти нерусские, так скажем, рота башкирт, так скажем, пару человек, там еще чеченцы и так далее, воюют за вас. Этот момент тоже вам не нужно забывать. Поэтому вот этой шушере, которая находится здесь, это, блядь, неонацистам, нахуй, украинским, хохлам, блядь, в Париже, нахуй, и везде по всей Европе, нахуй, как у нас говорят, кикердак, кикердак это, нахуй, горло, вот это горло, нахуй, чтобы мы им не зажали, нахуй, блядь, или там не взяли за горло вас, нахуй, вы чуть-чуть, блядь, остепенитесь нахуй, приземлитесь нахуй, и все эти ебаные ваши жить на, блядь, у Парижа, блядь, жить на у Хуяси, блядь, у Васи, у Пети нахуй, вот эти все телеграм-каналам нахуй, дайте нахуй конкретно нахуй заявку, чтобы нахуй, блядь, любой, блядь, из региона, блядь, России приходит, если он не русский нахуй, чтобы всем нахуй помогали, потому что вся шушера ваша здесь, наших нет, здесь башкир-татаров нету. Понимаете смысл? Поэтому вот этой поеботины у вас не было, бля, вот этого нацизма, чтобы мы больше не наблюдали, нахуй, пидорастического, нахуй. Советую, нахуй, везде, нахуй, пустить мой вот этот видос, нахуй, везде, нахуй, чтобы они откликнулись, блядь. Начиная с Норвегии, нахуй, заканчивая с конца, блядь, Португалии, блядь. И угол, нахуй, Греции, нахуй. Чтобы вот эти 28 стран, нахуй, чухнули, нахуй, что, блядь, заходят, блядь, из ебаной нахуй рашки, блядь, люди нахуй, украинцы, чтобы не выпендривались нахуй, вообще нахуй, никогда, блядь, никогда. Чтобы они нахуй нашу рожу смотрели и понимали нахуй, что за рожа, блядь. У меня рожа не написано, что, блядь, я узкожопый нахуй. Понимаете нахуй? Я нахуй не белобрысая крыса нахуй, или как там, блядь, узкожопая нахуй. Я, блядь, азиат. Я азиат, блядь. И поэтому, нахуй, когда у вас, нахуй, идет нацизм, нахуй, на нашу сторону, и мы это чувствуем, особенно я. Я же именно по этой тематике-то и живу, нахуй. Почему это каналы мои поднялись? Против нацистов, блядь. Подобие, нахуй, Путина, блядь. Которые ебут, нахуй, своих же славян, блядь. А тут, нахуй, эти же славяне, нахуй, пытаются, блядь, нам еще палки в колеса ставить, нахуй. Пиздец, я хуею, блядь, над этим, нахуй. Это, нахуй, знаете как, вроде бы, нахуй, поддерживает, блядь, какая-то часть, блядь, наших, да, ведь, украинцев, а тут другая часть, нахуй, наоборот, подъебывает, нахуй, нас, блядь. Вот как это кажется со стороны, блядь. Вот этого, я считаю, этого дерьма не должно быть. Если человек топит, блядь, за тебя, значит, ты должен, блядь, ценить этого человека, нахуй. Потому что за вас, нахуй, вся Европа не топит, поймите. Потому что они не знают ваш украинский. Мы хоть с вами бла-бла, блядь, на русском разговариваем. Они, блядь, нахуй, за вас, блядь, похую им, блядь, нахуй. Почему похуй? Потому что они не будут на Украине жить, блядь. Никто там не будет жить. Им похую. А мы живем, блядь. Мы живем, блядь, в этой сраной яшке. Рашки, блядь. Понимаете, нахуй? Мы живем, блядь. А таких до хрена, которые, блядь, наших, так скажем, на Украине жили и живут, блядь. Как я и говорил, что у меня в Киеве живет братишка. Родной, так скажем, да ведь? И после этого я просто, блядь, в шоке, нахуй. В шоке, нахуй. Из-за этого, нахуй, я считаю, что, блядь, это такая вещь, блядь, наверное, не в мой адрес только и было.
Я дохуя слышал, что, блядь, нахуй, сколько людей, нахуй, наезжало, нахуй, украинцев, блядь, в Германии, там, блядь, что-то происходило, нахуй, там, зеленку вылили, нахуй, что, блядь, еще йод вылили, нахуй, на кого-то, и ха-ха-ха-ха, блядь, дохуя, блядь, ну я, блядь, пока не наткнешься сам, нахуй, ты не поймешь, поэтому, исходя от этого, я, блядь, вот на своей шкуре, блядь, все это испытываю, блядь. И вот эти испытания я буду высказывать, нахуй, потому что, нахуй, это, если меня оно вот так задело, я бы закрыл бы глаза, получается, за мной нахуй будет стоять моя нация. Это, получается, их тоже будет задевать. И получается, сейчас весь Башкортостан с Татарстаном охуеет, скажет, пиздец нахуй, а нахуй тогда ты за них топишь? Да, я топлю все равно за них. Почему? Потому что нахуй Путин нахуй наш общий враг. А если эти, блядь, ушлепки нахуй, манкурты украинские нахуй этого не понимают нахуй, нам что делать нахуй? Нам что делать-то, блядь? Получается то же самое, что есть манкурт-башкирт, есть манкурты-татары, да хуя и больше, в Москве, которые даже сидят нахуй. Вот, вот. И в этой же категории украинцы. В этой же категории нахуй. Только, блядь, с номером N24, N24 или как N, или что там, блядь, которым, блядь, дали волю нахуй, сразу нахуй, чтобы они могли здесь жить, там, работать и так далее. Им дали зеленый свет нахуй. Но этот зеленый свет нахуй ими не заработан. Они нигде не мучились, ничего не делали. Просто они зашли и живут кайфово, блядь. И после этого еще они будут нам нахуй диктовать нахуй, кого они возьмут хату свою и кого не возьмут. И, блядь, топишь ты за них, не затопишь нахуй. Главное, ты из России, все, ты его враг. Если так, если мы будем ценить, тогда нам тоже украинцы, как каферы, блядь, нам тоже враги нахуй. Вы же славяне, значит, вы нам враги нахуй. Если на то пошло нахуй, мы будем сразу врубать мусульманскую свою сторону. Мы мусульмане. Я ебал в рот нахуй всех каферов нахуй, если на то пошло, блядь. Мы же так не говорим, потому что Аллах Та'алям у нас говорит, нельзя, как говорится, над людьми, как говорится, издеваться или что-то в этом роде делать, потому что мы мусульмане. Мы принимаем всех. Черный ты, белый, узкоглазый. Разницы нету. Желтый там или какой ты там, блядь, оранжевый. Похую мороз. Но если вот такая мразота говорит, блядь, мне, не узнав еще, блядь, оно еще даже лицо не показывал я. Еще многим я уже и фотки отправил свои нахуй. Блядь, я говорю, вот я вот такой даже. Чтоб они не думали, что, блядь, они разговаривают, нахуй, с узко-пиздой, нахуй, русской, блядь. Нет, нахуй, чтобы они понимали, нихуя, ни фото, ничего. Наоборот, даже сегодня одна овца, блядь, удалила, нахуй. Мы переписывался с этой мандой, блядь. Она удалила все смски даже, не прослушав мои, блядь. Всю удалила полностью, очистила в Телеграме. Я охуел, блядь. Вот такая херня, Дуслар, блядь. Вот такая херня. Да. Обидно, да? Не, я не расстроен, я просто, блядь, в ахуй, блядь. Это я хочу просто, блядь, информировать людей, блядь, что, блядь, они понимали, за кого топят, нахуй. За кого топить, нахуй, и за кого топят, нахуй. Вот об этом-то и речь идет. Когда, блядь, ты топишь, нахуй, за украинцев, нахуй, значит, украинцы, нахуй, как подобает, себя должны вести, блядь. Получается, хотя бы научиться говорить рахмет. Рахмет, а не так, что... еще одна такая хуйня. Это первый день уже, когда я начал. Я ему пишу на русском. Украинец не знает татарский. Тогда нахуй учите татарский, блядь, нахуй. Если вы с нами общаетесь на украинском. И тут такая, блядь, привычка дохуя. Я до этого тоже встречал, блядь. Украинцы со мной общаются на украинском. Типа они не понимают русский. Я хуею над ними, блядь. Они не понимают русский, нахуй. И начинают быковать на своем лялякать на украинском. Ну тогда давайте тогда украинцам я тоже буду на узбекском, на татарском, на башкирском общаться. Давайте. Слабо? Кого возьмет нахуй? У меня 3 языка нахуй, а у вас один только. Украинский, блядь. Мова, блядь, украинская нахуй. И мовляете нахуй там, блядь, на украинском. Хоть знаете русский с детства, с пеленок нахуй. С крови нахуй у вас русский, блядь. Это узкожопый язык, как и у меня, как у всех. И поэтому нахуй Мухаммад Пайгамбарымыз говорил, наш пророк говорил, что когда вы общаетесь, на общем языке общайтесь. На общем, который всем слышен, чтобы люди не подумали.
не заподозрили, что вы говорите о нем что-то плохо, о третьем лице, если рядом стоит третий. Исходя от этого, значит, мы должны были общаться на одном. Нет, он, блядь, мне прет, этот пацан прет пишет еще смс мне, до хрена, на украинском. Эй, Кутакбаш, я тебя не понимаю, долбень. Я же тебя не понимаю, блядь. Пиши на русском, блядь, если уж на то пошло, блядь. Если мы рабы русских. Мы, украинцы, тоже же рабы русских были-то. Сейчас они отдуплились, нахуй. Через 30 лет, нахуй. И чё? Поэтому сразу нужно русский, блядь, откидывать, и со мной надо общаться на, блядь, украинском, который я ебал в рот, нахуй, я не знаю даже ваш язык, блядь. Где, нахуй, Башкортостан, а где Украина, нахуй. То же самое, что я буду пиздеть, нахуй, на норвежском, блядь, которую я в жизни, допустим, если я не знал бы. То же самое, нахуй, с китайским. Или там каким-то японским, блядь. Пиздец, люди удивляют, блядь, нахуй. Ну тогда, блядь, давайте через переводчик будем пиздеть, друг другу будем писать через переводчик. Я буду переводить на английский и будем переписываться на английском. И на улице тоже встретимся. Не будем говорить друг другу привет или салам, а мы будем говорить hello, what is your name? А, меня зовут Иванушка Дурачок, блядь, нахуй. Я вот тоже учусь, блядь, нахуй, английскому. И он не знает английский. Я английский не знаю, по идее, блядь, нахуй. Думаете, что, украинцы все знают английский? Хуй-то там, блядь. Все, где только не был, везде, блядь, и пиздуют, блядь, украинки, нахуй, на русском пиздят здесь. Вот сколько я проезжал, нахуй, девчонки вот здесь. У меня город, блядь, учебный, нахуй, да хуя студентов тут. Учатся они, оказывается. Я летом, блядь, в прошлом году или в этом году, нахуй, встречал, блядь, двух девчонок. На велике еду вот по дороге, как сегодня я показывал вам дорогу. Ехал, блядь, и мимо прошли такие вдвоем. Ха-ха-ха-ха, блядь, на русском пиздят. И потом я говорю, а чё, о, девчонки, как дела, туда-сюда. А я говорю, откуда вы? А мы с Украины. Сразу, блядь, нахуй. И такие, ой, типа, и съебались куда-то, нахуй. Блядь, а пиздят на русском. А хуль тогда, блядь, на русском пиздите, блядь, сучки, блядь, а? Если на то пошло, блядь, если, блядь, украинская мова у вас есть, блядь. Так что, блядь, нахуй, туганлар, мына шундай халь, блядь, мына шундай халь. Исходя от этого, блядь, нахуй, исходя от этого, нахуй. Башкортстан менен Татарстанга, что я хочу сказать, и другим біздің милләттәшләргә, туганларга әйтеп куйым. Мында, как говорится, нәрсә булса да, нахуй, мусульманларга бер файдасы юк. Biz musulmon, shuni eslab qolamiz. Прям зарубите себе в нос. Biz musulmon. Biz musulmon, нахуй. Bu ikki pataksa, nахуй, sug'ishgani, nахуй, bizga qurtoqqada kerakmi? Bizni mustaqilligimizni ular, nахуй, bermay bizga. Bermay bizga. Bular o'zlari o'ynab to'yguncha, o'ynaylar, o'laylar, tuda-suda. No boshqirt bilan totarga bu dars bu. Bu sizga dars. Mana, kстати, sizga mana bu narsani, по сути, все это рассказывал. Кроме них. Чтобы вы понимали, что вы куда идете, зачем воевать идете, нахуй, из-за чего умираете, блядь. Bu Урыска да, Украинга да, biz Qutaqqa da kerakmiymiz. Anladingizmi? Biz ularga ikkisine de kerakmiymiz. Anladingiz shuni. Bular ikkisi de bir patakdan chiqqanlar. Biz boshqa patakdan chiqqanmiz, понимаете, блядь? Biz, nахуй, musulmonlar, a bular kafirlar. Anladingiz shuni, блядь, nахуй. Ularda этот üç Allah'ında var onda. Isus, onda Mariya, там еще Deva Mariya, allakimlar onda. Bizda Alloh taolagina bor, Tag'alabizgina bor. Bizning Allohimizgina biz sig'inamiz. А bular it bilsin kimga sig'ina. Многобожники, блядь. Исходя от этого, нахуй, я призываю Башкортостан и Татарстан еще раз, примеров до хрена вам привел до этого, то нахуй, bizga bir kim yordam bermay. Kutmagiz, umidli shayton gina kuta, shayton gina kuta. Shaytonni shularga ishlangan u shayton umidli bo'lgani uchun. U umid bilan kuta har vaqt, когда мы сломаемся, когда мы дадим нахуй слабинку. Mana shunda gina bizni u sigirga o'li, блядь. Biz kuchli bo'larga tegishmiz. Biz bit musulmon, biz bit iymonli bo'larga tegishmiz. Biz shaytonni, как говорится, vasvasasini bir qachonda o'ynarga tegish tugul biz. Понимаете смысл? Mana bunda сразу bilib bila, kafirinda, урысында, хохолында, любой нахуй можно, блядь, вытащить нахуй на чистую воду и понять, за что он дышит. Потом, вспоминая про одного уебка тоже одного. Короче, в Испании один хуеплет, сегодня мне тоже прислали это видео, хуеплет в Испании, короче,
Что-то бурагозит нахуй украинец, как я понял, на украинском тоже пиздит, за Путина нахуй что-то топит нахуй, против Зели нахуй, хуй поймешь, блядь, какой-то, блядь, нарисовался, блядь, украинец, который бздит, 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 нахуй, суть его пиздежа о том, что, блядь, нахуй, понимаешь ли, блядь, Украина каких-то ворует, оказывается, арабы, блядь, и он против арабов встает. Получается, тут вопрос возникает. Какого хуя этот черт, блядь, возникает против арабов? А потому что он, нахуй, блядь, нихуя не украинец. Он, блядь, яхут. Он еврей, блядь. Он еврей украинский просто, нахуй. Тоже из пизды Кукуева вылез, нахуй. И пизда болит тут, нахуй, на мове, блядь. На мове-то пиздишь, а в дно-то твое, нахуй, блядь, это не украинское, нахуй, а еврейское, нахуй. Еврейским нахуй этим маразмом пахнет. Исходя от этого нахуй он против арабов топит. Если человек с Украины против арабов топит, значит получается он топит против мусульман. Получается против башкиртов, татаров, казахов, узбеков, кыргызов, таджиков топит. И так далее. Получается вот так. Если вот так как тема нахуй работает у него в этом ебаном ютубе, ну можете посмотреть потом про него, не помню как этого хуя зовут, итог такой, я до этого еще высказывался, то что, блядь, какая-то одна часть нахуй, этот украинцев нахуй топит нахуй за, блядь, Израиль нахуй, что за хуйня нахуй, против палестинцев, типа палестинцы напали, блядь, это ебанизм полный. Это, блядь, двойные стандарты, нахуй, блядь. Скобеева, нахуй, с Поповым не хватает здесь, нахуй. Где их не комментарии, нахуй? Где эти суки? Чтоб, блядь, пропиздошили этих, блядь, которые топят за яхудов, блядь. Где они, нахуй? Вот понимаете, как называется двойные стандарты, лицемерие и двуличие, нахуй. Вот поэтому нам башқұрт bilan татарға 100 marta aytdim нахуй. Bizga bir kim kerakmi нахуй. Biz o'zimiz borib shu Moskvani sigib nахуй qaytarga tejibmiz. Tezginagina 3 kunda boramiz, qaytamiz нахуй, sigamiz, qaytamiz нахуй. Bizga Ukrainada kerakmi нахуй. Bir kimi kerakmi? Малайлар, аңлаңыз шуны, блядь. Егетләр бармы монда башкортлар, татарлар, блядь. Давайте решим этот вопрос нахуй, блядь. Нам нахуй это Украина, блядь, нахуй. Давайте развернитесь нахуй, блядь. Все батальоны нахуй, которые с Башкортостана пошли, блядь. И давайте разворачивайтесь нахуй. Ortga, блядь, Ufaga qaytag'iz, boshqa narsaga, Tataristonga qaytag'iz. Давайте, все, жиылик нахуй, шығыңыз нахуй. Давайте, бутуныбыз жиылып нахуй, блядь, Москваны Сигирга барик, бутуныбыз нахуй. Заебало это уже все нахуй. Реально заебало нахуй, блядь. Наши умирают в какой-то ебаной войне, блядь, хуй поймешь, кого, блядь, там убивать, непонятно нахуй. Понимаете, нахуй? Поэтому, исходя от этого, нахуй, это неправильная война, нахуй. Это неправильная война, нахуй. Пусть, нахуй, украинцы сами по себе, нахуй, ебутся, нахуй, как хотят, нахуй. А Башкортостан и Татарстан узны проблемы, житарлик, нахуй. Нам, нахуй, никто не друг. Поймите в этом деле, никто не друг, нахуй. Никто не друг. Здесь нет другов, нахуй. И подруг. Вот, поэтому нам обязательно нужно, нахуй, это осознать, и обязательно это нужно, нахуй, конкретно, нахуй, до ума довести. Конкретно. По-другому никак. Итак, сейчас почитаю. Тут этот комментариев много стало. Слава России. Так, Пупкин, блядь. Ну, слава не России, конечно. Слава Башкортостану и Татарстану будем кричать, иншаллах, скоро. Так, салам абзихалянчик, айбет. Про евреев ты хорошо подметил. Да. Иди паршфима. Так, именно поэтому тебе. Эдуард, блядь, вот какой-то хуй плет. Так, еще революционер. Так. Так. Тут это вот узкие боты вышли. Ассаламу алейкум. Друсайтасан, ага. Тебя казнят в России за такие слова. Блядь, России не будет, не ссыте нахуй. Будем Сигирга, блядь, Россияны, блядь, полный рост нахуй. Башкирт, блядь, татар гана турсун, блядь, мында. Украинда калмай нахуй. Всех разъебем, блядь. О чем ты говоришь, понятно. Ну, мананда, в новом ютубе у меня что-то людей нихуя нету, короче. В новом ютубе никого нету. Так, ладно. Тут так, почитаем здесь. Что тут творится.
Так. Да. Тема. Так, почитаем здесь. Вы слишком близко принимаете к сердцу все, о чем говорите. Мы, беженцы, проходим в Украине. А никого не волнует, что мы потеряли свои дома. Вот точь. Ну, тут бесполезно. Куха поехала. Так, да не послушаю этот сюр. Так, ассаламу алейкум, Башкортостан, Дагестан. Ва алейкум ассалам. Можем побеседовать по поводу Крыма, я отсюда. Ну, насчет Крыма поговорим. Тут также смотрим квартиру, а потом хозяйка квартиры выбирает, кому сдаст жилье в аренду. Могут просто не ответить, написать отбой, а это еще нормально. Ну, это нормально, но так не делается, да? Так. Должны защищаться, как вы в Курске. Мы не должны защищаться, как вы в Курске. Так, что-то не понял. Ты начал зугарблюрт. Зугарблюрт. Чё, блядь, сука, букву поменять, долбоёб. Только... Да, не говори тут. Есть такой. Чё? Блядь. Израилю тоже будет капут нахуй, блядь. Кто нахуй не на правильном пути, всем пизда будет нахуй. Они нахуй начали, блядь, прыгать нахуй на палестинцев нахуй. Им будет все равно, рано или поздно пизда нахуй. Я нихуя Израиль никогда не поддерживал нахуй. Это нужно быть ебанутым поддерживать яхудов, блядь. Я не раз с кем дружить. Только сегодня посмотрел видео пленного лошадка, который пришел воевать за русских. Да, вот, манкурты. Но я просто не осознавал, что можно использовать слово манкурт против украинцев. Но теперь я понял. Можно использовать, оказывается, и против славян. Это слово нахуй. Охуеть. Так что это хорошее слово, манкурт. Да, поддерживает. Ну да. Не пойдете вы на Москву, 11-й год войны с чем, когда вы пойдете, пока я не вижу предпосыл к этому. Ну, как говорится, если люди захотят встать, они и пешком пойдут, и без оружия. Мен азатман. Ассаламу алейкум, брат. Так. Так. Вот шундай хал, дуруслар, короче. Те же, как по менталитету, что и башкорт, которые воюют за русских в Украине. Ну вот это манкурта, Ника, вот это слово манкурт. Номад знает, как его писать, манкурт. Вот манкурты это украинцы, получается. Это и не исключение. Вот так вот. Не. Ну, тут, да, тут и религиозное, и все в одной флаконе. Нет, ну, померятся украинцы и заговорят на своем, да зачем мне это его украинский нужен? Ну, я же знаю, что, блин, только люди со Львова, где-то оттуда, там, Закарпатье, они могут чуть-чуть не знать русский. Вот я там понимаю. Ну, не может быть, я общаюсь, не видя человека, и понимать, что он, да, он с Закарпатья, наверное, который не знает русский. Таких тоже, молдаван даже я встречал, которые... Есть молдаване, которые не знают русский. Есть такие. Есть грузины, которые вообще не знают русский. Вот здесь даже сосед у меня не знает русский. Говорит, а зато английский знает, блядь, лучше, чем Трамп, блядь. Да. Да. Казахстандан салям. Э, Я не хотел ругаться.
Да-да-да. Да, башкорты сами виноваты, нехуй на войну бегать за баблом. Я говорю, я, я это уже, блин, я не знаю уже сколько я говорю, блядь. 2 года я это долблю, блядь. 2 года, чтобы они, бля, разворачивали нахуй коней и скакали нахуй на Москву, блядь. Уже заебали нахуй. Кони уже сдохнут скоро, блядь, не доедут до Москвы, блядь. Вас довести туда, блядь. Чтоб сразиться с этим Путиным, блядь. Дурдом, блядь. Так, ассаламу алейкум. Jigara tatar bilan boshqalarga o'zbeklardan do'st. Конечно. Men ham o'zbek. Так, так, странно, убито более 40 тысяч. Потом, насчет, да, насчет населения, насчет этого, вот это последний сейчас, в тот день тоже слышал сегодня, 200 тысяч, короче, конкретно, 200 тысяч конкретно похоронено, 200 тысяч, представляете? 300 уезжало в 2022 году, когда я чухнул, 200 похоронено, и итог за вот этот период, если не спиздеть, я как понял, вот за этот какой-то период похоронено уже, там показывает 120 у этого Майкла Наки, последний эфир, а так 69, он говорит 60. Ну, короче, половина. Вот за этот какой-то промежуток, если они не врут, 60 тысяч людей сдохло. Поэтому мне, я не знаю, тут получается нахрен на убой, да ведь, с Башкортостана, с Татарстана отправляют, с Дагестана, с Чечни отправляют, везде дохнут. Здесь получается не украинцы пропадают без вести, а наши. Потому что в Украине, по сути, таких и людей нету. Если каждый какой-то промежуток у них по 60 тысяч лежало бы, то там некому было бы воевать. Кто эти дроны-то пускает до Твери и так далее? Явно уж не трупы. Поэтому нужно понимать всем, что вы творите. То что творите, я не могу понять. Столько людей просто идут и не могут, что они умирают. Осознать, что они умирают. Просто я в шоке. И тут вот буду дальше вспоминать теперь. Ладно. Запылили, поговорили. Главное, я высказал все, как было. Теперь интересный вопрос. Много комментариев было от Кыргызстана. Поговорим про Кыргызстан. Меня волнует в Кыргызстане интересный самый вопрос. У меня сейчас негатив пойдет, наверное, меня. Есть ли там на самом деле статуя этого Путлера нахуй в Кыргызстане? Есть или нет? Если тут есть кыргызы, напишите, пожалуйста. Есть ли статуя Путина в Кыргызстане? Допустим, если она есть, я думаю, нужно его снести. Я в тот раз уже как бы говорил об этом в своих стримах, но в новом телефоне я об этом не говорил. Если есть эта статуя, как Каримова, Гондонов влепили нахуй где-то там возле Садового кольца, где-то там на блять, ну, недалеко вроде бы от этого узбекское посольство, там есть какой-то сквер, блядь. Там ебанули этого долбоеба Каримова. Итог какой? Если вот такая же хуйня стоит в Кыргызстане, я думаю, надо как-то аннулировать его, наверное. Потому что нахуй эта статуя там не должна быть. В Кыргызстане. Это, я считаю, это не мое дело, во-первых. Но это не дело, нахуй. Люди, как говорится, не могут уничтожить в той же Украине этого Путина, а какая-то азиатская страна пытается его, блядь, как бы, ну, таянырга теге, Аллаха теге, таянган кебек. Как будто это Аллах или что-то в этом роде. Нахрена он вам нужен? В Кыргызстане статуя Путина. Если это правда, надо осознать, надо вот фоточку бы увидеть оттуда, с места происшествия. Если она на самом деле есть. И в каком городе она поставлена.
или это слухи? Вот нужно бы понять это. Его же на карту точно не найдешь на карте и не увидишь по видеосвязи, да, ведь через Google. Вот, поэтому интересно, вот давно этот вопрос возникал у меня в ТикТоке, и нужно понять. Так, на мои вопросы. Так, Аля, сколько должен зарабатывать нормальный человек в России? Сколько бабла зарабатывать? Ну, не меньше 1000 евро. Я уже об этом в других стримах говорил. Пенсия должна быть не меньше Башкортостана, Татарстана 1000 баксов, короче. Не меньше, и даже не баксов, а именно евро. Курс сегодня сколько там? 100-102, короче. Не меньше, наверное, шул. Мен евродан эс был маска тишинде, короче. Мы наш варах. 1000 евро это... Так, в Украине половина евреев. Ну вот я и говорю, вот я и говорю, вот там-то и проблема. Проблема получается. Поэтому я думаю же, если они даже евреи, они же, наверное, не сионисты, которые мочат этого палестинцев. Понимаете? Тут же надо тоже как бы понимать. И если они не сионисты, какого х тогда они топят за Израиль? Вот это мне интересно. Они в свое время отжали Израиль, а теперь в таком же макаре Путин хочет отжать Украину. Понимаете? Прикол, да? Кто-то у кого-то отжимает, а у тебя тоже отжимают. Если пол Украины это Израиль, но если пол Украины это Одесса, мать родная, как говорится, израильская, ну тогда Путин отжимает, это тоже, как говорится, по рукам, так скажем, да? Ну, я так понимаю это, как-то говорится. От копейка от копейки недалеко, так скажем, да, да? Да он завтра трезвый. Так. Про пенсии сказал. Да, про пенсии само... Нет, Башкортостан или Татарстанда, если мы независимость врубим, мы кровь из нос должны весь бюджет, как говорится, поднять. Потому что вот эти, как с Татарстана, только я знаю же, так и никто не написал, Башкортостан сколько отдал, блин, за год Москве. Ну, минимум тоже уж 1 триллион чем-то уж точно отдает, как Татарстан. 1 триллион уж точно есть. Триллионами. Триллионы уж точно есть, я думаю. 1 триллион, если даже отдали, 1 триллион чем-то миллиардов дальше было. Если 1 триллион с Башкортостана вышло, ну вот эти триллионы, если поделить на это наше население, там сколько у нас в Башкортостане населения-то? Немного. Получается, я думаю, 4 миллиона, что ли, вроде бы говорили в Башкортостане людей. Не помню. 4 миллиона, а в Татарстане я не знаю сколько даже. Если вот так, эти триллионы, если поделить, и из 4 миллионов, если даже пусть половина это пенсионеры, 2 миллиона, пожилые, 2 миллиона, и тут триллионы отдают. Да хрена им пенсии будет, блин, да хрена. И также учителям и так далее, и так далее. Вот это, я так думаю. Ну, конечно же, кто пойдет освобождать Башкортостан с Татарстаном, вот в чем вопрос. Да, там вот тут про Казахстан тоже пишут. Атомную электростанцию там я увидел где-то тоже там в ТикТоке, что ли, сегодня. То, что там против вышли, там, ну, человек 10-15 пожилых людей, мужчины, женщины кричат они, что против там, потому что там дети потом там инвалиды будут и так далее, и так далее. Насчет этого тоже уж мимо уж не пройду, скажу. Ну, если народ не хочет, если народ не хочет атомную электростанцию, нахрена его строить вообще там? И потом другой какой-то видос видел, то, что они хотят в пустыню его передвинуть.
Пустыню. Ну, двигайте в пустыню, если там безопасно. Вот так вот. Ну, не знаю, что даже посоветовать. Просто чисто мимолетно то, что я увидел, вспомнил. Вот так вот. Но в идеале, если, как я понял, у них электроэнергии до хрена, если оно не нужно, нахрена его строить вообще, блин. Лишний геморрой, блин. Тратят деньги, блин. Пусть тоже пенсионеры подымут деньги. В Казахстане тоже пусть пенсии будут по 1000 евро. Всяко уж там тоже не 1000 евро. Пусть поднимают пенсии в Казахстане до 1000 евро минимум. Чтобы казахстанские бабушки и дедушки могли ездить по всему миру и путешествовать. Кыргызстанда, Узбекистанда то же самое. Вон в Узбекистане вообще 3 копейки. Дядя мой вообще, как я понял, я не знаю, даже в их деньгах я не могу разобраться. Суммы очень тяжело понять, не помню. Ну, короче говоря, не соврать, вроде 50 долларов говорили. 50 долларов пенсия у них. 50 долларов пенсия, понимаете? Это пиздец нахуй в Узбекистане пенсия. 50 долларов это... Я хереваю, блядь, когда это услышу нахуй. Вроде независимая республика. Как они кричат, независимый, независимый. В нашей зависимой республике Башкортостане и то пенсия 10 тысяч рублей. На полтинник выше, блядь. Ха, пиздец, да нахуй сравнил, да, блядь? Вот так вот, понимаете? Из-за этого независимость Балудан файдасы yok. Главное, башлыкларны надо, как говорится, тоже укращать, менять. Менять надо, чтобы всякие нахуй статуи Путина нахуй, Каримова нахуй у себя на родине не ставили. Диктаторские. Диктаторские статуи нахуя нужны, блядь, на родине? Скоро, если в Кыргызстане на самом деле будет этот статуя, если это правду доложили, так скажем, то и в Узбекистане скоро появится статуя Путина, потому что диктатор в диктаторскую, блядь, нахуй, страну, блядь, поставится нахуй. Вот так вот. Не говоря, что и в Таджикистане, нахуй, наверное, всякое уже есть статуя Рахмончика, блядь. Везде, блядь. Вот, Кыргызстанга только в тот раз тоже в стриме говорил, Курманджа Датканы статуюсын бүтін жерге можно ставить. Вот как она на коне сидит, вот ее надо ставить. Вот это будет тема. А по-другому никак. По-другому никак. Путин нахуй там не сдался в Кыргызстане. Статуя его, блядь. Так. Салам. Что думаешь про русскую общину, кто мутит и кому выгодно? Так вот, окей. Точно, напомнили. Да, кстати, сегодня у меня же 3 телефона заняты, я не могу читать. Вы есть что, задавайте вопросы. Я то, что помню, буду. Ну, насчет узкой общины, как где-то слышал, и в телегу вроде тоже подкидывали. Я так понимаю, что если Башкортстанда, Татарстанда, Чечняда, Дагестанда наши жегетлер, это от якутов и бурят можно не ждать. Именно мусульманларга это касается. Мусульманлар, если не встанут, вот сейчас самое, вот так скажем, коротко, да, я буду говорить, как в тот раз слышал про Дагестан. Дагестанда 46 наций. Если они из 46 мусульмане, там же еще непонятно, какая часть мусульмане, не знаем же. 46 мусульмане или они, или вот эти балкарцы непонятные, не мусульмане, мусульмане, или вот эти как-то Кабардино-Балкария, какая-то из них вроде не мусульмане. И то, короче, что я хочу сказать. Если Дагестан, Чечня, Татарстан, Башкортостан, вот 4, получается, региона, у них должна быть своя община против этих узкозадых. Назовите его как хотите. Там община с Башкортостана, община, общинный строй, можете назвать, общинный строй с Татарстана, с Чечни, там, с Дагестана. Но что-то такое против них надо вывести. Она, как постоянно Руслан Габбасов говорит, Башкорт, движение Башкорт, или как там, Кара Кукбуре или Карабуре,
Что за у него движение было, я даже не знаю, блин, когда они его создавали. Итог, короче, вот такой. Вот. И также надо сделать. Такое же движение надо сделать. Или там движение, там, имам Шамиля, короче, с Дагестана. Все, всех ложить неверных. Вот примерно вот такая тематика. Ну, надо выступать. Вот когда, наверное, внутри какой-то шум появится, наверное, уже будет народ понимать, что нужно заходить. И в этот момент, наверное, вот эти, которые, как вы говорите, считаете, что мы убежали, мы зайдем. Но для нас тоже гарантия нужна, опора нужна, что вы не струсите и, блядь, за Путина не пойдете обратно, блядь. Нам же нужны гарантии, а для этого я и говорю, чтобы все вылазили в Казахстан, вылазьте в Казахстан. Только вот как этот какой-то хохол там, не бушуйте, блядь, не бушуйте, его уже, видите, замяли и засунули в Казахстане тоже, кстати, кого-то там, за что-то он топил, непонятно, блядь, за что он топил, и сейчас хотят его выкинуть в рашку. Посмотрим, выкинут или нет. Так, до этого, помните, я говорил про Узбекистан, то же самое было. Поэтому вам опасно там, выебываться там тоже нельзя. Все продажные шкуры там, везде там. Народ вас поддержит, но народ ничего не сможет сделать. Вы их, наоборот, подставите, народ. Потому что если они будут вас прикрывать, как этого Ильдара Юмагулова, кто-то прикрывает там. Я, говорит, у русских, я, говорит, у казахов. Непонятно, за кого он топит, блин. И в итоге, короче говоря, в Казахстане. И вот так, если вы будете крыться, то вас хлопнут нахрен. Он просто, видите, за русских тоже топит, поэтому его не трогают. А я там за русских не топлю. Я изначально топлю против, блядь. Я никогда за русских не топил, блядь, по жизни вообще, нахуй. Нахуй они нужны, блядь. Когда я услышал слово чурка, и когда они употребили на мою нацию чурка, блядь, нахуй, после этого я уже все, нахуй, для меня они никто. А слово чурка, я думаю, минимум лет 20 назад мы это знаем, если не больше. На слуху ходит. Поэтому срочно нам нужно делать общину, там, ну, как я говорил, не общину, а Орду или Курултай. Там Курултай Башкортостан, Курултай Татарстан, или там Дагестан. Дагестанның жігітлері, чеченлердің жігітлері, нақшылар, алға. Вот примерно что-то такое, понимаете? Вот только таким образом мы можем раздолбать эту систему. Только таким образом. Если у вас там не получается, значит, выйти вот на такие общинные действия, ну реально не получится. Это надо вам минимум выходить пол Башкортостана. Вот тогда вас никто не тронет. Пол Башкортостана, если выйти таким строем, что мы против этой русской общины Депчиксагас, даже тут это не нужно говорить, что вы против Путина. Просто русская община против. Выйдите, попробуйте, и что будет. Всяко дубинками завезут вас. Поэтому я и говорю, давайте выйдите сюда, наружу, подготовимся. 1000, 2000 человек. Выходите, бросайте свои дома, блин, работу, бросьте, блядь. Один раз выбросьте, блядь, жизни, один раз сделайте этот шаг. А потом уже мы соберемся вот здесь, в Европе, в Казахстане, в Узбекистане. Вам опасно собираться. Потихоньку выдвигайтесь сюда. Я вас завозить буду всех сюда потихоньку. И все, будем действовать. Будем действовать, понимаете? С правого фланга, как и говорю, украинцы идут с левого фланга, а мы с правого ебанем 1500 километров до Москвы. Все, Уфа, Москва, все, писец. Понимаете? А по-другому никак. Если вы будете вот так сидеть с икунами, та-та-та-та-та-та, у нас ничего не получится, понимаете? Вот так, блядь, каждая нахуй шваль, блядь, вот так, подобие меня нахуй, чмырить будут тут нахуй, ты из Рашки, блядь, ты наш враг, блядь, начинается вот это, блядь, поеботина. Да, когда мы нахуй уже, блядь, скажем, что мы из Башкортостана, нахуй, и не доебывайтесь до нас, блядь, вот когда мы такое сказать можем? Когда мы дадим отпор, чтобы друг друга могли защитить везде, по всей земле? Когда только будет у нас независимость? Как вот в Норвегии, допустим, норвежским паспортом у тебя что-то произошло, допустим, в пизде, блядь, где-нибудь, нахуй, в Вьетнаме. Тебя норвежское правительство кровь из нос вытащит, нахуй, даже из тюрьмы. Понимаете? Вот какая защита в Норвегии. Норвежским паспортом. А не то, что, блядь, у нас гнилой, нахуй, красный, блядь, этот, коммунистический паспорт, блядь, до сих пор у нас, нахуй, ёбаный паспорт, блядь, который нихуя не может защитить нас нигде. Наоборот, враг, нахуй, всей земли, блядь, сейчас Путин сделал нас таким, блядь.
где нас ненавидят даже те же украинцы, которым вообще мы даже не русские, блядь. Так что вот так. В нас трусов перед государством вырастили. Если это в маразматике и есть статуя, это оскорбление Киргизии. Если это в маразматике есть статуя, это оскорбление Киргизии. Собор Акзамов. Ну, соборчик, это значит, ты, получается, маразматик Манкурт, блядь. Давай Чингиса Айтматова книжку бери и зубри нахуй. Куттахбаш, блядь. Будешь пиздеть еще меня, манда, блядь. Вот, бля, вышел уже один Манкурт, блядь, кыргыз, блядь. Или, блядь, нахуй, Урос, нахуй. Тебя даже позорно говорить кыргызом, блядь. Мразота, блядь. Так. Узбекистан должен быть зеленый, как и цвета флага Дагестана, то же самое у нашей Башкирии и Татарстана. Да, зеленый. Зеленый цвет почему? Вот всегда я задавался этим вопросом. Вот у меня даже тюбетейка зеленого цвета. Вот намаз читаю, тюбетейка этот зеленого цвета. Потому что зеленый цвет это цвет ислама. Ислам. Почему? Потому что без мусульманлар, без мусульман, без. Вот слева, видите, там трава зеленая тоже. Вот примерно так. Вот зеленая это цвет ислама. Поэтому у нас везде должен быть зеленый цвет. И мы, как говорится, не в том смысле, что мы, как многобожники, верим в зеленый цвет, да, ведь как бы люди вот так могут подумать, да, нет. А именно то, что зелень, наверное, вот зелень там вот это вот, это означает, да, ведь как бы, я вот примерно я так интерпретирую. Зелень, ислам, зелень, ближе к Аллаху, там зелень, свежесть, там, Аллах Та'аля, вот примерно вот так, типа, зеленые, короче, да, вот примерно, вот я так думаю. Может, конечно, более правильные ответы есть по литературному, конечно. Нормальный ислам. А, зеленый это нормальный ислам. Ну вот, да, может, зеленый нормальный ислам. Не знаю. Ну почему-то у этих ушлепков турков красные, как у китайцев, блядь, долбоебы, блядь. Почему у турков красные, блядь? Не могу понять тоже, блядь. Вот так вот. Почему, нахуй, у них нету зеленого нихуя, блядь? Это тоже интересный вопрос. Ну ладно, но это фиг с ними, это флаги, млаги, конечно, по сути, блядь, до лампочки это. Хоть там, блядь, вон, вносят же, блядь, голубые разноцветные флаги, блядь. Толка-то что, блядь? Толка-то нет, народ не встает. Флаг, не флаг, тут ну, надо, как говорится, факел надо в руки дать, блядь, чтобы пошли на Москву, блядь. Чтобы сжечь нахрен Москву. Другого варианта тут нету. Флаги, млаги нам не помогут. Нам только иман нужен, иман. Вот если у нас будет иман мощный, мы никогда не скажем то, что, блин, мы, блядь, там друг другу, да, допустим, там не скажем там, или ты там этот башкирт, или сын татар, или сын казах, там, или там узкоглазый. Вот этого у нас не будет, если у нас будет мощный иман. Вот в чем прикол. Даже этим украинцам мы не скажем, что они хохлы, блин. Понимаете смысл? А сейчас у нас сыр-бор идет, блядь, нахуй. Кто кого нахуй ебет, не знает даже, блядь. Не можем понять. Вот чтобы не было вот этих, блядь, войн, блядь, и оскорблений, унижений, блядь, и присмыкания, друг друга присмыкать, вот этого избежать только даст нам религия. Только религия. Как и на той неделе, и вообще вот слышу постоянно, как посадили 4 мусульманок наших, да, Хизбут Тахри, вешают на них там. Сегодня мельком прошелся, но не дочитал, честно. Если кто что-то новости слышал, что с ним произошло, я не знаю пока. Ну, суть, короче, их в СИЗО точно засунули уж, они уже в тюрьме. Они уже все, не выйдут они, 4, они вряд ли выйдут. Поэтому, как сегодня вспоминаю письмо, написать можно, оказывается, адрес пришел Алсынову. Вот Алсынов, Башкорт, ЕГТБ с утра, Алсынов в Перми сидит. Эти 4 мусульманок наших, татарочек, сейчас засунули. Вот получается там, везде сидят наши, но наши бездействия. Наши ничего не могут сделать. Вот наш косяк, вот наша фигня. И как раз после этой цепочки идет, вспоминаю теперь интервью, которое меня убило. Надеюсь, этот мой видос когда-нибудь услышит Руслан Габбасов, который тоже непонятно, или сорванный у него эфир был,
кто-то его высказывание только туда засовывал, телеканал «Дождь», или что, я не понял. Какое-то интервью, какой-то непонятно тоже полуруско-татарской фамилии, интервью, что Башкортостан, там какой-то там, то ли несколько, или сколько-то времени прошло, как Фаиля Алсынова взяли, или что-то такое. Ну, наверное, было это снято то, что его вроде 17 января посадили, и вот на 17 сентября, может, эфир был, или я не знаю, ну, какой-то типа вспоминание. И тут Алтынай Валитов там дает интервью. Вот, Башкорт, блин, татарлар мында бармы, юкмы? Надеюсь, меня слышат они. Вот теперь подумайте, Башкорт, блин, татаргай там. Вот они понадавали интервью, если не верите, можете посмотреть, послушать там, да ведь? И это с моей точки зрения, я вам скажу, какого хрена они дают интервью телеканалу «Дождь», если они, как говорится, против Путина, против вот этой всей херни. Значит, получается, они сами не знают, против кого вообще они идут. Если это посадил Хабиров или кто, ну, Хабиров, кто, пешка кого он, блин, Путина? Получается, нахрен нужно научиться говорить или этим долбоебам, или они на этом пути. Значит, узкоебском пути они, получается. Это как навальнисты, получается. Алтынай Валитов, получается, на пути навальнистов. Если он обратился на навальнистскую, нахуй, телеканал. Грубо говоря, вот этот телеканал «Дождь», блядь. ТВ Райан они себя назвали. Но если так, если оно так, допустим, тогда какого хрена они просят, чтобы Алцинова освободили и так далее? А кто его освободит нахуй? Путин, что ли, или Хабиров, блядь? Вы ебанутые, малайлар, блядь. Вы определитесь, долбоебы. Вы определите, что, блядь, нахуй, безнен кураж, только мустакиллик үшін, блядь, нахуй, только нарсакей, Башкортостан, блядь, Татарстан свободный был, как и Украина, которая не может вырваться, блядь, из лап этой русификации, блядь. Не может вырваться, нахуй. Вы не можете понять, блядь, что, блядь, нахуй, не надо, как Ильдар Юмагулов, обращаться, блядь, узкожопым, нахуй, чтобы они спасли Куштау, чтобы они гору спасли, блядь, плакаться там, нахуй. Нахуя? Мир, вообще не могу понять вас, что творите, блядь, нахуй. Блядь, пишу я ему, этому Алтынаю Валитову в Телеграм, нихуя не отвечает, слушает, не отвечает. Эй, если ты, мужик, блядь, съебался нахуй, ну ты ответь меня нахуй. Вы заебали уже нахуй. Ни Руслан Габасов не может выйти, блядь, вы камерные, потому что. Ни Алтынай Валитов нахуй. В свое время нахуй ни Алсынов нихуя нахуй, никто ему не передал, не вышел тоже. Все нахуй, все какой-то хуйней маются, но в то же время пиздят, что им никто не помогает. Государство вот такое, он уехал в Америку нахуй, Алтынай Валитов плачется там, блядь. Ну нахуя? Если ты, сука, блядь, нахуй не можешь, блядь, сообразить, нахуй, с кем нужно общаться, блядь, нахуя ты в телеканал «Дождь», блядь, даешь интервью, долбоеб? Дай, блядь, азатлыкка дай. Татар азатлыгы бар, башкорт азатлыгы бар, казак азатлыгы бар, на конце концов, блядь. Үзбек азатлыгы бар. Азатлык радиосына бир булмаса. Нахуя сен урыс радиосына берасың, блядь, долбоеб? Я вот этого не могу понять, блядь. Вот этих долбоебов, кто там интервью дал. Да хуя там еще кто-то, не помню, еще какие-то там рожи были. Нахрена? И это мусолятся вчера, сегодня, каждый день это проигрывают они. Потому что Дождю даже пиздить не о чем, блядь. Каждый день одно и то же проигрывают, блядь. Уже несколько дней там назад это было, они до сих пор в понедельник это говорят. То, что, блядь, в Башкортостане стычки. А потому что, почему? Потому что это им нужно. Это им нужно говорить об этом, блядь, долбоебам. Потому что им нужно какой-то отгласка, ну какой-то кипиш, короче, да, в России. А в последнее время кипиша нету. Тишина в России, блядь. И это вот они мусолят Башкортостан, чтобы зацепить, блядь, народ, блядь. Чтобы народ, блядь, встал. Тем самым, опять-таки, нахуй, регион мусульманский. Почему в русском регионе такого кипиша нету? Почему именно якутском нету, бурятском нету? Многобожники, потому что. Почему там нету, а именно Башкортостанда бар, Дагестанда бар, Чечняда бар, проблема, геморрой. 4 татарок засунули в Татарстанда бар, геморрой. Вам не кажется, что мусульманlarla изяляр? И до каких пор башкорт татар это должен терпеть? Также Дагестан, блядь, Чеченга это относится. Вы что терпите, я не могу понять. Я не могу понять, что мы ждем, блин. Кого ждем? Украину? Да украинцам вон, блядь, даже как хату я не могу снять, нахуй. Что с ними, нахуй? Ждать их, блядь. Хату не могут дать мне, блядь. Вам пример это, понимаете?
Чего ждать, блядь? У них есть кличка, их лозунг, моя хата с краю, блядь. Оттуда она и вышла, это слово, моя хата с краю. Хата, это по-украински дом. Хата с краю, моя хата с краю. У них с краю все. Они в Башкортостане, не в Чечне, не в Дагестане. Вот и все. Они, блядь, да, быстро все решат всю проблему, нахуй, нахуй, и все. Мы не нужны им, блядь. Геморрой мы, им, для них геморрой мы. Ой, блядь, я хую, блядь, как людям доносить это все дерьмо, блядь, я не знаю. Это же дерьмо конкретно так. Да, мы не русские, да, жду извинения. Что за извинения, нахуй? Блядь, это... Извинения, нахуй, соборчик, блядь, нахуй, давай отдыхай, нахуй. Извинения ему, нахуй. Если ты манкурт, нахуй, читай, нахуй, Чингиза Айтматова, еще раз тебе сказал я. Они тебе боятся, ты много материшься, и ты агрессивный, наверное. Учим американские слова. Вот этих из русской общины надо в лес вывести. Вот я и говорю, надо вывозить, надо что-то делать. Мин башкортка ышанам, мин татарга ышанмайм. Но мин башкортка ышанам, блядь. Башкортлар, блядь, выебут и высушат любого, нахуй. Любого. Ну, татар, блядь, непонятный, нахуй, блядь. Вялый, блядь. Как этот, блядь. Не знаю, блядь. Когда им, блядь, пинком, нахуй, пнут, нахуй, может, тогда они встанут. Меня заебали. Кыргыз кебек хотя бы надо быть, казах кебек булырга керек. Такое, азгина, блядь. Yok, аңламайлар, нихуя аңламайлар. Ну, хотя бы, блядь, нахуй. Чтоб, блядь, в руки нож хотя бы взяли. Заебали вы уже, нахуй. Мне аж хуево стало, когда я еще один какой-то видос увидел, как девушка снимает, что помогите, помогите, там менты окружили, получается, это вот эту, или Альбина ее, как зовут, эту мусульманку из четверых, которых в Казани взяли, маленькую такая, стоит, и целая куча в масках стоят эти русская община, блядь, наверное, или кто они, блядь, я не знаю, и она стоит бедная, то, что ее забирают, Хизбут Тахри, это что за нахуй? Что за нахуй, блядь? Вот здесь Хизбут Тахрир в Европе до хрена и больше. Никто их нахуй не трогает, блядь. Они не преступники здесь. Их хуево туча здесь, этих Тахри, Махри, блядь, нахуй. А в Татарстанда они нужны, понимаешь ли. Четверо эти женщины с детьми. Кому они нахуй плохо сделали? Если мы не можем своих женщин защитить, нахуй, мы уже конченый народ, значит. Татарстанга я говорю это, блядь. Татарлар, нахуй. Сіз, блядь, что за хуйню творите, а? Онами, блядь. Всех, блядь, ждете, пересажали, чтоб, да? И что вы выигрываете, нахуй, от этого? Кайф, да? А сколько жизни ломается. И инәлі балалар, блядь, әңкәсіз үсә. Ладно, ул атасыз үсә, блядь. Хуйня скажешь. Ну, инәсіз бала, это уже пиздец, нахуй. Пропала шляпа, нахуй. Без матери, ребенок, это все, это жопа. О чем думают нахрен мужики Татарстанда? Башкортостанда да шулай. О чем вы думаете? Я не могу понять. Алсынова, вон четверо детей. Алсынов сидит в Перми. Просит письмо написать ему. Напишите ему письмо. Я маленький видос снял, отправил в YouTube. Ну, что я ему, откуда я ему напишу? Из Франции. Скажет точно нахуй, охуеть, блядь. Какой-то завербованный скажет. Мое письмо или не дойдет до него, блядь. Я ему, конечно, написал бы нахуй, Алсынов, держись, мы придем. Примерно так. Ну, с кем придем? Я не могу поставить народ, блядь. Всяко Алсыновка ярдам киряк. Всяко тем женщинам, которых сейчас сажают, тоже ярдам киряк. Где мужики-татары, которые поборят этих русских общин, разъебут? Потом пойдем, блядь, на Москву. Где мы? Где мы? Я не могу вот этого понять. Пиздец. Блядь. Я onglamam, блядь. Это раньше вишня, меня не блокируй, пожалуйста.
Мы не легкие, не нападем, но потом хер остановишь. Ну, шулай давит, ну, шуларга босырга киряк. Ну, кошан гатли, блядь, я не знаю вот этого. Просто Бог наделил нас терпением, мы должны благодарить. У татар большой исторический оккупационная история. Сафаров был последним ментом. Yo'q, ну, yo'q, mana o'zbeklarda menga shuni aytadi. Sabr, sabr, brat, sabr. Sabirniyam bir jeri bor. У сабра есть тоже, есть какой-то момент, блядь, когда нужно встать, по башке дать и остановиться. Вот это и есть сабр. Это управлять своим навсом называется. Навс нужно сперва показать, а потом сабр свой использовать. Вот и все. Остановиться. Я же не говорю, чтобы геноцид сделали, всех узкожопых убили. Я к этому не говорю. Я говорю, блядь, уничтожить вот эту всю шушуру, которая нахуй пойдет против нас. Вот они нахуй до конца должны нахуй сдохнуть. Но весь народ, как, блядь, там геноцид устраивали армяне в Узбекистане и так далее, пытались вот эти дашнаки ебаные нахуй. Но вот этого не должно быть. Вот этого не должно быть. А должно быть в этот момент и НАВС, и САБР работать вместе. А для этого нужно сперва встать и сделать это дело. До ума довести. Убрать Путина, Москву нахуй, попрощаться с Москвой, Татарстан, Башкортостан, Чечню, Дагестан взять в свои руки, у каждого свой президент, убрать это, блядь, Кадыровых, блядь, всех нахуй, блядь, Хабировых, блядь, и Манихановых, всех нахрен, блядь. Только потом будет нахуй независимость. А до этого ни хрена мы ничего не сможем сделать, понимаете? Мы только можем бла-бла-бла-бла-бла, вот как я, блядь, да? Как говорят, за кордоном пиздишь, блядь. А где мне пиздеть, блядь? Меня давно ёбнули бы уже. С первого дня, блядь. Нашли бы меня нахуй. Ой. Сафаров был последним ментом. А кто такой Сафаров? Был один ушлепок, вот, если видели, наверное, типа инвалид такой, Рустам какой-то, да? И как его хер заяц какой-то. И он пиздел, вот последний раз он такой здоровый, такой, говорит, я служу там, вы идите служить туда-сюда, там, с трибуны пиздел. Долбень один, военный, вот недавно. Понимаешь ли, в Украине что-то с ним произошло, наверное, или где он его с ним, короче, инвалид. И он говорил, типа, вот надо служить вот так надо служить, бояться не надо, блин, за Россию, матушку, блин. Что-то в этом роде. Нахрена нам такие нужны, блядь, нам? Твои слова, да, в Богу уши. Министр МВД Татарстана. А он... дошло. И этот мент, короче, последний татарин был, а сейчас в МВД Татарстана министр, получается, не это, узкожопые, да? Получается, Урслар, что ли? Так, количество людей, которые поднимают мало, мне кажется, нет варианта обменяться. Это как, блядь, Назаров. Башкортостана Назаров какой-то хер, блядь, министр, который, блядь, поднял русскую общину, блядь, который запошляет в Башкортостане эту узкую общину, блядь, Назаров. Про него же вот недавно писали. Кто писал? Габасов или кто? Назаров. Примерно такой же тематики. Поэтому, значит, получается нахрен татаров полностью убрали с власти. Если и менты, получается, нахрен узкожопые там, ну все, это все, конец. Кстати, и в Башкортостане вроде бы узкожопового поставили же недавно. Какого-то хира, блядь, с какого-то Бирского района, что ли, притащили. ГИБДД или кто, или в МВД будет он. Какого-то чупашила узкожопового поставили уже. Который был где-то там ментом, и его сейчас притащили, и он теперь там будет мент. Вот последний раз я про него слышал. Ну, получается, везде. В Дагестане этот усатик, блядь. В Дагестане тоже, блядь, не свой президент. Что за хуйня, блядь? Ну все, мы скатились нахуй даже, блядь, ниже плинтуса коммунизма нахуй. Коммунизм, блядь, нас как ебал, блядь. Мы вытерпели, выжили, а теперь это хуже коммунизма даже.
Здесь все, даже уже сравнивать даже не с чем. Тут нет сравнения ни с коммунизмом, не знаю, блядь. Я не знаю какой-то, блядь, нахуй. Клан мафиозный, блядь. Только так можно сравнивать, в котором мы живем. Получается, там узкие, там узкие, там узкие, там узкие, везде узкие. Наших нету. Получается, надо с Башкортостана, с Татарстана, с Дагестана гнать их в шею, блядь. Получается, значит, нам нужно создавать общины. Общины национальные, которые против них будут вставать. Вот и все. По-другому никак. И это нужно каким-то образом извещать. Допустим, я могу извещать, но мои стримы будут доходить до оттуда или нет. Плюс еще YouTube хотят закрыть к чертям собачьим. Ну, не знаю даже, как это будет происходить. Ну да, вот. У них вообще, вот дагестанец пишет, у них вообще глава русский, Мухаммад говорит. Ну вот именно, вот в чем прикол. У нас тоже так будет, Мухаммад, у нас тоже самое будет, блин. Чуть-чуть просто есть какой-то, так скажем, привилегия, что ли, блядь, пока у татар с башкиртами. Чуть-чуть, блядь, так скажем, пиздализы, блядь, больно сильно. Поэтому нахрен есть какая-то привилегия. А так, я же в тот раз говорил, что, не помню его, Айрат Дильмухаметов сказал в одном видосе своем, что Хабиров, он татарин, не башкирт. Если Хабиров татарин, получается, Башкортостаном правили после Муртаза Рахимова одни татары. Рустам Хамитов татарин, еще кто там, блин, бля, я не знаю, был. Он тоже татар. И вот этот Хабиров, если приперся после него, я не знаю, кто приперся, тоже татар. Если он не башкирт, значит татар. Все. Получается, нахрен и с Татарстаном, и с Башкортостаном рулят татары. Башкиртов нет во главе вообще. И это уже звоночек. Понимаете, башкирт, блин, татарга, звоночек должен быть, что какого хрена нахрен у нас в Башкортостане татары президенты, блядь. Какого блядь? Почему не башкирт? И какого хрена нахуй, блядь, на Украине, блядь, еврей нахуй президент, не украинец, блядь. Если уж на то пошло, блядь. Какого хуя, блядь, евреи нахуй на Украине, блядь, президентствуют, блядь. Заебали они уже. Везде нахуй. Зеля, блядь. Дай нахуй путь украинцам, блядь. Ильхам Алиев тоже курд. Пиздец. Пиздец. Ну, я это примерно понимал. Ильхам Алиев, если курд, это все пиздец. А то орут там нахуй, понимаешь ли. Мы мусульмане, айзера, блядь. Айзера же, блядь, тоже пиздец нахуй. Народ, блядь. Шииты ебаные, блядь. Я постоянно, блядь, нахуй. Вот когда они, блядь, топят нахуй, вот особенно татары, блядь, типа нахуй за Турцию, блядь, Турция нам поможет, айзера нам помогут. Это, блядь, вы определитесь нахуй, кому вы нахуй, блядь, свою, блядь, топливость нахуй даете нахуй. Блядь, кто будет за нас топить нахуй? Шииты нахуй? Ха, блядь, за Татарстан? Ну это пиздец нахуй. Ну что-то уму непостижимые вещи, блядь, у меня в голове порой не складывается, блядь. Может тогда давайте позовем с Израиля какого-нибудь нахуй сиониста, скажем, давай раздели нас нахуй, а? Татарстан с Башкортостаном, помоги нам нахуй. А он поможет. За 3 дня поможет нам отделиться от Путина. Но потом нахуй, всю жизнь нахуй мы будем целовать нахуй яйца сионистам, блядь. Понимаете смысл? Шунарга никогда нахуй с Турцией, с азерами нахуй нельзя связываться. Никогда. Только нахуй дистанция. Дистанция. Вот они когда нахуй свой, как говорится, нормальный, как говорится, стульчик нахуй приобретут, не на 2 стульях нахуй будут сидеть, не на 3, блядь, на одном стуле, когда они будут сидеть, вот тогда мы можем с ними как-то контактировать. А так нет. Потому что такие нахуй, так скажем, полупокеры, блядь, нам не нужны в помощь. Потому что башкирт, блядь, татар, это без мы, во-первых, сунниты, мы мусульмане,
И у нас нету никакого нахуй шиизма нахуй, ни курдов нахуй, ни Курдистана, ни хуистана, блядь, нахуй. У нас этого нету. Все. Вот примерно так. Нам нахуй они нужны, блядь. Шайтаны недоделанные. Они пусть определятся уже, ублюдки, блядь. Всю жизнь нахуй. Я не могу понять этот Азербайджан нахуй. Какого хуя они вообще шииты, блядь? Какого хуя они шииты вообще? Не могу понять нахуй. Если уж на то пошло, этот, блядь, Эрдоган вообще непонятно с Грузией. С Грузией. Ну ладно, грузины это нормальные люди, вот так мы можем себя успокоить. Грузины это вообще золотые люди. Это не армяне. Но какого хуя, блядь, в Турции чувак с Грузии, блядь, делает? Я не могу понять, нахуй. Вот интересный момент, блядь. Че, своего турка нахуй нет, что ли? Так. Объединяться, берлиши проблемы. Берлишиш проблемы. Это эссе, такая система, везде русские ставят править и контролировать. Да. Вот как евреи. Вот это и есть та система евреев, блин. У узкожопых то же самое. Узбек нации. Еще чуть и мы потом будем в них работать. Ну так себе в Узбекистане. Ну, само собой. Само собой. Если мы дальше вот так в рабстве будем в Башкортостан, Татарстаном, мы поедем, я же говорю, мы поедем шляться, блядь, по странам, нахуй. Вы думаете, что, по жизни война будет и по 200 тысяч будете получать эти мобики ебаные? Если тут есть мобики, долбоебы, это вам касается. Блять, вы по 200 тысяч не будете, в Украине война все равно закончится. Потом вы вернетесь. Чем вы будете заниматься? Ничем, нахуй. Бюджет, нахуй, сдохнет, блядь, к этому моменту, блядь. Вражки. Поэтому только отделяться нам надо. Чтобы, нахуй, создать свой народ, блядь. Собрать. И сделать нормальную экономику и так далее. Спокойной ночи. Шунды халь, дуслар. Сегодня то ли я рано начал, то ли что. Эрдоган этнический грузин. О, подавно. Подавно. Зато рулит Турцией. Просто охереваю. Просто охереваю. Фердинанд, у каждого свой президент. А как же название? Башкурдистан. Бля, вот этот Башкурдистан тоже я не могу понять, блядь. Кто его нахрен придумал? Лучше бы ты не показывали улицу, а то эти русские будут тебе угрожать, что найдут и т.д. Да, они мне угрожают, заебали эти узкожопые. Вообще надоели они мне, блядь. Везде, блядь, я каждый раз удаляю их, эти, блядь, блевотины, блядь. В ютубе, блядь. Башкордия. Стан надо убрать. Нет, вообще у нас, вот так я думаю, Башкортостан, да, вот так должно называться она, наверное. Республика Башкорт. Чунки вот так. Башкорт Калаха. Башкорт Калаха, ну, типа, этот, город башкортов там, да, или там страна башкортов. Башкорт Калаха. Вот, примерно вот так. Коротко и ясно. Как так же, что у нас оф надо убрать наши фамилии. Чтобы у нас были одни фамилии такие нормальные, как вот у этих англичан и так далее. Там лорд какой-то там. А не так, что Степанков, Ебаньков, Аф, Муф. Вот этого не должно быть у нас, понимаете? Вот от чего еще нам избавиться надо. Чтобы у нас фамилия была там, как татарцы, допустим, Ишмят, Тошмат, Ула, Тошмат. Примерно, вот так. А не так, что там Мухаммадов, Оф. Вот наши проблемы. Или там ВИЧ,
Вот это ВИЧ надо убрать, ОФ надо убрать. Короче говоря, надо писать так, что вот как оригинально. Там кто-то, кто-то и сын кого-то там. Примерно так, а не так, что ВИЧ, 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 ОФ, 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 ла-ла-ла-ла. Все, вот, до хрена что надо менять, до хрена. Это как тот день кто-то высказывался, что везде надписи такие, везде надписи сякие, короче говорится, Башкортостанда, Татарстанда. Вот от чего надо избавляться еще. Русских надписей не должно быть вообще Башкортостанда, вообще. Там должно быть башқұрт тілінде и татар тілінде. Все. Вот. Башқұрт тілінде, татар тілінде. Икеса да один черт, это одинаково. Зато как хочешь. Хочешь на татарском читаешь, хочешь на башкирском читаешь. Допустим, да? А русского в переводе не должно быть. И марийцы и так далее, все должны будут говорить на башкирском, они понимать должны, как хотят. Если хотят жить. Или поедут в Мариэль также. Проблем нет. В Мариэле то же самое, по-марийски должно быть. Шупашкаре, Шупашкара, Шупашкара деп жазылған, Шупашкара булырга тиеш, а не Чувашия. Шупашкара. Шупашкара булырга тиеш. Шупашлар, а не Чуваши. Шупашлар. Башкорт эле. Вот Мариэль, Мариэле. Вот Мариэль тоже Мариэле. Мариэле. Вот они нормально держатся, Мариэль, хоть и какие-то эти многобожники долбанные. Мені бізде екі қатында Мари болды, тәттәгілер. Шулай? Да, хотя у Розы ВИЧ в честь Чапаева назвали. Вот, Чапаев утырыга керек енді. Все, надо забыть про Чапаева. Так, сейчас почитаем тут. Так, салам алейкум. Из рода Дулат. Ага, вот. А это башкир или татарин, не понял. Мен метистайын да. Мен өзбек, башқұрт, татар, мен бүтін милләтімді айтып қойғанмын мына екінші YouTube каналымда. Шулай. Мой YouTube канал даже так называется. Узбек, башқұрт, татар. Чтобы никто мысқылланмасын менің милләтлерім. Чтобы никто не был ниже или выше друг другу. Одинаково, чтобы было. А то начинают меня орать: чурка, чурка. Надоело. Вот вам нахуй. Кто меня орет чурка, блядь. Мен узбек, башқұрт, татар. Нихуя себе. Вот так они говорят потом. Шулай. Шунарға өзбекке мен өзбек, башқұртқа мен башқұрт, татарға мен татар. Так что ассалам алейкум. Қазақ, қырғыз, өзбек, таджик, бүтінісі мен туғанлар. Шулай. Так, мынанда да қарайым әлі. Ассалам алейкум, брат. Приезжай, брат, Қырғызстан, тебе дадут паспорт. Қырғызстан. Рахмат, рахмат. Алла берсе. Насип болса енді мына әзгіна яшап қарарға керек енді. Но хотелось бы, чтобы менің паспортым Башқұртстан паспорты болсын деп тілегім бар. Чтобы у нас был такой красивый башқұрт паспорта. И там написано было на башқұрт тілінде. И написано там Ишмет, Ташмат и Улы, әлләкімді Улы деп yazылса, бик мына әйбәт булыр еді. Сүйінішлі нәрсеге хабар булыр еді. Мына тезірек шул нәрсеге бізге барырга керек инде. Татарстан да үзінің паспорты булырга тиеш. Нақшылар да үзінікі. Дагестанның үзінің паспорты булырга тиеш. Дагестан республикасы Мухаммадның паспорты деп мына шулай булырга тиеш. Дагестан булырга тиеш. Нәрсеге Ичкерия булырга тиеш. Ичкерия, Дагестан, мына шулай. Дагыстан, yo'q, onda da Dog'iston bo'lmasqa tez bit endi, aytdik bit endi. Дагыстанны ничек? Стан, как убрать? Дагыстан, как убрать стан у дагестанцев? Ё-моё, не получается. Дагызларны республикасы. Стан, как убрать у них? Что-то не то у них. Надо, наверное, полностью метод менять. Название свое. Дагыстан эле. Стан, как убрать у дагестанцев? Горы. Если горы. Дагеле, нормально, да? Дагеле.
Нормально звучит? Нормально. Дак или? Нормально, я думаю. Хорошее название придумал Назарбаев. Мангелик Эль. Мангелик. Ну, если Мангелик Эль, если кому-то нравится, можно, конечно. Так, давай не будем за нацию. У казахов есть герой Советского Союза Талгат Бигельдинов. Он казах из рода Арган. Типа, но он не арган и не казах, он татарин из Киргизии. Эти хитрые арганы его себе записали. Понятно. А арганы кто такие? Аргын. Все будет заебись. У нас в Казани есть род аргын такой хитрый. Ага, понятно. И сказочники все врут, и эти аргыны, обрусевшие на севере Казахстана. Живут он многие крещенные и замужем за русскими и женились на русских. Типа это что ли? Как я вспоминаю, Мурат Насыров. Мурат Насыров, но хотана урус болган, а? Удивительный галь. Не ожидал, когда я услышал в детстве. При въезде в Чувашии надпись Чупашкар. Ну, мен шуны айтам да енді, вот это надпись Чупашкар никогда не забуду. Едешь по М7, короче, Москва-Казань, и там Чупашкар. Чупашкар! Потом азгина Чупашкардан жүрсең, уже Казань. Шулай. Эти органы в Казахстане смешались с русскими татарами, и поэтому некоторые из них светлые. Отец кто башкир? Отец у меня узбек башкирт. Метис он тоже был. Поэтому эти органы на цыгане похожи. Писец. Таджики, перцы, Иран, цыгане, люле, брат, они не тюрки. Ну, понятно, понятно. Но мы же тут и говорим и о мусульманах. И если мы так будем говорить и афганцев, мы тогда чмурить должны. Так не можем. Таджики, афганцы, это тоже братья наши мусульмане. Главное, они эти мусульмане, а с этой стороны мы должны их как бы уважать. Вот как бы присмыкать без урсларны по жизни должны. Біргеләшіп. А таджик белән афганны мы как-то кулларга тиешбез, потому что я таджиков, как говорится, не могу сказать, что они хуже русских. У меня нет такого сравнения. Потому что таджиклар, да, может там кыргызларга может не понравится, там у них какая-то стычка за землю, но я всегда говорил, за кусок земли не хрен драться нам. Мы же не русские с украинцами, чтобы делить землю. Нам надо быть как-то более так практичнее, да, ведь, что рано или поздно мы на этой земле похоронимся. Мы на этой земле умрем, поэтому нам нахрен это делить. И еще раз к этому добавлю, что если мы будем вот эти земли от русских отжимать, мен ульмасам, я еще раз повторюсь, мен ульмасам, с Казахстаном у нас будет чики-пики все. Нам лишнее ничего не надо. Нам лишнее. Вот есть история, вот чья была она, вот она все должна отойти. Все, мы должны, надо будет поменяться местами, если на то пошло. Где-то, если наше зашло, к нам зашло Казахстан, или наше ушло туда или сюда, мы должны поменяться местами. Проблем нету. Мында бит милләтчелек юк та инде. Милләтчелек туганларда булмаска тиеш. Унарга, если у нас не будет милләтчелек, и у нас не будет деления этих каких-то чертовых столбов, понимаете, деление столбов нахрена. Я вообще топлю за то, что у нас не должно быть границ. Какой там нахрен? На бумаге где-то пусть оно валяется в архиве, что вот оттуда столб вот этот, ихний столб этот, а столбов даже не должно быть. Я так считаю. Как всегда говорю, арам томак КПП-да утыртырганда киши окша түләргә огромный КПП строить нахрен надо. Разрушить его нахрен все надо. Ну, разрушать не надо, это идиотизм будет, конечно. Просто закрыть его нахрен надо и сделать там какое-нибудь там туристическое путешествие там по этой линии, допустим, да. И то эта линия будет неправильной, которая сейчас граница стоит с Казахстаном и с Россией. Эти неправильные линии будут. Это все останется все равно внутри Казахстана уже. Казахстан должен войти будет там на свои земли Оренбурга и так далее. Поэтому там границы нахрен не нужны уже будут. Там можно будет сделать музей на этих границах. Музейная достопримечательность в память тому, что эти твари узкожопые когда-то здесь, из-за них у нас создался этот КПП. Вот такой музей. Примерно так. А я вот видел Дуслик, Кыргызстанда. Там, блядь, я охренел выходить, блядь.
С Узбекистана выйти, я охренел, там очередь, как до Китая стояла, блядь. Вож, чтобы зайти, блядь. Ну, пиздец, нахуй. Но это не по-братски. А потому что, нахуй, живут, нахуй, по-русски. Понимаете? Вроде бы узбеклер, вроде бы кыргызлар, а урыс астында яшилер. Вроде бы независимые, а граница, ёб тагадынские, блядь, там хуй кто пролезет, блядь. А раньше такого не было. Это такую границу сбабахать нахуй, столько бабла туда вылить. Зашел, вышел, выйти еще траншеи, потом проходишь еще, идешь. Ёбаный меона. Сейчас язды, блядь. Ульдем нахуй. Я думаю, сейчас на самолет опоздаю, блядь. Я хуел помню, блядь. Поэтому наши границы, я думаю, это не нужно нам. Не нужно. Если мы будем о границе думать, да, ведь нахуй. Біз булабыз мына Азербайджан, блин, как Армения. Мы вот такими станем. У нас границы должны быть только с Китаем и с узкожопами, с Москвой. И то, если эта Москва не будет украинской. Вот только тогда. Если Москва станет украинским, то у нас тоже там больно не должны быть границы у нас быть. Нахрена? Мы на Украину будем ездить как к себе домой, блядь. Нахуя нам границы, блядь? Вот у Украины с Европой, если они захотят границу, пусть будет. А так и там уже, я думаю, не будет, если они станут Европой. Вот и все. А нам с Европой границу делать, я считаю, не нужно. Потому что смысла нет. Если мы, как говорится, будем побеждать и будем действовать по-демократически, нахрена нам вообще границы нужны? Ну, конечно, будет граница с Украиной, с Европой, наверное, я не знаю, блин. Но хз, блядь. Ну, ну вот здесь, как вот здесь, я думаю, вряд ли, конечно, пока им дадут такое разрешение. Вот так вот. Но у них, блядь, с Белоруссией, наверное, будет граница. Потому что Лукашку, или надо Лукашку закапывать нахуй. Если Лукашку закопать, то, может, с Белоруссией, с Украины тоже уберут границы свои. Короче, жизнь без границ надо нам устраивать. Сколько можно уже с границами жить, блядь? Так. Так. Сейчас, ну-ка. Арган, гаплогруппа G1. Пришли в север Казахстана из Ирана через Урал, через Башкортию. Это киргиз пишет про Арган. Ложь Долбан, отец Бегельдинова, могила Бурабай, мать киргизка. Фердинанд, ты чё гонишь, ты киргиз? Арганы в основном от Тукалки пошли. Фердинанд, ты не путал? Фердинанд Картпа, киргиз. Что я попутал? Бля, хз, блядь, кто что пишет. Так, Кустана это пишет, если что. Кустана, я здесь в другом месте читал. Я не знаю, кто тут татар, кто что. Я вообще, блядь, бум-бум, блядь, в истории. Так, поэтому эти аргыны на цыгане похожи. Таджики, так, эти аргыны при Голодоморе и ели своих детей. Представляешь? Ни один казах не ел своих детей и родственников, а аргыны ели. Что-то я нихуя не понял. Справа, YouTube, он услышал это? Справа, Малайдар, услышали или нет? В каком смысле, кто кого ел, бля, стафирлах, чё там, блин? В Африке, что ли, это было все? Из Казахстана приехали в гости. Нет, Дагестан это не нация, там много наций живут. Аварцы, кумыки, нугай, Азербайджан и так далее. Ну вот, Авар Эле. О, у меня друг есть аварец. Вот, Авар Эле. Или там Кумык Эле. Нугай Эле. Примерно так, да? Можно. Ну, они сами разберутся. Там 46 наций, там писец там, бля. Лишь бы они сами еще не передрались. Так, аргыны это казахский род. Мурат Насыров с Алматы. У нас в Казахстане называют аргынов еврей и Найман еврей. Ответь на мой вопрос, Костанай. Тимур на какой? Свою землю бы удержать Дыгин. Свою землю бы удержать Дыгин. Автор ты пан-исламист или пан-тюркист, как Ататюрк? Блять, вот именно, не, я пан-тюркист или я нет.
Я вот именно, блядь, где есть тюрки, вот это Турция, блядь, нахуй, не перевариваю. Аллах сакласын. Не-не-не-не-не. Нет, я вот, мен Башкортостандан, я обычный суннит. Не вот этот Ататюрк, блядь, хуетюрк, блядь, вообще нахуй. С Турцией я вообще не связан. Примерно так. Кто пишет, Кутакбаш. Вот нет, вот справа пишут, ну вы не можете, да, зайти туда? Я не знаю, короче. Вы тут реально историю как бы правдиво лучше же доносить людям, чем какую-то ложь, да, ведь я так считаю, блин. Поэтому как бы я даже не знаю, кто такие аргыны, во-первых. Вообще не могу понять даже. Поэтому как бы давайте без обид, короче, давайте не будем вот эту тему поднимать. Так, по поводу флага. Я, конечно, тоже мусульман, но арабы делятся, у них свои арабские лига государства, и персы, Иран, Афган делятся, они нас, тюрков, ненавидят. Ну, не знаю. Нет. Вот в Афгане, как я понял, вот здесь же их до хрена, есть то же самое. Есть сунниты, а есть кучка всяких, блядь, тоже шиитов, блядь, недоделанных, блядь. Поэтому я как понял, вот эти, у меня один, так скажем, знакомый был, он был шиит, вроде бы, он, блядь, молился на камень, блядь. Камень ставит и молится. Заебал, блядь. Вот такое, я вот такое видел, блядь. Камень, блядь. Монгайна камень ставит. И на камень молится. Я хуевал над ним. Блядь, он был не спиздеть этим. Вот это, в Афганистане нация, короче. Не таджик он был, а в Афганистане много до хрена таких наций. Короче, афганский нации какой-то был. Не помню, как его нация. До хрена. Вот такой он был. Ну, он шия был. Короче, в Афганистане шия до хрена. Сунни тоже есть. И у них тоже, блядь, бывает, наверное, свои сыр-боры нахуй есть там у них. Вот так вот. Во-первых, мне кажется, они предали ислам, позволив то, что произошло. Я лично пан-тюркист, за тюрков Туран, тюрки 400 миллионов. Мне нравится Ататюрк из Турции. Он был за Туран. Нет, Талгат Абигильдинов татарин, он Киргизия. И я не знаю. Пуштун. Да, Паштун. Паштуны. Нет, паштуны вроде бы шия или не знаю. Пуштуны. И еще есть одни, еще есть. Там до хрена их. Паштун и Нане, что ли, блин, Нане или какой-то. Не помню, короче. Нигматуллин. Нигматуллин Татарсхамиль. Ну, понятно. Аргынов называют людоедами в Казахстане. Стафируллах, блядь. Хирею просто. Большая часть Дагестана землетюркой Нагай, Кумыков и Азербайджана. Успокойтесь, аргыны, друзья, не надо делиться на до и после. Брат, Турция наш брат. Да ну нахрен, не-не-не-не-не. Турция только нам поможет. Не-не-не. Среди аргын есть Нурлан Нигматуллин из рода аргын казах, но не казах и не арын, татарин и аргын его себе записали. И ели своих детей и подростков по родственников. Стафируллах. Дурдом какой-то. Какие-то, блин, ужасы рассказываешь. Талгат от Нигматуллина, Каракалпаки и Урыспаи запинали. Ты против агузов? Против агузов?
А агузы кто такие? Я же не знаю такие вещи. Вы тут такие эти нагоняете темы, короче. Так, кыпчаки всегда воевали с аргынами, и кыпчаки всегда побеждали аргынов. Аргыны предали кыпчаков. Писец, писец. Я не знаю, кыпчаки, не кыпчаки. Мин Башкортостандан. Все. Другого я что-то не могу понять. Вот так вот. Заметили, короче, как про украинцев сказал, все слились, короче. Украинцы слились нахуй. Сегодня тема же украинцев была. Вот, слились сразу нахрен. Поражаюсь над ними. Ну, просто нужно понимать, что барыбір бізге мұсылмандарға нәрсе болса да бізге қарсы бұл кәфірлер бізге қарсы бола ғұмыр бойы бұлар бізге дос болмай никогда. Шуларға башқұртларға да татарларға да шуны айтам постоянно, которые топят за узкий мир, это ошибка, это огромная ошибка. Бізге мынсы да, и как это выражение есть, да, ел болмайды. Өзбектер айталар, ел болмайды. Вот именно ел болмайды. Бұлар бізге, орыслар никогда бізге дос болмай. Это нужно понять. Нужно понять раз и навсегда. Как всегда говорят, яныңда ян болтайын болсын деп. Ашы болта білен жүріш керек бұл жерде. Башка выражение я тут не могу найти. Урысам, Украинам бізге рано или поздно душман была. Потому что Украина яртысы еврей. Яртысы еврей болғаш, они выйдут на нас. Они будут против нас. Вот в этот момент нам нужно понять, что мы мусульмане. Но понять бы его пораньше, конечно. Сейчас. Башкирия, Валкирия. Как в браке 1 на 1. Нет, имеется в виду, вот если человек мусульманин и придерживается ислама, как говорится, барбар не будет, как говорится, доверять, нормальный мусульманин не будет все равно доверять украинцам, потому что украинцы это славяне. Все, вот это надо запомнить. То же самое можете сравнить их с китайцами, многобожники. Примерно такая же тема. Ни хрена ничем не отличаются. Если братья-мусульмане друг друга предают, о ком может быть речь идти тут? Вот только так. Мені айтам, көңілім суынды уже. Мен шунарға бет енді постоянно айтам. Башқұрт білән татарға только басырға үзенә. Бізге ышанучы кішібіз жоқ. Біз біркімге ышанырға тиіш түгілбіз. Біз өзіміз генә мы можем создать свою страну. Мы сами можем. Просто боимся. Боитесь, что вы умрете. Но в той же сраной Украине вы умираете. Понимаете? Вот этого я не могу понять. Интересно, да? Нигматуллин Аргын, предатель Маджлиса парламента Казахстан. Оборвал миллиардер. А где он сейчас, этот Нигматуллин? Я не могу понять. Охренеть, блин. А Номад что скажет? Номад ушел спать, что ли? Брат, также Аллах сказал в Коране, иудеи и христиане не будут тобой довольны, пока ты не начнешь придерживаться их религии. Да, маша Аллах, вот. Я
у меня есть памятью нормально было бы, я, наверное, бы каждый вот этот аят я бы, наверное, диктовал бы здесь. Вот каждый аят я, наверное, бы приводил бы доводом к этому. Поэтому мен айтам, башкир татар и всем мусульманам, всем говорю, давайте подниматься, давайте вставать. Я не знаю, как вам это доносить, понимаете? Хоть мана, и хоть вот, ну, конечно, сейчас меня Мухаммад не поймет, я буду говорить на русском, чтобы понимали, что мусульмане, хоть я вот ругаюсь, да, астафируллах, пусть Аллах меня простит, но я все равно с глубиной душой я мусульманин. Я никогда Аллах Та'алямны не предам и, как говорится, заднюю не врублю. Иншаллах. Главное, мы должны понять, что нам на этом свете все дает Аллах Та'алям. И умирать, и жить. Поэтому, если мы боимся смерти, значит, получается, мы как-то придерживаемся ислама таким, знаете, странным образом. Если, получается, мы себя считаем мусульманами и в то же время боимся умереть, ну, как-то вот в голове у каждого должно как-то это работать, да? Если ты мусульманин, почему тогда ты таваккаль не делаешь? Таваккаль, Аллах говорит, делай на меня таваккаль, и я буду, как говорится, с тобой всегда. Почему мы не можем делать таваккаль, все, башкиртлар, татарлар, и действовать по Корану? Почему мы не можем встать, как говорится, как те же какие-то игиловцы, какие-то, блядь, хизбут-тахри, всякие, блядь, сектанты, блядь, всякие вовчики, блядь, вахабиты, всякая, блядь, непонятная нахуй организация. Мы не можем просто, как обычные сунниты, встать и сказать, что мы мусульмане, мы не русская община, мы мусульмане. И все, катитесь нахрен, узкозадые. Катитесь, блядь, с нашего Башкортостана, с Дагестана, с Ичкерии. Вы же надоели уже. Мы хотим жить отдельно. Мы не сдохнем, не бойтесь. Не сдохнем. Вот. Поэтому я не знаю, как мы вот, давайте как-то вот сообразим это, да? Как говорят, сообразим на троих. Давайте сообразим на 3000, на 4000 армии. Как всегда говорю, по 1000 человек давайте с каждой республики выйдет. Нас хватит. Если даже 4 мусульманские республики, так скажем, Ичкерия, Дагестан и Башкортостан, Татарстан, ну, 4000 человек. Это немало. 4000 человек, если восстанет, это немало. Если мы зайдем с оружием, мы там все сделаем, нормально будет. И явно уже в этот момент другие тоже к нам присоединятся, если они не тупорылые уж, манкурты. Сразу я говорю, сразу нужно открывать тюрьмы. Подобие Алсынова, всех надо выпускать. Однозначно все тюрьмы надо открывать. Все мусульмане там сидят, наши. Всякие Хизбут Тахри, не Тахри, все, ИГИЛ, ПИГИЛ, все там сидят. Братьев надо вытаскивать. Вообще пофиг, за что они там топят. Главное, нам вытащить их надо. И они будут за нас топить. А потом, куда хотят, пусть катятся. Главное, как говорится, пройти этот путь вместе. Мы же их, того же дагестанца, игиловца, или башкирта Хизбут Тахри, или татара Хизбут Тахри, мы же не выгоним с Татарстана, они будут так же жить, где хотят. Мы же их не выгоним. Значит, получается, у них тоже есть какой-то долг перед отчизной. Защитить Башкортостан, Татарстан, Ичкерию, Дагестан. И пусть живут где хотят. Что, места мало, что ли? В Дагестане или Башкортостане у нас. Главное избавиться от этой москалятины нам. Задача избавиться от москалятины. Если мы избавимся от москалятины, то мы друг друга можем жить. Кунакаирибез друг друга в гости будем ходить туда-сюда, будем ездить. Проблема, что ли? Главное не причинять из нашей республики проблему. Свои республики, если мы не будем причинять проблемы, то у нас не будет проблем. Понимаете? Чтобы друг другу не нападали, жили с миром, как говорится, счастливо. Но за это умереть надо. Да, кому-то надо умереть. Ну,
Без этого никак. Но зато наши дети, правнуки останутся уже свободными. Нам что? Вот я вот это кишлярный брайберен не понимаю, да ведь? Вот мне 39, я не знаю, сколько мне осталось. Может, я вот последний эфир делаю сегодня. Аллах та'алям блягана мин бельмим. Я не знаю. И поэтому я считаю, что чем быстрее мы шевельнемся, тем быстрее мы или живы останемся, или умрем. Но зато мы до ума доведем это дело. Потому что айткен айберларны кылырга керек. Сказали, надо делать. А тут так, что я говорю, без толку, понимаете? А если я сказал, значит, надо к этому идти, действовать. Ну, поддержка нужна. Поэтому я говорю, давайте, кто пойдет? Давайте пойдем действовать, это конкретику сделать. Если мы, Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан встанем, блин, за нас весь мир встанет. Понимаете, здесь сколько чеченцев вот здесь, во Франции. Весь Европа этот полно чеченцев. Здесь все наши. Они что, не вернутся, думаете? Вернутся. Каждый прилетит. Вы увидите, все аэропорты будут забиты. Из Америки всякие башкирты, татары вернутся. Я уверен, когда мы пойдем за независимость. Все придут. И в самую первую очередь Казахстан, я думаю, тоже не будет смотреть сидя с телевизора. Тоже зайдут за нами. Ну, для этого нужно нам начать. И даже та Турция, которая до сих пор лицемерным образом пытается нам помочь, она скажет, ой, туганлар, и он очнется тоже. И он тоже скажет, ой, давайте, помогу я вам. Понимаете? А до этого никто нам не поможет. Никто. Пока мы не встанем и не покажем, как говорится, свои зубы нахрен клыки волчьи, нам нахрен никто не поможет. Поймите это. Я еще раз призываю вот в своем эфире, я не богатый. Если была бы у меня какая-то лишняя копейка, я бы все вкладывался бы на оружие. Давайте все инвесторы создайте какой-нибудь бизнес-проект, который будет вкладывать на оружие, на наше оружие будущее. Купим это чертовое оружие, давайте с этим оружием войдем. Раздолбаем эту Москву, давайте. Давайте купим нахрен патроны, оружие хорошее, не ржавые, не калаши, а нормальные какие-нибудь, с нормальной страны, блин. Нормальное оружие купим, давайте, которое реально способно, как говорится, работать, как говорится, в своем роду, так скажем, рожденным металлом этом, чтобы он работал безотказно. Они, блядь, какие-то калаши ржавые, которые нам дают, нашим, блядь, идти убивать украинцев. Конечно, они мясом идут потом. У них нечем стрелять у них даже, блядь. У дебилов, блядь. Кроме бомбы огромной. Бомбами херачат все. Равняют Украину и все. Так. Справа. Так. Айрат Дильмухаметов по матери казах. Ага. Поэтому не ждите помощи от украинцев. Вот поэтому я говорю, не надо ждать, не надо. Зачем ждать? Кого ждать? Я не могу понять, зачем ждать. Украинцы молодцы. И нам хватит довольствия только от Аллаха, а не от кого-то там. Вот поэтому я говорю, украинцы как в целом нация ничего не могут говорить. Везде есть хорошие и плохие. Потому что они арабы, люди идеи. Они верят в своего Аллаха столетиями, а вы имитаторы. Если бы СССР не развалился, вы бы были бы сейчас комсомольцами. Это точно. Живем в эпоху постмодерна. Ничего и настоящего. Все вокруг имитация. Ага. Понял.
Весь этот эфир этот достал меня. Пробей коридор в Казахстан. УБТ ты обучался? Ты с Семеном Скрипецким общался? С Семеном Скрипецким? Нет, я не знаю даже его, кто такой. Кстати, вот одна тема, короче. В тот раз один раз высказывался, и помните, если я уже говорил, вот если есть тут какие-то люди, которые вдруг иногда, когда-нибудь увидят мой этот стрим, так скажем, такие, кто с кем-то знаком там с вышки, снизу, сверху, разницы нету, хоть где, которые реально могут по делам эту всю тематику поднять. То, что я говорю. Чтобы Башкортостан Татарстанга независимость до ума довести, нужно шевельнуть народ. А чтобы шевельнуть народ, нужно подтягивать какие-то тяжелую артиллерию, так скажем, да ведь? Вот если есть такие люди, которые реально могут туда, то там, то сям, короче, по веревочкам потянуть и что-нибудь там вытащить, вот примерно что-нибудь, ну поняли, да? Примерно вот такой тематикой нужно общаться. Тет-а-тет уже, с глаза на глаз надо общаться. Разницы нету, откуда он, кто он такой будет. Но главное, чтобы он был против Путина. Если есть такие люди, было бы идеально, потому что я понял, что Руслан Габасов тоже трется, мнется, непонятно. Рафис Кашапова я сегодня что-то где-то увидел, с кем-то он интервью делает, с кем-то непонятно с кем, но я как понял, какой-то с этими, с какой-то русской, что ли, я не знаю, с кем он интервью делал, короче. Я где-то увидел, в Фейсбуке, короче. И не знаю, не вспомню, где-то. Чё они опять трутся? Ну, короче, непонятно. За независимость Татарстана и общаться с какими-то русскими, я не понял. Тоже непонятно, короче. Короче говоря, неясности много тут, поэтому нам нужна какая-то общая какая-то идеология, которая реально будет топить не с русскими, не с навальнистами, не всякие интервью Дождю. Нам не нужны эти интервью Дождю. Нам просто конкретно керек холок кеше шунды, которая реально будет против Путина, против Русни, но с каким-то авторитетом. Чтобы у него было какие-то конкретные связи, чтобы можно было бы уже какое-то действие делать. Вот примерно вот такую тематику, но она должна быть в таком ресурсе, в таком формате, что, допустим, Башкортостан, Татарстан, этот человек должен быть заинтересован, наверное, чтобы помочь независимости, или там Дагестаном, или Чечней и так далее. Вот такой тематикой, но только более уже конкретной, вот я примерно, как я призываю народ, конкретно уже, чтобы народ уже встал, чтобы после вот этих каких-то манипуляций, чтобы мы народ могли уже поднять, собрать народ, обмундировать и уже войти в Башкортостан, Татарстан. А так сидеть, бла-бла-бла, Турция, бла-бла-бла, Украина сейчас победит, там победит, тут нет, так не получится. Может тогда давайте ждать, когда палестинцы победят Израиль, а потом палестинцы придут к нам помогать? Ну тоже что-то нелогично, да ведь? Вот. Поэтому я считаю, что нам нужно как-то самим и где-то организоваться. Организоваться каким-то образом. Нам нужно где-то собраться всем, я не знаю, сколько у нас будет человек, и организоваться конкретно. Может, мы в течение года соберемся, может, мы быстро соберемся, я не знаю. Но собраться и подготовиться именно к воинским действиям, а не так просто так зайти там чай попить. Вот примерно так. Так, Семен Скрипецкий, известный художник, антипутинец, он башкорт. Охренеть, а чё у него имя-то такое странное, блин? Вы удивляете меня. Рамзанджон Рахмонов. Объединиться должны народы РФ против русских. Да, вот именно, должны, но вот видите, сколько стримов, сколько, ну что-то они никак не хотят объединяться. Вот меня что убивает. Ну никак они не хотят объединяться, они идут против Украины и уже туйдырдылар инде. Шунарга айтам бит инде. Мне кажется, даже мында уже украинлар юк, можно, наверное, үзебезнең телдә дә сөйләшергә. Так, или Мухаммад здесь.
не знаю, Мухаммад ушел здесь. Но туғанлар, дуслар, рахмат енді, ең зор рахмат Қазақстанға. Казахстандағылар, как говорится, постоянно в эфире, постоянно поддерживают. Мында бір дос тоже яңа стримима язган Кыргызстандан. Кыргызлар да утра башласалар, бик әйбәт була, чтобы народ больше понимал, что мына кыргызларга да, я как узбекам говорил постоянно, но больно сильно эфиры я не делал насчет кыргызов и таджиков. Ну, так сильно, да, поверхностно все говорил. Оларға да нәрсеге айтам, что бізге, бүтінімізге бірләшірге керек, бірләшіп, урысқа қаршы болырға тиішбіз. Ол нәрсе дегені енді. Мен не призываю кыргызларны, там, узбекларны, таджикларны урысқа қаршы соғышырға барырға. Жоқ. Бірінші идея, и самое глобальное, и как и сами же там где-то списывали, в комментариях писали мне кыргызларда, чтобы кыргызлар перестали ездить. Кыргызстанда да аш калмыйсыз деп кимдир язган. Мына шуны айтып үтә торган булсак, кыргызлар да шуны аңларга тиешләр. Рәсәйдәге акча бетмәс. У дөньяда да акча бетми ул. Шунага Рәсәйдән кайтырга кирәк, Кыргызстанга кайтып, Рәсәйдә нәрсәкәй эшләргә кирәк, чтобы Рәсәй развалился экономически. Аны өчен просто Үзбекстан, Кыргызстан, Таджикистан чыгып китергә тиеш. Шул яктан да сездән бу зур рахмат була, зур теге выигрыш була, зур. Мана шул нәрсәне эшләсәге, бергәләшеп ничектер, әйме? Моны может белмим, Руслан Габбасов әйтәлми бу нәрсәне сезгә. Но мин әйтәләм, мин азиат, мин надеюсь әйтәләм инде сезгә. Үзбәк ягымдан мин сезгә әйтәм шуны, что сез мына туганлар булып, безгә күрше булып, туганлар булып, Рәсәйдән чыгып китсәгез, менә казаклар бит толкын бармый бит Рәсәйгә. Алар не толкын, алар юк даже анда. Не нужно их сравнивать, то, что они, которые живут в Казахстан, и которые с Казахстана не прутся, как говорится, подметать улицы, да ведь? Вот, поэтому, как говорится, исходя от этого, если безне азиат халкыбыз чыгып китсә Рәсәйдән, бу нык зур проблемага китерә. Нәрсәләр, урыслар ошырый зур коллапс будет. Коллапс. И шундан соң Башкортстан менен Татарстанда нәрсәкәй башланырга может кипиш, Дагестанда кипиш башлана. Вот Дагестанда уже до этого кипиш был, что мусоры забиты там, не убирает мусорларны туда-сюда. И Чечняда то же самое будет, да везде так будет. А сіз чыгып кеткәч, сезне бит принудительно бит, допустим, Шулы Кадыров или там Дагестан или Путин Узбекистандан, Кыргызстандан бит сезне принудительно алып килә алмыйлар алар. Бәйләп кулыгызны, как рабов. Нет, не смогут. И шуларга шуннан чыккач, сез мына монда Европага килегез. Бүтүнүгүз ябырылыгыз Европага. Мына Европада монда эшчи кирәк, стройка тыгылып ята, акча эшлисез. Кстати, күнүнө да айтып коям, күнүнө 80 сомдон табарга можно экен. Мен уже мына билеше башладым инде. Мына әле урын юк әле, вот ссорюсь с хохлами еще, не могу место себе откопытить. Вот 80 сомдан күнүнө. Мына уйлагыз инде, ул дегени 8000. Рубльга 8000. Рубль белән кыргыз акчасы да почти рубль кебек курс вроде бы, әйме? Мына 8000 рубль монда күнүнө. 8 сагат эшлисез. Сагаты 10 сумдан. Сезгә тагын нәрсә кирәк? Принеси, подай туда-сюда, Джамшут, Равшан эшлисез дә куясыз. Үлмисез. Рәсәйдә 24 сагат эшлисез сез. Күтәнегезне чыгарып. Куттак барманда эшләп. Мына монда килегез 8 сагат эшләгез. Ана потом минем белән стрим итеп йөрибез. Бук тибеп. Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, я вам пытаюсь донести, что Рәсәйне можно опрокинуть любыми способами. Можно и без войны, и без ущерба населению. Это экономический провал. Экономический провал, если мы создадим вместе с вами, это будет огромная помощь и взаимопонимание Азии кешеләрен и башкорт белән татарга ярдәме. Если мы чынлап та бер-беребезгә туган дигән нәрсәсен, хисен нәрсәкә итсәк, чувства какие-то, если у нас есть друг другу такие,
yoqin tilimiz, yoqin tigi millatlarimiz tigi bek yiroq tugul urus tugulda endi biz. Вот исходя от этого, что biz butunimiz почти что bir biz, и тем самым друг друга если поддержать, то я считаю, что за нами не заржавеет. Башкирт bilan татар, я думаю, против вас никогда ничего не скажут. Я это 100% могу дать, но не манкурты. Манкурты, они будут топить все равно за русню. Шуларга biz манкуртларны да пытаемся излечить, но келип чыкмайында манкуртлардан кутулуп булмый. Но дальше больше biz кутулубыз. Главное безгә Башкортстан белән Татарстанны кулга алырга, үзебезне диктатураны кертергә анда. Ну, нинди диктатура? Именно үзебезне башкорт, татар телләрен киргизгәч, это будет мощнейшая диктатура, где каждая сволочь, которая не знает наш язык, должен будет учить наш язык. Все. Butun yerda oziq-tulik bo'lirga tiyish bizning tilda. Oziq-tulik, а не продукты. Oziq-tulik butun yerda bo'lirga tiyish. Rahim itigiz bo'lirga tiyish butun yerda. Добро пожаловать туда-сюда не должно быть. Башкортстан bo'lmasqa tiyish, как мы договорились, да? Татар eli, башкорт eli. Qiziq endi, endi. Mana shulayroq endi. Вот, шуларга этот, если Минда бик кыргыз аудиториясы юк, кыргызларга енді тоже вот азгана тиги посвятить итеп нәрсеге азгана 5 минут сөйлеймін енді. Надеюсь, кому-то нравится, кому-то нет енді, но, как говорится, я считаю, что какие-то там спорные моменты щай, эшеп, шак-шак, ошап можно решить. Если даже кто-то там друг друга не любит, уж так, намекаю, да, ведь, ну, нәрсеге har birimizda bor narsaki az bo'lsa-da takabburlik типа, takabburlik это высокомерие. Har birimizda bor. Вот чтобы укротить высокомерие друг другу, мы должны просто должны понять, кто над нами рулит. Это русня. Вот если русни не будет, у нас не будет ни высокомерия, ни хрена. И мы друг другу ничего не будем лишнего делать, как просто будем, как говорится, общаться, жить красиво, друг другу замуж брать, выходить за жениться, үйлөнөргө, күйөөгө чыгарга и так далее. Бір-бірімізді оламыз, милләтчілік бізде болмай, Алла берсе. Вот, мына шундай дәрәҗәгә біз yetkazerga тиешбез, чтобы безнең халыклар күбәйсен, башкорт та күбәйсен, татар да күбәйсен. Главное, урыстан әзәйтергә, урысны әзәйтергә бездән. Мына шулай секин-секин Үзбекстаннан ничек качып беттеләр урыслар, Кыргызстаннан урыслар качып бетте, Казакстаннан качып беттеләр. Опять моны мобилизациядә гына килеп тулдылар, конечно. Мына шундый ук хәлне без Башкортстан белән Татарстанда должны будем развить, чтобы они уехали на основе языкового барьера. Везде ЕГЭ, МГ у нас не должно быть. Бездә бүтән экзаменлар, бүтән мәктәпләр, бүтән нәрсә башкорт татар телендә булырга тиеш. Бер нәрсә урыс телендә булмаска тиеш. Бүтән нәрсә башкорт татар телендә. Шунда һәрбер үзенең дәүләтенә чыгып китә. Марый да чыгып китә ошамаса. Если он не захочет Марый учить наш татар телен или башкорт телен, о чыгып китә Марый элгә. Шупашкара шупашкарга чыгып китә. Фаркы юк. Халаган yerге китә. Ошы киткән адамларның урынына biz возместим, Алла берсе, деторождаемостью, приездами наших туганларны Казахстан, Кыргызстан, Үзбекистан, Таджикистан киләсез бер-беребез менә дигән яшибез. Әйбәт була бөтен әйбер. Просто безне үстебездә менә шул урыс кулы торганы өчен без Рустам как пишет урыс кул. Менә вот именно урыс кул. Шу урыс Кул, анда бит инде куллык турында әйтелә, а бездә именно урыс кулы булганы өчен везде она всунута эта рука узкозадая вот это. И из-за этого у нас все не так. Не так идет, потому что у нас идет милләтчелек беренчедән, икенчедән ограбление наших ресурсов, нищета, пенсии нету, денег нету, полная задница. А мы просто сидим, смотрим на это. Шунарга башкорт белән татарга нужен конкретный шундай полководец, который Руслан Габбасов-то он ипле алмый, нихуя. Нужен конкретный ниндидер бер кеше, за кем они пойдут. За кем они пойдут? Вот вопрос. Поэтому белмим, ул кеше туылдымы икән әле, юкмы икән, эзләргә кирәк шул кешене. Шуның өчен хотя бы пока его нету, так скажем, этого батыра, этого Салавата Юлаева, как говорится, безгә ничектер нужно выходить из положения самим.
самим. Надежды нет у нас. Не надо надеяться на авось, если мы можем это сделать сейчас или никогда. Мына хазыр эшләргә кирәк ул әйберне, когда, как говорится, в Украине кипиш, нахуй, на земле кипиш, и плюс, когда самый такой момент, когда образовалась русская община, его не было, если помните, скинхеды в один момент пропали. И теперь новый образец скинхедов вышел русская община. Я же помню во времена скинхедов, когда особенно кыргызларны, кызларны, малайларны за Москвой в электричке, когда они ехали на работу и обратно, 24 часа они бедные работали всегда, они их избивали, даже убивали. Понимаете, какой был нацизм в Москве этими скинхедами? В электричках они толпой нападали с дубинками и избивали всех узкоглазых. Понимаете смысл, к чему идет? Поэтому безге шидарга уже вакыт бетте. Biz chidab o'tirga tiyish tugilmiz. Kimdir aytadi, sabırlık kerak tуда, yo'q, bizga bir narsa kerakmi? Bizga sabırlık kerakmi? Mana shu momentda biz sabırlıkni unuturga tiyishmiz. Biz sabır bo'larga tiyish bir-birimizga. Понимаете, намекая, кыргыз bilan таджик жер bo'lmasga tiyish. Mana u sabırlık. Jeringizni кыргызлар таджикларga подарите нахуй. Или таджиклар кыргызларга подарите нахуй эту землю. Не деритесь нахуй за эту землю. Нахуй это вам нужно. Барыбер үлеп китәсләр. Без һәм үлеп китәмез, силәр һәм үлеп китәсләр. Поэтому я изначально говорю, бездә Алла сакласын, пока мин тере, Казахстан белән Башкортстанда җир бүлү булмый никогда. Һәммә кирәкле җирләрен һәммәсе үзенекен кылып алып алады. Миңа кирәкми Башкортстанга лишний җир. Безгә кирәкми. Безгә Урыстан тартып алсак, шунда будет успокоение. Biz Урыстан җирләребезне тартып алыйк, ошында без тынычлык булады. Бездә вот шунда гына тынычлык була. Булай үзебез белән 1 метр анда, 1 метр монда кирдең, сугышып йөрсәк булмый. Я очень прекрасно помню, мин Москвада идем, когда мне сказали, что во время уразы, во время нашей уразы, когда все мусульмане молятся и так далее, была перестрелка Таджикистана с Кыргызстаном. Когда мне это объявили, я был в шоке. И в Москве был чуть-чуть маленький кипиш, что таджиклар, кыргызлар уже в Москве тоже друг друга начали ковырять. И я всегда там говорил, успокойтесь, из-за какой-то земли не надо между собой воевать. Я пытался всегда их разъединить, чтобы они на друг друга бла-бла-бла не делали. Вот такое чуть-чуть в обычном кара холокта, как Алсынов говорит, были такие стычки. Поэтому таких стычек у нас никогда не должно быть, потому что эта земля, Аллах Та'алям берген, метр туда, метр сюда, между нами, нахуй. Син, блядь, нужен человек, должен понять одну вещь. G'ururlik deganda, biz mana g'ururman deganda, g'ururlikni ana shu tarafidan ko'rsatish kerakki, что ты можешь отдать человеку, своему другу, соседу, что ты можешь ему отдать. Вот где будет g'ururlik. Men deganlarga mana ashunda bo'ladi. Когда ты отдашь свой кусок хлеба чужому или там соседу подавно, урысқа тугul да енді, соседу своему мусульманину, вот тогда будешь ты на высоте. Перед всем народом, во-первых, который ничего не стоит, и самое главное, перед Аллахом. Перед Аллахом, если ты хочешь, как говорится, поменять свой образ и стать выше на что-то хотя бы, на грамм перед ним, то сделай так, чтобы Аллаху понравится. А если ты будешь потыкать своему нафсу и желанию, нет, ты проигрыше. 1500 раз ты проигрыше. Файдасы юк. Файдасызга biz так яшибез. Biz файдалы эшләгәнебез юк. Куллыктан чыга белмәдек, куллыктабыз. Независимость дидек, независимостьны ала белмибез. Не можем, блядь, боимся, что взять независимость. Блядь, 94 год, началась война в Чечне, все татары, башкиры, якуты, блядь, побежали убивать чеченцев. И чё? Почему? Я когда сказал этому, Рафису Кашапову, он сказал,
Не он даже. И он, ну, там с его группы мне налетели в WhatsApp, типа, aytdilar. Блять, bizga bit Oska, Samarani ostona, bit Tatarstonni ostona BMP'lar keltirib qo'ydilar. Biz shularga qo'zg'ala olmadik, меня deydi. Ну, qo'zg'ala olmag'ach, значит, kuting yo'q нахуй татарni. И когда меня татарлар мында пиздят, я под стол бегал в эти времена, 94 yil, блядь, меня 9 yash. Чего вы от меня хотите? 30 yil тому назад. 30 yil тому назад so'g'ish boshlangan 94da Chechnyada. Kishi qirılgan, 300 ming kishi o'ldi deydi chechenlar. Shu vaqtda Totar bilan boshqirt qarab o'tirdi, bordi shunda so'g'ishga ularni o'tiriga. Totar bilan boshqirt yo'qmi? Deyib, men bilan не спорьте. Bor. Benim tug'anlarimda da bor. Исходя от этого, men o'kinam mana shu bo'lgan ishlarga. Niq o'kinam. Shu o'kinuvimdan, наверное, даже от позора, наверное, я вышел на такой путь. Потому что делов, надо дров, блядь, наломали наши все. Дров наломал bizning xalq, блядь. Башкирта татарда, нахуй. И теперь нужно вычищать, нахуй, это дерьмо, нахуй. Как немцы говорят, шайзе. Вот этот шайзе надо вычищать, блядь, нахуй. В корень, нахуй. Это значит, нахуй, нам нужно менять, нахуй, себя и менять положение. Менять положение, как в Коране говорится, пока Аллах не сменит нас народами. Чтобы нас народами не сменили, надо нам менять, наверное, положение, чтобы потом, как говорится, нам не вышкребать это дерьмо от своих, как говорится, рук сделанных. Поэтому я считаю, что в политике такое дерьмо не обсуждается. В политике обсуждается за стенами этими пидорасами Курултая, Башкортостана, Татарстана, о том, что сколько в этом году мы награбили, сколько мы можем вытащить по выкладке асфальта, или там помочь пенсионерам, или помочь там людям от рака, или от чего-то там детям в детдомах. Они просто вышкребают эти деньги и едут нахуй на Куршавель или там нахуй в Дубай отдыхать нахуй. Или там как Соловей нахуй со Скобеевой нахуй покупает нахуй где-нибудь там в Италии, в Швейцарии дома нахуй своим детям и кайфуют нахуй. Пиздя нахуй по телефону, по телевизору о том, что, блядь, Украина хуевые, нацисты, не нацисты, татары с башкиртами нахуй, басурманы нахуй, нужно создать против них общую узкую общину нахуй. Вот тематика какая у нас, блядь. А мы не можем нахуй стать. Никто не может стать. Никто. Чеченцы бы давно стали бы, но там вот поставили этого ушлепка нахуй Кадырова, по которого не могут они снести тоже. Понимаете? Поэтому мы еще до этого, Башкирт bilan татарга никто не поможет, если мы сами не встанем. И не надо нахуй в Америку убегать, нахуй, там пиздеть, нахуй, как Алтынай Валитов, нахуй, этот, Дожга, блядь. Пиздеть надо со мной. Пиздеть надо с Русланом Габасовым. Пиздеть надо с нами, вот с обществом, которое хочет сделать лучше Башкортостан для Татарстанга, а не с теми, нахуй. Нужно разговаривать с Ахмадом Закаевым, Ичкерию, который хочет сделать, у которого сын воюет на Украине. Вот с ними надо общаться. И недоделанным рота башкиртам надо общаться. Вот с кем нужно общаться. У кого есть возможность хотя бы какая-то сделать нашу жизнь независимой. А для этого им нужно помочь. Значит, нужно помочь bizga, butuni bizga. Bizga yordam beruvchi kishi yo'q. Xalq har kuni ishga bora, ishga qayta, uyda qayta sуда xotinisiga, bolasin qoriy, tuda-suda g'umri o'ta. Ну, olay bit нахуй, блядь, Башкортостан, блядь, Татарстанны независимости kelib chiqmay, блядь. Никак нахуй. Чтобы Минниханова с Хабировым снести, Кадырова, блядь, и ушлепку усатого с Дагестана убрать. Не говоря, блядь, Бурятию, блядь, и Алтай, блядь, их, блядь, этих пидорасов убрать нахуй. Нужен народ, наверное. Кто их уберет, блядь? Кто их уберет нахуй? Сами по себя не хотят пропадать. А для этого, чтобы их пропало, хотя бы 3 раза, как кыргызы делали революцию, надо делать 3 раза поменяли президента, блядь.
Давайте наберемся хотя бы чуть-чуть, как у кыргызов, духом тогда, блядь. На то пошло, блядь. Езжайте в Кыргызстан, а вас научат они, нахуй, скакать на лошадях, нахуй. Духа наберетесь, нахуй. Пару раз пиздюлей получите, блядь, от них. Духа, может, наберетесь, нахуй. Я не знаю, как вас ждал, ваш, блядь, дух подымать, блядь. Я не знаю. Duolar qilaman, Allohdan so'rayman. Mana shu boshqirt totar xalqima Alloh taolam ruhim bersin endi. Mana shu urushga qarshi kurashirga. Mana shu voy. А по-другому никак. Mening boshqacha kuchim yo'q sizga. Я суфкув qilolmayman. Я не волшебник. Alloh taolamgina волшебник. И во всем он только может все сделать. А для этого нам надо стараться подвести к этому, доклад делать. Ну, наверное, может, я хотя бы чуть-чуть доклад делаю, приближая к тому, что вы должны стать, блин, ё-моё. Вы думаете, в общине Башкортостана жиынларда, жиында нәрсеге Башкортостанда, думаете, что, Салават Юлаев не обсуждал об этом? Что, он не собирал, думаете, народ против узкожопых этих? Он, думаете, не говорил бүтін халыққа ауылда? Ул ауылда, ул Европада булмаган ул вакытта. Ул ауылда шул эшне кылган. Мына нинди дух булган. Ул ауылда күтәргән ирләрне, безне, ата-бабаларыбызны, ауылда кылган ул эшне. Ә без даже чит илдән даже кыла алмыйбыз. Ул авыл эченнән кылган ул. Башкортстаннан чыгып китеп кылмаган ул эшне ул. Башкортстанның эчендә восстание күтәргән кеше. Мына кайда дух, мына кайда рух. Ә бездә имансызлык. Шулардан соң ничек инде башкорт белән татар үзенә күкрәгенә сугып сабан туйда җырлап йөри. Мин башкорт та, мин татар. Инәң тишегеннән син, татар да башкорт та. Кайдан син башкорт белән татар, если ты не можешь этот от присмыкания узкожопым нахуй выйти, блядь, выдернуть себя от присмыкания. С каких пор узкожопые нас будут присмыкать? Туймадыгыз моны кул булып. Мин туйдым, допустим, шуларга чыгып киттем, мин туйдым. Мин яши алмыйм анда. Невозможно яшәргә анда. Свобода юк анда. Буалар, блядь, буалар нахуй. Кикердәктән тотканнар бит инде, уже буалар нахуй, уже тын алып булмый. Мин аңламыйм, мин аңламыйм. Мин, наверное, в дальнейшем инде, ну, әле вакыты җитмәгән. В дальнейшем, может, как это, үзбәкләр әйтә, башараңны күрсәт. Башарамны ям бәлкем күрсәтәрмен. Башарамны ям күрсәтәрмен. Но приближу я, наверное, свой конец, если я башарамны күрсәтәмен. Приближу свой конец, но я хотел бы сказать насчет этого. Если я приближу свой конец курсата башарамны, как в Испании одного долбоеба уже ебанули, и который вертолет спиздил. И то он ничего не сделал, блядь, всего лишь вертолет спиздил, его ёбнули. И если я башарамный курс атаман, за мной кого-нибудь мы не подготовим, и меня если шлепнут, это будет все на смарку сделано. Все будет на смарку сделано. Поэтому, чтобы менің башарамный кур үшін донести до этого, я должен успеть оставить за собой кого-нибудь, того же Салавата Юлаева, который еще не родился. Вот кого-то, который пойдет за нашу независимость. В Шунарга безга тизрак нужно собрать группу, в котором хотя бы кто-то остаться в живых будет, который терекола. Мына безнең бу сугышта, көрәштә. Бу сугышта түгел әле, көрәш. Урыска каршы көрәшү бу. Әле сугышка без барабызмы юкмы әле, Алла белә. Шунарга, чтобы вот эта вся херня произошла у нас, Алла берса, вся вот эта тема, о котором я говорю, долблю уже 9 айдан бері сөйлейм бит инде мына. Сөйлейм да сөйлейм. Рахмат тагын да айтам. Утырган кешеләргә рахмат зур. Һәм Казахстан халкына. Только Казахстан халкы мине поддержать итте. Башкортстаннан, Татарстаннан андый мыктарда юк. Анда әз халык. Иң күбе Башкортстан, Казахстандан. ТикТогымдан можете посмотреть. ТикТокта меня 7000 кеше кушылды уже. 7000 кеше. Ютубларымда всего лишь еле как где-то 2700 получилось. И то это с наплывом үзбәкләр. Онда үзбәкләр утыра. Безнекеләр түгел. Шунарга мин диям
уят деп ойлаймын башқұрт пен татарға, которые не могут просто поднять свои зады и сказать, что без башкортлар, без татарлар, без против русской общины. Мы не хотим, чтобы по нашему Уфе, по нашему Казани ходили какие-то черти с русской общиной и с вастиками какими-то нахуй ебанутыми и кулон кутарып орали. Я русский, нахуй, с нами Бог, блядь. Кутах с ними. Понимаете? Поэтому я считаю, блядь, если мы правильно должны, чтобы біздің халық тірі қалсын и зинданда отырмасын Алсынов кебек, бізде только гана бір выход. Урамға шығып шабық іздемейін деп айтып қараймын иногда, но это тоже не вариант. Это не вариант. Сізні бары үтірәлер, тығалар, дүмбәсләп. Шунарға, чтобы дүмбәсләп тықмас үшін, бүтінігізні только Казахстанға шығығыз. Оннан потихоньку выдвигаться будем. Будем создавать ячейки. Вот почему-то всякие идиловские, ваххабитские какие-то ячейки собираются. Почему мы не можем собраться, которые адекваты, которые адекватно хотят просто независимости? Давайте жиылып, бүтініміз жиылып, шығық урамға, точнее, блин, шетке, шетелге шығып, шетелде генә була ул. Шетелде генә. Понимаете? Bütün нәрсәкәй дальше после революции бүтінісі шетелде шыққан, шетелге шыққанлар. Бүтінісі я Турцияға қашқанлар, я анда мында короче говоря шулай. Крым татарларда яртысы Турцияға кіріп кеткен, потому что когда давили за то, что ты мусульманин, туда-сюда, к церкви, мечети закрывали, все, они бежали туда. Поэтому, исходя от этого, нам тоже сейчас нужно поменять на время место дислокации, собраться, воссоздать, как говорится, армию Салавата Юлаева и Олга. Все, Мәскәүгә. Башқұртстан белән Татарстан белән кереге, Куандык переходы белән Куандыкка кіріп, прямой 1500 километров Мәскәүгә гнать нахрен. На все скоростях. Только шулай. По-другому никак. Так, сейчас почитаю эти комменты, короче. Много написали. Так, Рахмат Амансубо. Кыргызларга катан выговор. Так, ты врешь, Нигматуллина убили киргизы, есть видео расследования. Так, иди спать. Так, это тебе пора. Так, Золотой Орде хана выбирали 4 Ширин, Арган, Барын, Кипчак. Кыргызы помогают узким везде, травят тюрков, определял. По никам определял. В том чате еще один бот появился с другим ником. Блок... Ага, окей. Окей. Смотрим. Ну да, заходят с других аккаунтов, надоели уже. А тут, думаю, пишут, мусор какой-то пишет. Да, это узкожопые пишут, мне реально, мне кажется, потому что я один день заметил, короче, одну вещь, вот не поверите, короче, что-то, блядь, такие переводчики появились, короче, переводишь в гугле даже где-то, не, нахрен, ну где-то я перевожу, блин, даже кыргызский переводится с казахским, охренеть, блин, перевод идет, блин, получается вот так, они реально переводят и хрень пишут, переводят и хрень пишут. Короче говоря, здесь точно работают боты нахрен. Здесь не люди пишут. Или манкурты пишут. Вот и все. Теперь вот здесь почитаем. В новом ютубе. Так. Аман пишет. Аллах Таала берсе анда эмне жашап жүрөсүнөр уюнарды айтпайсыңарбы? Урустарга бизге айтпай. Так. Ни хрена не понял, короче. Кому урысларга айтмастан? Bir туганым кимдерге куюп сөйлеп жатканында түшүнүп жатам. Сөздөрүндө жаны бар туура айтып жатасың. Буткул түрк тилдүү элдерден бирүүгө убакыты келди. Сен өзүңдү байка, аман бол. Рахмат. Bir сөөгөнү bir сөйлеп радиого эли эштеп алса болмок. Короче, хрень несут непонятную, короче, мен аңламадым.
порой qirg'iz tilini men anglamayman ekan. Men что-то men ko'proq qozoq tilini ko'proq anglayman ekan. Шулай. Вот так вот. Кыргыз тілін көбісін аңламаймын, потому что у них какие-то двойные буквы идут, короче. И вместо У, где мы пользуемся вместо У, они везде пользуются букву О. Нарсагадр. Вот, допустим, согунуп. Без обязательно сугунуп. Оларда согунуп они говорят. А узбеклер сугинма говорят. Сөкінма говорят. А эти сугунуп. А bizda сугинма. Татарша. Пиздец, блядь. Все языки можно знать. Я с ними везде ругаюсь. Да они заебали. Вот такие, блядь, эти, блядь, пишут, которые шакалы, блядь. Они заебали, реально, я вам скажу, туганлар. Короче, ну, еще раз вспомню, блядь. Было дело, короче, один раз, ну, в прошлых годах, короче, мы переписывались, нахуй, в фейсбуках, нахуй, ну, везде, где-то что-то мы искали, что-то там в фейсбуках, и тут нахрен эти пропагандоны всякие, или как их назвать можно, блядь, долбоебы, нахуй, узкозадые, блядь, начинали, нахуй, гнать, нахуй, на украинцев гнали они. Они везде гнали, и там, блядь, потом какой-то украинец зайдет, нахуй, они между собой, нахуй, там, пиздец, кошки, мышки, блядь, пиздец, что творилось. Вот такая херня творилась у нас. У них везде там в Фейсбуке, блядь, наткнуться у них такие есть группы там русские в Париже, украинцы в Париже, там, как он тот в начале эфира говорил, жить у Парижа, жить у Белграда, туда-сюда. Вот, короче, типа того. И у этих узкожопых тоже есть такие сайты. До хрена. Но там сидят и украинцы. Кого только там нету, короче. И тут, короче, заходишь, вообще ты не при делах, нахуй, там. И попадаешь под раздачу, нахуй. И вопрос тебе именно там задают. Ты за Украину топишь или за Рашку? Вот такие вопросы задают, блядь. Ну, вообще я поражался над ихними вопросами, когда они задавали мне такие вопросы. Я говорю, конечно, нахуй, я топлю, нахуй, против Путина. Но не, блядь, не за Украину, не за, блядь, нахуй русских, блядь. Я против Путина топлю, блядь. Но потом, в дальнейшем, вот каналы открывать начал и понял, что надо топить за Украину. Начал за Украину топить, нахуй. Украинцы, нахуй, хуяс говорят. А ты же не украинец, нахуй. И тебя в квартиру не возьмем. Потому что ты, нахуй, россиянин. Вот примерно вот такая херня. Поэтому, исходя от этого, я понимаю, что манкуртами, получается, нам бороться надо со всеми нациями. Вот хорошо, Кыргыз Чингис Айтматов написал книжку «Манкурт», и оттуда слово «манкурт» вышло. И вот мы его пользуемся вот примерно по адресату. И украинцам это касается, манкуртам. Но узкожопых манкуртов не бывает. Вот это вы точно запомните. У узких манкуртов не бывает. Потому что узкие, они все для нас враги. Там даже если кто-то тут мне скажет, блядь, у меня папа русский, там мама татарка или что-то в этом роде, да похуй вообще, блядь, хоть там нахуй Иванушка, дурачки у вас пусть будут нахуй там в вашем сборе, блядь, но барбар урыслар бізге душман. Вот это мы должны сами зарубить, блядь, конкретно. Шумарға нәрсе болса да бүтін Башқұртстандағы, Татарстандағы халықны нужно очищать мыйын конкретно нужно очищать, чтобы они забыли, что, как говорится, для нас русские это, как они говорят, туганлар. Ни хрена туган тугul бізге олар. Бізге олар туган болмаған ғұмырда. Они просто захватили наши земли и, как говорится, нас поработили. Все. Біз шу құллықта именно шу манкурт қана будет видеть в них своего тугана, там батю и всякую маму, тетю, вот это будут видеть. Но они не будут никогда в них, манкурта, видеть, что они нам хозяева на нашей земле. Вот этот, чтобы они прозрели, эти манкурты, манкуртов, я считаю,
Щадить nельзя. Biz kirgandan keyin manqurtlarni butunisini yotqizirg'a. Har efirda mana shuni eslataman men. Manqurtlar butunisi yota. Bu qo'rqituv tugul. Это напоминание им, что они отчехлились от своих мыслей. Конкретно, чтобы они выбросили, что они любят русских, выбросили, что они будут жить с Москвой. Все, они должны забыть это. Unutmasalar bu hayvonlar, shu manqurtlar, получается, biz ularni yo'qoltirga tegish bo'lamiz yo'limizdan. Потому что ko'rib turasiz, Ukrainada kim birinchi qurol olib tutib bora? Ну, не говоря, что у Лапти Аляудина убежали эти, блин, у Лапти убежали Лапти, короче, да? Чехи убежали, короче. Но, татар bilan boshqirddan не убегают. Казаклар, кыргызлар, узбекляр, которые там тоже имеют паспорт, пошли, они не убегают. Они идут в мясо. В мясо. Вот наши безден туганлар бутылысы идут. Якутлар, бурятлар идут в мясо. Понимаете? А урыслар командуют. Представили? Командует урыслар нашими братьями, манкуртами. Шу манкурт это даже была тұрып, шуны үлі біз үшін проблема. Потому что холок азая. У долбоёб болса да, он может когда-нибудь излечили бы мы его. Дальше больше. Холок уля. Башкирт bilan татар азая. Урыс біздің республикада Кубая. Как здесь один чувак был, написал, что последний раз когда-то был какой-то чувак Сафаров. МВД-ning xo'jasi Qozonda Safarov bo'lgan. Hozir все урыслар. Урыслар bizda MVDda. Boshqirdistonda da вроде урыс men eshitdim. Keladi dedilar. Qoydandir, какой-то rayondan. Бирскийdanmi, Архангельский rayonidanmi mentom главным будет МВДшником Башкортостанда. Конечно, он будет сажать Алсынова и всех башкиртов засунет. А урысов не будет русскую общину трогать. Понимаете смысл какой тут? Тут не работает там. Место слагаемых поменяешь, место слагаемое не меняется. Вот этот закон не работает здесь. Слагаемое, неслагаемое меняешь, все. Закон идет по-русски все равно. Не знаю. И вот так сидеть постоянно, не общаться, как Руслан Габасов, люди, которыми он общается. Вы что думаете? Как вы хотите действовать? Кого вы хотите поднять вообще? Вот это меня. Как вы хотите поднять народ? Вот этот процесс я не могу понять ваш. Ничек siz xalqni ko'tariga o'ylaysiz? Xalqni ko'tarirga, это я считаю нужно только qurol bilangina. Mana shulay silab boshimdan malay давай sen aybatsan deb ko'tarib bilmay xalqni. Давай bos deb. Это только вот компетенции Путина можно так. Он может вот так поднять, сказать: вот украинцы не нацисты, надо вставать, Родина в опасности. А narsaga boshqirdlar, tatarlar bizni quloq solmay. Boshqirt bilan tatarga aytaman men, Родина в опасности, давайте turig'iz, bosig'iz, bilatlar. Urusga qarshi. Yo'q, нахуй. Так. Тут что, опять так? Брат — это помогающий узким. Ага. Сөгініп. Это русский алфавите. Ага. 13 тоже бот-блок. Лучше не понимать. Аслан — северный казах, Аргын — сепар, экстремист за Россию. С киргизским сброд называется.
Аргын с киргизского сброд называется. Блять. Так. Все нахрен так. Вот интересно, когда их блочишь, короче, вот этих чуваков, которые тупят, блядь, за русню, блядь. Кутакбашлар я их называю. Этот кутакбашларны, блядь, этот, второй раз они заходят менің стримга или нет? Или постоянно в стрим можно заходить постоянно? Потому что я же долбоебов блочу, эти долбоебы сидят иногда, эти узкозадые. Одни и те же. Мне кажется, каждый стрим им можно заходить, мне кажется. Киргизия, всем привет, салям. Киргизия. А чё Киргизия, не Кыргызстан? Поменяй на Кыргызстан. Мы Киргизию не знаем. Кыргызстан это нормально. А то Башкирия, Башкирия, заебали, блядь. Башкортостан. Башкирия, блядь. Это все по-русски. Башкирия, Машкирия. Угу. Да, у них много ников, наверное, в натуре. Я поражаюсь. Стан это персидская. Мурата и Намада блок кидай. Мурат, Номад, Киргизия, это этот безнен туганлар. Их в блок не, они в блок не идут. Они здесь по жизни прописанные, как говорится. Они люди безнекелер. Ты за Украину, Кыргызстан? Ну, понятно. А это что за 13-й, блядь, я его не вижу. А, он ушел 13-й уже. Шундай халь, туганлар, короче. Блок, не блок, тут суть, білесің, еще раз повторюсь, вот это до этого вот этот Костанай был, блин, как мозгач, блин. Историю, блин, если ты реально знаешь, вот, допустим, да, сен казахсың, мырансың, башкыртмысың, да, правду, историю рассказывай, нахрена ты пудришь мозги, блядь, людям? Мен оптыраймын мен ошондой кишилерден, блядь. Историяны білсең, гапыр, білмесең, нахуй көтені кыз, блядь. Вот я не знаю. Я же в лицо всем говорю. Постоянно мне комменты пишут в Ютубе. Бельмисан экен, начинают смеяться. Да, я не знаю. Откуда я должен знать? Вот я вам расскажу свою историю. Өзбекстанда яшадым. Мен білмедім. Қанақа историяны мен өрде өттім, блядь. Кім оны yazgan? Худо біледі, кім оны yazgan. Ебанутая история была. Потом переехал в Башкортостанга. Там, блядь, все узкожопая история. Итог, я закончил школу. И все. Откуда я вам историю должен знать? После этого начинает тут, этот так говорит плохо про него, этот плохо, этот говорит плохо. Блин, такого не может быть. Такого не может быть среди наших своих. Этот плохой, этот плохой, этот плохой, блин. Я просто поражаюсь. Если он даже плохой, историю примерно правильно преподносите, пусть он плохой, хер с ним, блядь. Но именно же он неплохой. И есть история, если ты правильно преподнесешь, он не будет плохим. Его предок плохой может быть. А наши предки все плохие. Все нас сдали, если на то пошло. Если на то пошло, біздің предоклары біз татарда, башқұртта, все говно, блин, в одном флаконе. Потому что они уже под коммунистов легли, если на то пошло. А мы же не можем так говорить за наших предков, что они пидорасами были, легли под коммунистов. Значит, положение такое было. Голодомор был в Башкортостанда. Казахстанда да болған екен. Ну, они же не виноваты. Получается,
если даже они в чем-то виноваты, ну, они пытались, наверное, выжить все равно. Пытались. А тут пишут, детей жрали, этих жрали. Пиздец, тут какой-то Фредди Крюгеры нахуй тут. Я не могу понять, блин. Мы же не про паранормальные явления говорим, не про ужасы какие-то, а конкретно говорим. А как один брат Салават говорил, что вот одну деревню сожгли Башкортостанда. Вот это ужас. Как вот Башкортостанда, также, наверное, Казахстанда, Узбекистанда сжигали деревнями людей. Запирают в один дом всех или в сарай и сжигают безне туганларны. Вот это вот каннибализм. Это ужас. Как Гитлеры они делали, значит, дела делали, как Гитлеры. Если людей заживо это сожгли. Шулай, Дуслар, короче, дальмим. Конечно, обидно, когда между нами есть какая-то преграда. Вот это очень неправильный подход людей, потому что если мы будем бір-бірімізді мысқылларға, урыс рахатлана бейт. Я же, как всегда говорю, урыс рахатлана. Шуларға башқұрт білен татарда да есть такие усмешки, порой есть такие моменты. Такие, щи башқұрт, татар, баба. Нахрена? Это же как раз на руку узкожопым. Узкожопые этого и хотят. Чтобы это было у нас ссора в избе. Поэтому ссор из избы нельзя вытаскивать. Ызбада, бүтін бір ызбада болырға тиіш. Ызғыштық мы, суғыштық мы, сөйләштік, шай іштік, шәк-шәк білән. Все. Бітті. Плов, чай, пай, все. Тамам. Ызғышу болмасқа тиіш урамда. Үйде генә, тиз генә, по-мужски, бах, перееблись нахуй там. Пару шапалаков друг другу. Все, успокоились. Нахуй. Все, на следующий день нахуй тишина. Башкирт белән татарга касается и всех других тоже. Потому что если мы это будем делать, мы сами себя уничтожим внутри. Создастся диктатура, как Корея Северная с Южной Кореей. И нахуя это им нужно? Дети страдают, выросли, бабушками уже стали корейцы с севера и с юга. И не видят друг друга. Эта жизнь нам нужна? Мы вот до этого хотим докатиться? Избавиться от русни и докатиться к этому? Я думаю, непорядок это. Шунарға первая задача бүтінімізге избавиться от русни. Вот и все. Другого варианта у нас не должно быть. В дальнейшем, кстати, интересный момент, да, появился. Вспомнил сегодня, что Вайлсберг Хужасы приняла Бакальчука в фамилию Ким. Она, оказывается, кореянка, получается. Это Татьяна Ким. Татьяна Бакальчук. Татьяна Ким. Она стала Кимом теперь. Сегодня провозгласила себя Кимом. Развелась эта овца. Но она нам и не мясо, не рыба. Нам похую, она под русней. Получается, кореянка продалась русне. Корейцев тоже дохуя. И в Узбекистане мои знакомые много. Одноклассники. И так далее. Но не все будут топить за русню. Поэтому, исходя от этого, я думаю, да, если мы получили бы когда-нибудь независимость, в дальнейшем мы могли бы, может, даже помочь Северной Корее с Южной Кореей воссоединиться. Убрали бы этого ебаного нахуй диктатора сверху, блядь, этого хуеплета жирного корейца, и сделали бы нахуй нормально у них без преград, слили бы в одну Корею и начали бы жить нормально, они тоже. И, может быть, здешние корейцы из Рашки, которая будет расформирована рано или поздно, тоже уже спокойно ездили бы себе в Корею. Хоть налево, хоть наверх, хоть вниз, похуй, блядь. Тоже вот диктатурский режим корейский был бы уничтожен, если бы, может, в дальнейшем, если мы приобрели бы независимость. Когда мы стали бы сильными, Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, все мы стали бы сильными вместе, мы тогда, наверное, любому могли бы отпор дать и сказать: давай заканчивай нахуй свой спектакль. Но пока мы не можем этого сделать.
чтобы это мы могли сказать, нам надо как-то границы свои, блядь, открыть. А для этого, опять-таки, повторюсь, башкирт bilan татар должен вместе действовать против москалятины. Потому что большинство, часть Татарстана будет топить за Москву. Башкортостанны күші жетмей. Получается, нам, если мы восстанем с Башкортостаном, Башкортостанда восстание будет, пойдем мы на Татарстан, придется ложить и татар там. Вот в чем будет ошибка наша. Чтобы Башкортостан не ложил штабелями нахуй татар, татары должны осознать сейчас, что мы пойдем вместе против Москвы. Возьмем марийцев, Чупашхару по дороге возьмем, прихватим и попиздовали нахуй 1000 километров от Москвы или 800 километров от Москвы. По М7, блядь, до Москвы. Другого варианта я не вижу. Бля. Этот опять с другого аккаунта зашел, вроде бы. Заебали нахуй с эти мутанты, бля, какие-то. Каннибалы ебаные нахуй. Так. Ладно, я надеюсь, у него уже закончились аккаунты. Мне кажется, они открывают аккаунты, что ли, каждые 5 секунд. Долбоебы. Вот так вот. Шундай хал. Но bilmayman, manda, наверное, boshqirt bilan totar yo'q endi уже manda. O'tirmaylar manda, только qozoqlar o'tirar shekilli. Bir kim yozmay. Kommentariyda yozmaylar, ведь boshqirt bilan totar kommentariyda yozarga qo'rqalar. Я просто поражаюсь, блядь. Хз, блядь. Охренеть. Вот 3 часа, да, ведь men hali Boshqirdistondan, Татарстанdan bir kimni ko'rmadim. ТикТок я сегодня не стал врубать. С ТикТока выходит иногда товарищ один, Башкортостандан. Ну, не знаю, почему он в этом, в Ютубе не бывает его. Вот удивляюсь над ним тоже. Вот так вот. Ну, вроде бы еще мен иртә башладым бүген. Сәгать әле. Карыйга әле ничә? Сәгать әле. Миндә 11:30 гына әле. Әле 12-дә тулганы юк. Ну да, кстати, у них, блядь, уже 3 часа ночи, они спят. Башкортостан уже спит. Вот так. Да, эти боты, бля, меня они заебали. Вообще реально, блядь. Они такую пургу гонят, блядь. Я просто удивляюсь с этими, блядь, смс-ками. Нахрена они пишут, я не могу понять. Чего они хотят добиться здесь? Хрен знает. Я про этот Башкортостан, Татарстаном топлю вообще. Здесь вообще их порой слова неуместные порой иногда. Какие-то смс-ки их неуместные. По каких-то этих ганнибалов, блядь, детей жрали. Хрень какая-то, блядь. Шундыхаль. Короче говоря, всякие косят под кыргызов. Пиздец. Ну да, вообще пиздец нахуй. Сәлем, мен Башқұртстаннан биләш бешерем. Бәтті екен. Йокламыйсың, что ли? Бәлеш пішірәсің? Бәлеш пішіргешін нәрсә? Қызмы, малаймы, мен аңнамын. Понятно. А сен нәрсеке Башқұртстаннан болсаң, кірәлі нәрсекеге де икенші менің ютубыма. Қыз. Понятно. Неше яшсың, нәрсеке икенші ютубқа да кірәлі сен менге Башқұртстан Уфа деген менің ютубыма. Тоже торчит, наверное. Кстати, Номад, брат, нәрсеке, меня видно, нет? Вот когда вы заходите туда-сюда, с одного места на другое перекидываетесь. Вот сейчас, как он показывает, вот этот третий YouTube у меня торчит, нет? Видите? Артемка, нәрсеке, кыз, бәлеш пішіруші кыз. Бәлешіңні ошарға что-то захотелось. Я с ним... Ага. Да, этот, Мурат, брат, этот...
Как вы видите, третий канал мой, может кто-нибудь подсказать? Башкортостан, Уфа, как вы его видите? Он в каком ракурсе и как он торчит примерно? Можете сказать? Потому что там только один человек утра, и то он вылазит. А, вот, номад тут. И как вы перепрыгиваете с одного на другой? У вас тоже ведь один аккаунт. Как его, на каком полушарии вы его видите? Народ видит вообще этот новый аккаунт или нет? Потому что вообще 0 человек постоянно там. Нормально, да? Просто там 0 человек, считай, 1 человек, 0 человек, вот так, крячага, оттуда кто-то. Я сам уйсун, но аргыны хитрые за русских. Нет, но когда чуть свет видеть. А. Либо листаем, либо выходим и заходим. И он типа сразу выходит, да, получается, канал? Понятно. Нет, просто туғанлар, білесің бе, без обид, конечно, но я не знаю, аргыны кто такие, уйсуны кто такие, я не знаю. Это надо как-то вот, реально говорю же, какой-то вот канал или какой-то, или в мой телеграм заходите, во, и как бы иногда там просвещайте нас, которые вот подобие меня тупорылых, просвещайте там аргыны кто такие, где жили, откуда они, уйсуны кто такие, там тыдым-сюдым. И вот, иногда про кыргызов, вот именно слово, да, выходит у меня прикольное, короче. Нарсякай, мына, кыргызлар, кыргы, кыргыз, кыргыз. Вот, допустим, кыргы, получается, кыргыз, это кыргы, кырдагы, кыргыз. Получается, кыргыз, это слово, получается, наверное, образовалось от того, что кырда, ты как кырда. Ну, миним кырда. O'zbeklarda endi yonimda говорят. Bizda totarsha boshqacha qirda. Bizni qirda, qirg'iz, qirg'iz, qirg'i. Mana qirg'i qozlar, qirg'i qozlar, qirg'i. Вот примерно от этого слова, наверное, я так понимаю, да? Qirg'iz degan so'z qaydan kelib chiqqan so'ng u? Qirg'iz degan millat. Получается, u kelib chiqqan правильно qirg'iz, а не киргиз. Ну, вот именно qirg'i, вот именно qirg'iz, qirg'i, qirdag'i. Значит, qirdag'i xalq. Получается, qirga bergan uni, qirga. Вот как бы, ну, не знаю, на казахском qirg'i бар слово или нет. Или 40 кыз, 40 девушек. Ну, deyolmaymiz, потому что буква Z там есть, Z еще есть, да, это кыргыз, кыргы. Вот кыргы, это конкретно вот кыргы, мына кыргы козлар, или там кыргы, как бы. Наверное, шулай келіп шыққан, наверное, кыргыз қойдан келіп шығасың ол сөз. Потому что кырдагы милләт, мына кырда болған ол милләт қойдандыр, келіп түшкен онда Кыргызстанға. И мына кыргы болғандар. Мен шулай деп бір күні башыма келіп кетті енді. Қырғыз. Қарап тұрамын мына қырғыз, Қырғызстан, қырғыз, қырғыз, қырғы. Бізде шундай сөз бар енді, қырғы деген сөз бар да енді. Білмеймін. Мында башқұрт татарлар утра дейді да енді, куда она делась опять. Париж пішіруші, қая кеттің ғой? Қырғы деген сөз бар да енді бізде. Узбеки говорят, ит кыргыз. Ну, тоба. Так, ну нет, ну... Кыргызы с Минусинской долины Енисей. Или 40 девушек. Ну, вот именно. Вот именно с Енисея они спустились. Потом их назвали Кыргы. Кыргы. Получается, Казахстанның Қырында бит ол. Өзбектердің Қырында. Кыргы. Қырында. Понимаете? Қырында. Кыргыз. Кыргы. Ну, в идеале было бы Кырды не будет же? Кырдагы. Кыргы. Ну, как бы, не знаю, олардың тілінде ондай сөз бар ма екен, жоқ ма екен, но мына
Татар башкорт tilida qirg'i bor. Я примерно, я думаю, bor onday so'z. Qrimda, Qrim, qirg'i. Когда склоняешь, допустим, это qırdag'ini, qirda, qirg'i. И вот получается qirg'i. Но не qorga же. Qorga degan so'zdan chiqmagandir bet endi. Qorga tugul-da endi. Qorga tugul-da endi. Qirg'i значит qirdag'i xoliq, qirdag'i. Mana qirdan chiqqan xoliq. Qirda. Вот u Qozog'istonni qirina berilgan u yerlar. Шунарга qirda bo'lgan u. Qirda. А кто-то его з еще добавил. А бәлкім з это если на башқұрт тілінде з, если башқұрт з-сын қойсаң, у д болып шыға енді ол. У қалай былай. Қырда болмаса, қырза болар е, нешіктір, мана шулай. З на башқұрт тілінде з с крючком, қырза. Вот я прочитать не могу даже это. Қырза. Вот нешіктір, вот так. Қарға ворона, қарға, қараға, сарай. Ай, ну да, ну білмейміз енді, сөздерін білмейміз. Қойдан келіп шыққан. В истории их привели калмыки буруты. Буруты. Ну, вот с какого-то слова, собранное слово. Арган с монгольского скотовод. Арган. Орган. Аргы. Вот аргы. Аргы. Тоже вот какое-то слово, я думаю, аргы. Без буквы Н. Аргы. Не знаю. Интерпретировать можно до хрена чё. Пипец. Yok yok. Может шулай да булырга может. Кыргыз. Кыргыз булырга может булай. Кырдагы кыр. Мен айтам бит кыр диям бит енді Крымдагы. Ник. Вот Крым, кстати, Крымда енді Крым татарлары. Крымдагы татарлар. Понимаете? Крым. Крым это рядом, рядом. Ну білмеймін, қазақ тілінде Крым деген сөз бар ма, жоқ ма? Крымда деген сөз бар ма? Янымда, янымда. Өзбектерде янымда болар eye. Янымда. Алдымга tush dedi xotini eriga. Вот так, алдымга tush. А это вот qirg'i. Ну bilmayman. Tatarlar meni anglar endi, конечно, tatar boshqalar anglaydi. Qirdag'i, qirg'i. Понимаете? Арган это светлый человек с монгольского. У монголов спросим. Кстати, у меня тетушка монголка есть, я ей напишу слова. Может вообще в гугле перевести тоже можно. А Найман с монгольского 8. Yok, qirg'iz men angladim endi. Qirg'i qiz. Qirg'i qiz может bo'lirga может. Или qirdag'i qiz. Mana shulay. А может чынлап-та qiz bo'lgandir да, qirdag'i qiz. Qirdag'i qiz может bo'lgandir. У них может как-то вот так может. Племя было шундағы. Qirдағы qiz. Племя шундай. Крым это земля-степь. Ну вот, это земля-степь переводится. Ну Крым безда вообще вот Крым, как вы написали, получается, Крым это вообще миним янымда, рядышком.
Крым. Мына менің Крым. Вот татаршада мен айтар едім, допустим, или башқұртшада. Менің Крым. Рядом со мной. Моя рядышко. Крым. Ну, как бы так, как будто ласкательно. Крым. Моя рядышко. Рядышко мой. Вот шунарға Крым татарларныкі понятно енді. Крым татарларныкі понятно. Қырдағы татарлар. Все. Крым. Крымдағы татарлар. Значит, получается, где-то были еще татары, а те были татарами, а эти еще Крымдағы татарлар. Еще татары рядом которые. А кыргызлар қырдағы қызлар. Ну, только қызлар. Қыр қызлары. Или қыр қозлары. Мен бүйтіп айтамын, қозлар. Қыр қозлары деген бізде жырда бар бет енді. Қыр қозлары. Қыр қозлары ұшып кеттілер. Ну, это типа, значит, какие-то западные козлары. Куда они улетают? На восток или куда? На запад, когда зима. Қыр қозлары. И вот потом они улетели, прилетели, вот шунда қыр қозлары диялар. Ну вот они тоже қыр қозлары болған енді бұлар. Типа улетели куда-то. Кыргызы как раз спустились с Енисея и улетели куда-то вниз. И вот вам кыргызы появились. Моя земля, моя степь. Қырда на углу подходит. Қырда на углу. Қырда. Ну, угол бізде қырда болмайшы ол. Қырда бізде будет, угол будет у нас пұшмақ. Пұшмақта. Пұшмақтағы татарлар. Пұшмақ түгіл да енді. Шулай. Пұшмақтағы татарлар, такого нету. Шулай тұрып бәліш пішіруші қызда юғалды. Артемка какая-то. Шунды хал. Ну, ярар. Ботов мы удалили. Очистили эфир. Йок, бүгін, короче, рабочий день, понедельник, мне кажется, все дрыхнут. Завтра же на воскресенье. Завтра же вторник, точнее. Вчера же воскресенье было. Дрыхнут, никого нету, короче. Все уебались спать, короче. Башкортостан на Татарстан. Шкяборалар. Им же, блядь, надо нахуй этот, как говорится, воевать, блядь. Спят, народ спит. Воевать надо им. Вот так. Поэтому, как бы, кому нахуй мои стримы нужны, блядь? У них горит нахуй там. Эти надо делать, шить надо. Поеботины эти, блядь. Защитные нахуй на БМП, блядь. Сети, блядь. Рыбу ловить нахуй. Ну да, сидят так. В одном, блядь, 0 человек, в другом 1, в другом 8 человек. И все. Дурдом, блядь. Ну ничего, кыргызлары иртага, может, послушают мой новый YouTube. Посмотрим от них какие-нибудь комментарии, послушаем, почитаем. Скриншоты сделаем. В ТикТок загрузим. Шулай. Кыргызларын. Кыргызлары ұшып келер ме екен менің ютубқа иртага или жоқ ма? Посмотрим. 3 часа 20 минут я уже. Бла-бла-бла. Я не знаю, в натуре, мне кажется, тоже. Потому что, когда я закрываю, вот сегодня попробуем все закрыть, ну, попробуем, да, и посмотрим, где сколько пролетело людей. Реально, люди, мне кажется, порой иногда не светятся. Они сидят, но их не видно. Мне кажется, а как их не видно? Значит, они не заходят. Не заходят, просто эти читают. Вот эти, блядь, надписи, которые на этом пишутся, на экране, вот это они читают. Мне кажется, так, они не заходят. Через невидимку сидят? Что, так можно здесь через невидимку сидеть? Невидимка есть, что ли, здесь в Ютубе? Это же я только думал, где-то, блядь, где-то хз, блядь, где такое есть вообще? В комментариях невидимкой можно сидеть? Что-то не знаю, блядь.
Ну, может, какой-то есть способ сидеть и не видно. Но обычно вот так сидишь и хуяк, блядь, в одном 4000 смотрел, в другом нахуй 1000, блядь, вот так же было. А, невидимку можно? А, ну тогда сидят. Боты тоже сидят, суки. Строчат, наверное, на ФСБ, блядь, нахуй. Гниды узкожопые. Ну, строчите, шайтаны. Путину доложите, что, блядь, башкортные татарлар рано или поздно выебут нахуй Путина. Вот и все. По-другому никак. Блядь, у меня что-то это похолодание, что ли, пошло. Да в хате, блядь, надо окно закрыть. Тонул тагылды, блядь. Сейчас я закрою нахуй. Что-то, блядь, пиздец салкан, блядь. Уже ночь во дворе, блядь. Здесь, короче, погода, знаете, не знаю, в этом году посмотрим, да, зима будет или нет. Зимы нету. Так что здесь вот такая ситуация интересная. Думаешь, вот зима, зима, а на самом деле его нету. Зимы нету. Вот так вот. Так. Да, пугали, но мы не боимся. Да, надоели. Мне кажется, порой тоже, блядь, эти боты нахрен, спать ушли, мне кажется, эти боты тоже, блядь. У них что-то, блядь, до ума не доведено, что оно 24 часа у них боты не работают. Все-таки, получается, Пригожинская контора, нахуй, работает. Это всякое она, нахуй, работает. Столько людей он набрал, сука, блядь, Пригожин, блядь, в Питере, блядь, ботовскую компанию открыл, там еще в Москве где-то, нахуй, ботовские, блядь, эти... блядь, подвалы нахуй, блядь, там на компах до хрена как это, блядь, криптовалюта нахуй, в компах сидят эти уёбки нахуй, э, всякие, блядь, эти, которые пишут комментарии, блядь, всяко их нахуй Путин не удалил. Пригожина-то ёбнул, а этих-то долбоёбов всяко оставил. Ну, там такая работа шла, блядь. Всяко пишут они, строчат каждый день. Там на Байдена, там на Харриса и на всю американскую элиту нахуй. На Зелика, блядь, Зелена нахуй. Тролли, блядь, это. Отряд троллей нахуй, блядь. Вот эта мразота тоже порой ко мне заходит, мне кажется, блядь. Тролли, блядь. Именно которые вот по-русски пишут, им что-то пишешь, они нихуя ничего не могут, блядь, ответить тебе. Да, 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 сушите сухари, заебали. Мне же эти, когда я про Навального сказал, блядь, дронить нахуй, или там что-то такое, блядь, первый раз, блядь, в январе нахуй. Мне сразу прилетело, блядь, суши сухари нахуй, блядь. А потом один чувак сказал, ответь ему, говорит, а этот, вот так, говорит. Я говорю, удаляю всегда. Он говорит, не удаляй нахуй, оставь, говорит, напиши ему вот так. А что, тебе нужны сухари? И потом, блядь, он куда-то то ли испарился, то ли что нахуй. Типа вот так вопрос задай, он сказал. Кто троллит, говорит, пиши им вопрос, блядь, что он хотел. И все нахуй, проебется, говорит. И вот я написал, сухари, суши. Я ему написал, а что тебе нужны нахуй? Высушу. Сухари, блядь. И все нахуй. Блядь, чувак, короче, уже все. Потерялся, говорит. Вот так вот. Так что сушите сухари, блядь, за тобой придут, нахуй, ФСБ выехала, блядь, нахуй, все уже летит, нахуй, во Францию, блядь, нахуй. Эти, блядь, ишматы-тошматы, нахуй, которые, скрипалей, которые отворовили, нахуй, два долбоеба, нахуй, там, залупа и залупенец, нахуй. Два, блядь, ФСБшника приперлось, нахуй, и они думали, что они не попадутся, нахуй. В Англии, если помните, 2000, нахуй, нет, пизжу, не 15-й, 2017 год где-то, летом, что ли, что-то такое. Поехали они, блядь, дочь с отцом отравить, нахуй, по всему Англии, нахуй, с этими, новичком, блядь. Потом пошла же мода, нахуй, новичок, новичок, блядь. Сейчас тебя, нахуй, Путин новичком траванет, нахуй.
Пиздец, нахуй. На- Везде в Европе, нахуй, новичок, все говорили. Они еще так говорят, новичок, новичок. Европейцы же еще повторять не умеют. Новичок. Вот так, новичок. Так акцент у них ебанутый на новичок, блядь. Они отравили новичок. Пиздец, блядь. У них буква Ч, О, и вот этого нету же. Чё. Слово чё нету же у них. Вот тебе нахуй. Акцент у них, блядь, на новичок было. Этот Тереза Мэй, нахуй, или как это, блядь, сука, была еще. Ангела Меркель, блядь, еще здесь была, нахуй, в Германии. Вот те времена, нахуй. 17 по 18 год, блядь, отравление Скрипалей, блядь. Эти Мишкин, блядь, и Хуишкин, блядь, плохо отработали, блядь, у них. Не по уставу прошлись они, нахуй. Они точно методичку не читали и сухари не сушили, долбоебы, нахуй. Поэтому они прокололись со Скрипалями и с новичком. А кто это? 6 сидят за тобой следят. Я вначале, когда я не могу понять, короче, порой, да, а, я когда вот Мурат появился, я не могу понять, конечно, я думал, это Номад, только с другого аккаунта пишет, блядь. Я так думал, блядь, я не могу понять, нахуй. Потому что и там потом тут Номад, а Мурат, получается, в этом. Теперь я понял, что Мурата нету у меня в третьем ютубе, короче, получается, Мурат это Мурат, а Номад это Номад, мне кажется. Жди, за тобой выехали, чай поставь. Ну-ну. Вот именно, блядь. Прикол, да? Поэтому этот, ну чё, не знаю даже, этот новый мой скрипалявский, нахуй, этот YouTube, нахуй, вырубить, что ли, нахуй, новости почитать может. Один вырубить нахрен может. Новый, блядь, хватит нахуй ему 3 часа, блядь, они заебутся смотреть, блядь. Эти киргизы научили меня быстро перескакивать. Да-да-да. Так, натуре, давайте-ка я этот вырублю нахуй новый. Посмотрим как раз при вас, сколько людей этот было тут нахуй в новом. Потому что от нового пока толка нету. Пусть первый день чуть-чуть будет. Потому что там все равно 150 человек, из них и то несколько человек сидело. Нормально, блядь. 165 человек, короче, сидело. Максимально одновременно 8 человек. Общее время 1 час 41 минуту. Сообщение 0. Среднее время 36 секунд только смотрели. Прикиньте, 36 секунд только. Длительность 3:30. Вот такая хрена. Запись сохранена в ограниченном порядке, блядь, написано. Сейчас этот скрин сделаю на всякий случай. Все. Так, от одного я избавлюсь, потому что новости будем читать. Потому что в том люди то появляются, то уменьшаются. Будем читать этот новости. Ладно, бисмилля. Ну вот так примерно. Я его потом загружу. Так, давайте почитаем телегу. Что было сегодня за весь день, блядь? Бардак этот. В Телеграме.
Вот, короче, Борис Джонсон, ну, я его, это видео еще не смотрел, мне скинул этот один братан тоже. Путин должен объявить русским о конце СВО. Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с Борисом Джонсоном, экс-премьер-министром Великобритании и экс-министром иностранных дел Великобритании во время его визита. Прям как будто в тему, да, я говорил про Англию. И вот, тоже закончили эту тему. Много людей написали. Так, итак, ладно, последних новостей. Куштау Байрамдан. Итак, мында, надеюсь, Башкортостан Борма. Россия потеряла 2 миллиона молодых работников после начала войны. Это означает, что значительная часть молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет покинула страну или перестала работать. Но я думаю, не то, что покинула страну и перестала работать, а то нахуй из них вот 200 тысяч до этого, как Майкл Наки говорил, 200 тысяч это нахуй, вон, утилизация нахуй с Пригожином вместе. У Пригожина нахуй, как сам он орал, блядь, 25 тысяч нахуй положили нахуй в где-то нахуй в пизде, блядь, Бахмуте или где, блядь. Вот, на шунадасах понимаете, нахуй, как хотите. Получается, тут не то, что, блядь, 2 миллиона, блядь, шлепнули где-то, куда-то убежали, блядь. Из них половина явно, как э, аналитики, блядь, Америки сказали, что 1 миллион сдохло, блядь, при этой войне. 1 миллион. Получается, значит, из этого где-то, может, 200 тысяч это, может, украинцы, а 800 тысяч это россияне. Ну, так, понятно, здесь насчет вот этого только тоже не понял. В Казахстане за фейки об армии задержали украинца с российским гражданством. Евгения Наказненко. Вот этого я тоже ни хера не понял, о чем речь. Вот. Чувак отправил как раз, ну, наверное, тут непонятно, Россия написано, конечно. Цены, блядь, на бензин, это в России, не в России, я не знаю. Фото мне скинули, короче, где-то 73 рубля, 68, 80, 67, 80, 76, 20, 76, 20, блядь, на дизель, блядь. Пиздец. Грубо говоря, по бензин по 73 рубля, короче. Охренеть, где это, я не знаю. Ну, поверхностно только я смотрю, тоже не смотрел еще. Как у этого с Украины татарина, который имамом был, потом этот, сейчас военный там, туда-сюда, как его звали, Исмаил, или как-то, не помню, короче. И вот у него пленный, короче, татарин, мин татар телен бельмим. Непростой и важный разговор татар по разные стороны фронта. Как вера и национальная идентичность способны спасти нацию. Стесняются быть татарами. Татары стесняются быть татарами. Пиздец, сыграли катагус, блядь. Ну тут, как и говорил, напишите ему письмо Фаилю Алсынову. Фаиль Алсынов участвовал в протестах, само собой, блябес. 17 января его приговорили к 4 годам колонии. Ну, уму непостижимое. Башкорт, блядь, татарга, наверное. Похую мороз, блядь. Малай утра. Вроде бы топил, да, ведь в городе Баймак приговор. 18 тысяч человек. К суду, где выносили приговор, пришло более 5 тысяч человек. Митинги были разогнаны и возбуждены новые уголовные дела.
Сейчас Алсен находится в Пермской колонии 29 на Соликамской тракте. Напишите Фаилю письмо со словами поддержки, это очень важно. Ну, Соликамский тракт, это, мне кажется, где были эти, ну, соль и камень, блядь, да? Ну, имеется в виду, біздің қортатайлар, онда шахталарға барганнар, батрачить, блядь, после войны, блядь. Мына мені өзімді тотар қортатамда шунда барган, эшләгән, бишара. Принудительно забрали их. После армии забрали туда. Всех набирали. Кимдир қачып қалған енді, а бұл барған енді простой душа. И вот я всяко думаю, нахуй, Алсынов тоже нахуй ходит на работку, нахуй, куда-нибудь в шахту, наверное. Всяко уж. Его не держат где-то нахуй заперти. Вот так вот. Вот, напишите Фаилю письмо со словами поддержки, это очень важно. Обратный адрес можете указывать другой. Имейте в виду, что письма могут быть прочитаны силовиками, как в СССР. Поэтому я ему шлю вот такое письмо сразу, стримовский. Алсынов Фаиль Фаттахович 7-12-86. Ну, короче, грубо, бір яш менен бәләкәй екен. 86, грубо. ГУФСИН Россия по Пермскому краю 614-056 индекс, город Пермь, улица Соликамская, дом 246. Язык шунда. Кстати, я на карту Google пробью-ка, посмотрю, потом время будет. Что за нахуй там, в натуре тюрьма или что? Побег из тюрьмы надо организовать ему. Короче говоря, надо взорвать нахуй вход, блядь, тюрьмы нахуй и всех вытащить оттуда. Итак, письмо-то письмо. Я ему пишу, так скажем, тут в стриме сразу говорю. Алсынов, ты боролся за Куштау, но за тебя никто не борется. Пойми, туганом. Поэтому бороться надо за независимость Башкортостана и Татарстана, а не за Куштау. Поэтому всем, кто на свободе, башкортларга, татарларга, заявляю, вставать надо, босарга керек, чтобы вытащить всех нас из тюрем нахрен, вытащить всех, кто ни за что сидит, и пойти на Москву. Вот и все. Вот я ему передал письмо ему. Ну, это ему нельзя передать, но я передал вот в таком образе. Чтобы потом, блядь, было донесено до него. Так, сейчас почитаем. Тут, так, опять какой-то вирус попал. Нет? Нормально чувак сидит? Бро, мне надо определиться, как, в каком канале сидеть. Я тоже на всех каналах сижу. Я сам Кишес Жуз, младший Жуз, но терпеть не могу этих Найман и Арган средний Жуз. И Арган Найман хитрый, как Яхуды. Кстати, у Арган галогруппа G1, как евреев. Нихуя себе. Арган и Найман это хитрые евреи. А может они и евреи? Если уж на то пошло, я же историю не знаю. Может, алар еврейлар просто, блядь, как бухарские евреи. Бухарские евреи, их хуй поймешь, не отличишь, и в итоге они евреи, пидорасы. Вот так вот. Украинец создал блоге Буданбай, агент ФСБ. Украинец создал блоге Буданбай, блогер Буданбай, агент ФСБ сидит в Грузии, этот узкий наводит смуту в Казахстане. Понятно. Да, на методичке Кремля вещают. Да, есть такое. Мурат, ты же знаешь, что у нас манкуртов много. Да, один на другом, но и киргизы лезут. Я их находил из-за спора Кокпар на их каналах. Да, насчет Кокпара и насчет вот этого тоже у меня в ТикТоке бардак, блядь, пиздец. В ТикТоке у меня что там творится? Какой-то Кокпар, что там они, блин, я хз, блядь. Короче говоря, шунарға айтам, туғандар, давайте сізда хотя бы не начинайте этот какой-то сыр-бор, потому что нам самим тяжело, блин, если вы еще будете ссориться казахи с кыргызами, бля, пиздец это будет нахуй. Блять,
ни ту, ни эту сторону нахуй брать никто, наверное, не осмелится, потому что и ту, и та сторона туганлар, понимаете? Поэтому нам нельзя такие действия делать. Вообще это категорически запрещено. Особенно в этом путинистском нахуй мире нам нужно вместе избавиться от Путина нахуй. Нам нельзя ссориться. Все это байда нахуй из-за Путина нахуй. Только его вините. Так, Куштау Байрам дальше, блядь. Блядь, этот Куштау опять мне напоминает этого Алсынова. Пиздец, блядь. Боролся, блядь, Алсынов за Куштау. За него никто не борется. Ёпарас это. Конечно, башкарт, блядь, татарлар, блядь. Сука, Алтынай Валитов, пидорас. Если когда-нибудь услышишь мои, блядь, нахуй, ютубы, нахуй, сучок, блядь, выходи, блядь, поговорить надо. Тоже мне. Жершиням батаги, блядь. Так. РФ будут судить за русофобию иностранцев за пределами страны. Нихуя себе. Меня будут судить, блядь. Новая статья будет внесена в УК. Первая часть документа будет предусматривать ответственность за дискриминационные в отношении россиян или соотечественников, не являющихся гражданами РФ. Действия. Вторая часть предполагает наказание за публичные призывы к совершению таких действий. Наказ иностранца по этой статье будет лишением права занимать определенные должности, но в Кабмине признали, что при реализации этого положения могут возникнуть трудности, нахуй, нихуя себе, блядь. Трудности, нахуй, возникнуть могут. Так что у меня, туганлар, возникли уже трудности, нахуй. Пиздец, нахуй. Поэтому только свободный Башкортостан с Татарстаном придется заходить. По-другому не зайду я уже туда. Сами они сказали. Предупредили долбоебы. Так, и тут так, дальше. Этот Ташагин говорит, распад России. Яшкин кот нахуй, блядь. Вылез тут нахуй, опять пиздит о чем-то. Развалится по административным границам. На месте нынешней России образуются отдельные республики. Начнется огромное количество междуусобных противостояний. Непонятно, как делить ядерное оружие. Я знаю, как делить. Непонятно, куда отойдет военная техника. И, честно говоря, мне кажется, вот такой сценарий брутального развала России мощнейшим образом подорвет всю структуру международной безопасности. Видите как? Поэтому как российский политик и партиот я своей миссии вижу, ага, гнида. Найти пост путинской России, чтобы Россия сохранилась. Хуй тебе сраку. О, видите, Яшкина кота нахуй, кутана сагеп шу нахуй зинданга тагырга. Мрамандыларны зинданга тагырга, блядь. Ни один современный русский почему-то никогда не называет трагедией распад Золотой Орды, а также все русские оправдывают мятеж золотоордынских наместников в Москве сначала против ставки хана Золотой Орды, а затем против крымского хана, которому были обязаны подчиняться. Почему же распад тех государств и мятеж московитов мы все еще должны воспринимать как положительные события в истории, но при этом мы должны негативно относиться к распаду России и шансу на собственную независимость? Именно такого восприятия от нас требует Москва. Просто охуел этот Яшкин кот. Этого Яшкина кота нахуй, блядь. Кота, не кота даже, а кота, Яшкина кота. Надо кутына итарегамана, блядь. Булай булмай нахуй. Так. Против отделения, понятно. Еще он так, блядь, говорит нахуй. Блядь, умная башка нахуй. В рот ебать тебя нахуй. Тварь. И я думаю, нахуй, еще одну такую тематику, нахуй. Этот Ташагин, нахуй, выпущенный, который остался в живых после Навальниста, нахуй, это выпущенный Мрасота, нахуй, это та же доктрина, нахуй, путинской элиты, нахуй. Он вышел там, как засланный казачок, нахуй. Его заслали сюда, нахуй, уже приговоренного, нахуй, который будет служить, нахуй, только путинистам и примерно такой системе. Поэтому гнет это нахуй, типа Путин плохой, а на самом деле нахуй он, получается, сам и есть путинская мразь. Мы же не знаем нахуй, как его ебали там в тюрьме нахуй. Поэтому мы не можем, блядь, глаголить тут нахуй, что он навальнист, блядь, или чё, блядь. Похуй, блядь, он будет и навальнистом для навальнистов, но в идеологии он может быть как Павел Дуров нахуй, работать нахуй и на ФСБ. Поэтому как бы здесь все уже. Мы не можем гарантировать, что он черт нахуй только навальнист.
Так что он дважды пидорас нахуй. И навальнист он, и путинист. Так что все, мы поняли про него, шайтана. Как этот Кадыров говорит, шайтаны, шайтаны понаехали. Так. Итак, дальше. Якуты, буряты в Алматы сбежали от войны и шовинизма. В Казахстане они не узкоглазые. Так, интересные. Так, прислали мне. Батыр и Толпар. Нагнетание и страшилка русских статусных либералов можно разрушить очень простым способом. Показать, как живет нынче современный Казахстан. Бегство думающего населения из Эрефии сорвало покровы русской пропаганды, которая десятилетиями пугала россиян султанатами, халифатами, этническими погромами, русорезами и прочим кизяк-контентом. Самое интересное, что буряты, калмыки, якуты чувствуют себя в Казахстане намного комфортнее, чем дома. Даже в своих национальных республиках они часто сталкивались с дискриминацией, чего совсем нет в Казахстане. Все герои документалки отмечают доброжелательное отношение к себе и искренний интерес со стороны казахов. Никакого величия, хамства и наглости, как у русских. И, конечно же, никакого аренда только для славян. Точно, точно. Блять, вот с языка сорвал. Насчет аренды для славян. Короче, мына шуны да әйтергәйім бүгін. Вот забыл. Я хотел это сказать. Ну, может, потом когда-нибудь услышат нахрен. Может, когда-нибудь еще я повторюсь украинцам, что Казахстан, когда я заехал, я снимал, получается, до Шымкента доехал, я в Уральске, короче, стартанул, и до Шымкента еле как мы доехали, короче, там автобус, мотор взорвался и так далее. Мы доехали, альхамдулилля. И вот в Шымкенте столкнулся с такой тематикой, короче, что ты там кто, чё, зачем, такой тематики у нас не было. Но, кто нам сдавал, точнее, кто нас вез, мы первый день переночевали у одной цветы, кто продает. Потом икенчи күнні я созвонился с Девлятом, его сестра сказала, типа, у нее есть хата, короче. Мы поехали к ней. Мы у нее несколько дней пожили, короче, и она сказала, короче, или там, допустим, вы можете снять все, или я должна, говорит, запустить других, короче. Ну, она решила, короче, нас вытулить, грубо говоря, оттуда. В итоге, короче, мы ушли оттуда тоже и быстренько в газете где-то нашли хостел, короче. А там хозяйка чеченка. Все, она нас приняла, все нормально. Но, когда мы искали по газетам везде, когда мы искали, у нас никто не спрашивал, вы откуда и кто такие. Там нету такого, вы откуда, кто такие. Так что я на своем опыте это могу сказать. Вы откуда, кто такие, такой хуйни не было там. Это гарантированно. Потому что, как в Рашке, нахуй, особенно в Москалятине, я же знаю, откуда вы? А я говорю, с Башкортостана. А, с Кыргызстана? Нет, я говорю, с Башкортостана. А где это? Пиздец, нахуй, блядь. Вот такие москалятины люди живут, которые не знают даже, где Башкортостан, блядь. Как можно с такими долбоебами вообще жить? Отдельный жанр – это комментарии под видео. Простые люди пишут, как им стало комфортно после переезда в Казахстан. Насколько это здоровое и доброжелательное общество. Рекомендую почитать комментарии. Ну и чисто практически программист-разработчик в Казахстане приносит живую валюту, поднимает ВВП на десятки тысяч долларов в год. В Рашке его оденут дешевую зеленую робу и после минимальной подготовки отправят в мясной штурм развалин очередной Курдюмовки. Выбирайте, какой вы хотите родины. Такой, как Эрфия, или такой, как Казахстан. Думайте. А русские либералы, пускай за свои родные патрики расписываются, к Башкортостану они отношения не имеют, да и не хотят иметь. Независимость Башкортостана – гарантия того, что мы не будем платить репарации и нести ответственность за путинские авантюры. Пускай русские и московские за все отвечают. Это их война. О,
Бля, мне кушалам. Я же вам в тот раз говорил, что за узкожопых нахуй косяк нахуй Башкортостан с Татарстаном нихуя копейку не даст нахуй. Пусть нахуй оттуда будут драть. Пусть грабят Путина, пусть грабят нахуй под Кремлем нахуй все золотые прииски нахуй, там все там, все. Вот и все нахуй. Шлем хана тоже там, шлем хана какого-то там с надписью арабской вязью. Вот все там, все. Так что пусть берут, как говорится, и солятся нахуй там. Солят, берут, кушают, похую, блядь, нахуй, закусывают. Бездан нихуя бермәскә нахуй, куттагын тутсынлар нахуй. Особенно хохоллар. Нацкие хохлы нахуй, пусть сосут теперь нахуй. Нихуя им нахуй не будет нахуй помощи, блядь. От Башкортостана, блядь. Пусть у русских пидорасов берут. Так, Береш, так, автор, что скажешь насчет Рамиля Саидова? Ну, Рамиля Саидова, я же в тот раз говорил уже. Что скажешь? Молодец. Крестам нахуй не быть в Башкортостане. Я же топлю сразу, всегда говорю, за мусульманство. Ислам будет самым правильным и первым, как говорится, в Башкортостане. А потом будет только идти правительство. Ислам, потом правительство. Но, как говорится, ислам будет сам за себя отвечать. Правительство в ислам зуб даже точить не будет, нахуй. Примерно так будет. Поэтому кресты, нахуй, не будут. Церкви, нахуй, все уничтожить Башкортостанда. Ни одной церкви не должно там быть. Ни одной, нахуй. Потому что церковь, нахуй, нам нахуй там не нужна. Все церкви, как вот здесь в этом видел, я в бывшей церкви намаз читал, в Боснии, короче. Вот примерно так будет. Все церкви, нахуй, срезать, нахуй, концы, нахуй, сверху, все срезать, переоборудовать его под мечеть. Вот они сколько мечети сожгли, все церкви станут мечетями. Аллах Таалям нам не запрещает, чтобы церковь была мечетью. Нет у нас запретов такой. Любая земля это Аллаха земля. Так. Я сам города Атырау, Западный Казахстан. Моего друга кинул арган из севера. Берешь, она выступала против свиньоферм. Есть такое. Так, Ужас Сулейманов арган оскорбил казахский язык и сказал, надо русский язык государственно сделать. Яшин работает в ФСБ и Кремль. Вот. Яшин пидорас, он уже намыленный вышел. Он кутенез ёхшиттырып сыкканлар Яшинны, блядь. Жестко сыкканлар притом. Тебя за эти слова, что ты говоришь, в России кончат. Блядь, этот Денис Пупкин опять вышел, нахуй. Вчерашний мудак, блядь. Пупкин, нахуй. Давай, Пупкин, нахуй. Путинист, нахуй. Пиздуй, нахуй, Путину. Кончат, нахуй. Про слово, блядь, Россия, блядь, забудь, нахуй. Россия, да вообще нету, нахуй. Забудь, нахуй. Россия, блядь, нахуй. Лаптоёбы, нахуй вы. Лапти, нахуй. Лапландия, нахуй. Вот примерно вот так можно вас. Лаптияндия, блядь, нахуй. Так. Оскар Мамин, премьер-министр Арган, поднял цены на газ и в январе из-за этого люди вышли в январе и так далее. Казахи добрые, хаты сдают семьи и делят на национальности. В музеях тюрки свою заберут. Вот я и говорю, В музеях надо забрать. И я про этот шлем, особенно когда я услышал про этот шлем с надписью арабской вязью, и как бы надо забрать. Вот так. Да не то, что музей, надо, бля, я думаю, надо там тоже, нам тоже нахрен свои, блядь, куски надо забрать. Не только Украина, нахуй, будет забирать свои, блядь, эти разбитые, нахуй, страну, деньги, репарации. Блядь, Башкортостан с Татарстаном тоже так же должен забрать, нахуй, свое имущество. Начиная с земли, заканчивая, нахуй, своими там активами и так далее, нахуй, или что там, блядь, ценными бумагами, я не знаю, что может там пиздануть, нахуй, у них. Вот это все надо забрать, нахуй.
вернуть, так скажем. А всякое есть отчеты с Башкортостана, с Татарстана, нахуй, за эти 25 лет Путина, нахуй, которые Москве платили дань, нахуй. Вот эту всю дань надо оттуда вытащить, я думаю, если они еще не сожрали его. Вот эту всю дань надо вытаскивать оттуда, нахуй, которые отдали 1 триллион, я же говорил, 1 триллион чем-то, миллиард, с Башкортостана то же самое. Все надо вернуть, нахуй. А как раз тут в Яшкинском, нахуй, говорится то, что там пидор, что он говорит? Типа говорит то, что э, там, как будем, он написал, а как будем, типа, атомной бомбой. О, охуел, блядь. Блядь, в Москве он хочет оставить атомную бомбу. Хуй вам в сраку, блядь. С Москвы, нахуй, как, блядь, они безвооружали, нахуй, украинцев, нахуй. Так же, нахуй, безорудить, нахуй, этих, блядь. Оларна кулана кутак тут торпойга керак, всего лишь, нахуй. Вот этот резиновый, который вот бабы, нахуй, используют, вот им вот это надо в руки дать, нахуй, каждому, нахуй. И пусть они, нахуй, кутенат тыгып уйнасынlar, булар, бөтенесе. Другого варианта им нету, нахуй. Этот, кнопочку они захотели красную, нахуй. Хрень им, блядь. Тоже мне. Так, свободная Удмуртия. Почитаем ихнее мнение. Расходимся. Оказывается, Удмуртия после обретения независимости пойдет войной на Татарстан и других соседей. По мнению этого Яшкина, Кутакбашкина, это просто неминуемо. Кроме того, мы будем обязательно претендовать на ядерное оружие и обязательно заявим свои права на различные тяжелые вооружения, так бережно накапливаемые при путинском режиме. Все эти действия, которые неуместно совершит свободная и независимая Удмуртия, а также независимый Татарстан, Башкортостан и Якутия, мощнейшим образом подорвут структуру международной безопасности. Сейчас это все под контролем, и международная безопасность может стать спокойно, ей ничего не угрожает. Предлагаем патриоту Рашки, Яшки хотя бы немного изучить вопрос, чтобы не выглядеть глупо. Для начала рекомендуем почитать соглашение о денуклеаризации и демилитаризации уже. Во, демилитаризация Украины. Они создали всю жизнь, нахуй. Мына шулай итеп без дә аларны шулай ук итәбез. Атом бомбаны бит мин әйттем. Башкортстанны, Казахстанны сөйләшеп, менә шул Башкортстанны җиренә куябыз. Атомный бомбаны без Башкортстанга үзебезгә куябыз, нахуй. Чтобы, нахуй, блядь, всем, нахуй, тихо сиделось, нахуй. Чтоб не пиздели, нахуй. Ни, как они пишут, ни удмурты, нахуй, ни москвичи, нахуй. Кстати, Дуслар, кто знает, где вообще сейчас эта, сука, атомная бомба, где находятся это вообще эти головки, эти ебучие атомные, где они находятся в России, где они вообще, где их место, блядь, в Рашке, на какой территории она? Вот эта территория полностью нужно будет, нахуй, раздолбать и все это перенести в наши стороны. Да, тут этот хуеплет пишет то, что удмурты на татар пойдут, оказывается. Салам алейкум, башкурт. Да, удмурты на татар пойдут. Это такую... Вот. Здесь остановимся. Манашуарга мен 100 мәртә әйтәм. Руслан Габасовка, Рафис Кашаповка. Если они вот такие вещи на обозрение не выносят, значит, бесконченный вас, бесконченный вас. Вот эти вещи на обозрение выносить надо. Против вот этих Яшкиных, Куташкиных, нахуй, нужно выступать, блядь. Там, блядь, этот вылазила, блядь, Навального жена, блядь. Теперь этот черт, блядь, пиздит какую-то хрень с ядерной бомбой. Тем самым подлизываясь, нахуй, европейцам и американцам. Типа, чтобы они, блядь, порешали, нахуй, с нами, нахуй, дела, да, с регионами, чтобы мы не выебывались. Наоборот, надо донести, что этим пидорасами, нахуй, мы будем, наоборот, воевать, нахуй, по жизни, а не то, что, блядь, они нам строили, нахуй, это хрень, блядь, козни нам, блядь, и думают они, что мы не будем, блядь, нахуй, ну, типа, вот эту херню, бля, атомную забирать, блядь, ни хрена, блядь, атомную бомбу у Руслана кулына алып алырга кирәк, наоборот, нахуй. Ул әйбер бездә булырга тиеш. Ни хрена им нихуя ничего не оставлять, нахуй. У нас вопрос там у них
Почему этот Яшкин Кют, блядь, и прочие патриоты Рашки считают себя умнее жителей регионов? Во, во. Правильный вопрос. Вот я и говорю, даже мен тупой башым белян, блядь, шуна айткашинда нахуй. Я даже его первый раз при вас читаю, я его не читал даже, блядь. Поэтому, этим чертям, как говорится, кулына бір нәрсе беруге түгел. Бұларға только кулына соска гына тоттырырга керек. Бұлар соска имерге тиешләр әле. Вот и все. Или кутак, или соска. Пусть выбирают. Так, дальше. И тут этот один комментарий тоже мне был. Нарсекей. Кыргыз асела су какая-то, короче. Тут пишет, короче, кыргыздар кутунорду кыскыла. Жарты мәлір ким жимни десе эрчибей. Манкурттар birinchi o'zunun жеринде порядок келтирип алчы, ары жок кыргыз. Чек арында коргой албай жатып эмне кыласын Путинди. Блядь, мен аңламайм екен нахуй кыргыз тилин. Пиздец аңламадым мен. Охренеть, блядь. Ну, примерно аңладым енді. Типа кыргызлар көтүнді кысыгыз, блядь, жарты мәллер ким жимни десе эрчимей. Ну, типа, әллә нәрсәсе дисәләр, ирчемәгез дигәннәр инде артыннан, блядь. Блядь, нихуя не могу. Манкурттар. Birinchi o'zundan жеринде порядок keltirib alчы, ары жок кыргыз. Чем арында коргой албай жатып эмне кыласын Путинди. Чек арында коргой албай жатып эмне кыласын Путинди. Или там, живя там где-то, пизде Кукуева, Путин нахуя ты сторожишь. Вроде вот так говорит. Пиздец нахуй. Нихуя не понял, короче. Пиздец. Ну-ка. Второе вроде нормально пишет. Вот первый я что-то думаю, на всякий комментарий был хуёвый. Второй пишет. Да, русские и раньше были мразями, а в сегодняшнее время совсем уже показали все мразотское лицо. Все мигранты, возвращайтесь и давайте гнать отсюда этих мразот. В Кыргызстане полно стало русских мразей. Давайте поднимать головы, хватит уже терпеть этих мразей. Да поможет в этом Аллах. Давайте, Олга Кыргызстан, күтіне сігіп урысларны жибәрегіз үйге нахуй. Точнее, үйге де түгіл нахуй. Суғышқа. Құттақ бар оларға үйде. Суғышқа оларны жибәреге керек. Их только, блядь, на войну. Они на другое место не годятся, блядь. Их только на войну, блядь. Чтоб уменьшились они, суки, блядь. Так. Так. Вот здесь был один кутак ваш. Это так, балканем, по-моему. Да, Крым татарлар алга. Там пол Кыргызстана за путиниста. Не половина больше. Узбеклер коммунисты большинство. Да узбеклер тоже заебали нахуй. Али юхлар али мандалар. Спать пошли, мне кажется, тоже. Кыргызлар да спать пошли, потому что им пахать надо нахуй. Там дворы мести нахуй. Спать они ушли нахуй. Так. Какой-то этот прислали нахуй. Куштау Байрам. Сын патриота Даня Соловьев. В тылу милашка.
А это что за Соловьев? Даня Соловьев, блядь. Это пидораса Соловьева сын, что ли, нахуй? Блядь. Сука, Пупкина нахуй я блокировать заебался. Везде этот Пупкин, блядь. Сука. В Киргизии всего 2 миллиона максимум осталось. А, кстати, кыргызов 2 миллиона всего лишь? Охуеть, блядь. Ну да, если в тот день я же загрузил, помните, этот, где-то фотографии эти, как они там фоткаются нахрен, с узкожопами нахуй, один кыргыз на войне, блядь. Радостный такой, блядь, типа он служит нахуй, а их потом всех гонят нахуй э, узкоглазыми и чурками нахуй. Там пиздуйте нахуй в Кыргызстан. А они, блядь, служат. Ну, нахуя, да, мен аңламен, блядь. Это узбекlarga да касается. Я ведь енді узбекlarni задолбал уже, блядь. Сейчас на кыргызов перешел. Буду обрабатывать их, блядь, потихоньку нахуй. Вот так вот. Так. А, вот. Гунзипцы. Гунзипцы. Дагестанский народ с собственным языком. О такой народности вы точно не знали. Я сам охуел. Гунзипцы, дагестанский народ с собственным языком и глубокой историей. Они придерживаются ислама, а потому религиозные. Ну, дальше это надо смотреть видео. Вот так вот. Так что гунзипцы, можете почитать, кому интересно будет. Вот из тех 46 наций в Дагестане, вот гунзипцы еще есть, оказывается. Гунзипцы. Можно назвать гунзип-эле. Гунзип-эле. Интересно, да? Гунзип. Так. Так, дальше пишет Куштау Байрам также. Куштау Байрам нормально топит нахуй, но только, блядь, он топит странно, блядь. Чей это канал Куштау Байрам? Надо найти его хозяина. Попиздеть с ним. Через 20-30 лет ни один россиянин не сможет объяснить, за что погиб его отец, дядя, старший брат на войне в Украине. Никаких объяснений, кроме так уж было надо, и это все Путин. Не будет ни у людей, ни у страны в целом. Путин сдохнет, фашистская концепция русского мира рухнет, поджигатели войны либо помрут, как Путин, либо свалят в какой-нибудь Дубай. Что же останется? Останется общество, где в миллионах семей будет хотя бы один погибший или раненый на войне, инвалид, я добавлю сюда. Останется страна на улицах, в которой будут сотни тысяч инвалидов этой войны. А, тут дальше было. И никто в стране не объяснит, зачем нужны были эти миллионы жертв. Никто не объяснит, как вообще стала возможна эта людоедская война. А главное, никто не захочет объяснять, потому что объяснения будут крайне неприятные. Я здесь добавлю свою копейку. Афганистаннан келген бізді манкуртлар, можно сказать, я не знаю, блядь, как их можно назвать нахуй, тоже долбоебы. Я дохрена их видел в Башкортостанда. Афганнан қайтқан такие крутые они, афган соғысынан қайтқандар. Долбоебы контуженные, долбоебы, блядь, в голову конкретно. И вот они не знают сами, за что воевали. А про это я приведу огромный пример. Я знал такого человека, я наткнулся на такого человека в Германии. Его звали Акбаракя, таджик, 2 метра минимум высотой, амбал. И он был муджахедом. Он был муджахедом, служил в Афганистане, получается, и непонятно на какой стороне, блядь. И в итоге, короче, он мне все это примерно рассказывал, что они, нахуй, сами не поняли, за что воевали. Они не поняли сами, за что воевали. Мы воевали, да,
сугуштык. Потом в итоге, блядь, эти войска зашли, американцы зашли, потом русские зашли, то все, блядь. Потом нам сказали, все, война закончилась. И мы нихуя не поняли, кого убивали, зачем убивали, кого, блядь. Но я был, говорит, муджахедом. И нихуя не понял. И вот так вот и вернулся, говорит. С Таджикистана ушел туда муджахедом, в Афганистан. И нихуя он не понял, за что воевали. Вот представьте, да? Мына хазарда шундай юк, блядь. Шулай юк. Чечня то же самое было. И сейчас то же самое. И Афган был. И Афган такой, и Чечня такой, Украина сейчас такая же. И потом в конце скажут, за что воевали нахуй? Хз, блядь. Как дальше жить? Так, США и Рашка свои оружие проверяли в Афгане. Шайтаны. Вот. Рутульцев 20. Гуни Аргуни это аргын или аргун одно и то же чечен аргиноид. Чечне аргиноиды? Кстати, вопрос чеченцам. Чеченцы откуда вообще вылезли? Чеченцы вообще, что за язык у них? Откуда они? Вообще, вот непонятные они. У них же и беленькие есть, и темненькие есть. Кто они вообще, вот чеченцы вообще? Откуда они в горы туда попали, вообще не могу понять. Что, Тимурлан пришел, их выкуривал оттуда. А кого он выкуривал? Тимурлан выкуривал их. А получается, они кто были тогда? Вот этот вопрос интересный. Откуда они вышли? Всегда задавался этим вопросом. Не могу найти их концов. Потому что по всей земле чеченцев и к их близким братьям никого нету. Ни хера. И язык, короче, хрен поймет там. Ни с кем не связан. У них нету братьев по языковым барьерам. Нету. Ну, ингушей там считать даже не надо этот барьером каким-то. У них нету похожих языков с чеченцами. Ни с кем, ни с кем. Это у нас только есть там со всеми. Почти одинаковые. Кыргызов 5 миллионов, из них 3 миллиона вражки. Ой, блядь. А этих узбеков 37, и во время Карымова было где-то их, наверное, там 30 чем-то только. 32 вроде было. И вроде бы тогда Каримов говорил, что 6 миллион өзбек Россияда. 6 миллион өзбек Россияда. Қайтышсын? Нема, yomonmi? И я помню это видео даже. Он на Суришке где-то сидит. Adirlarda so'rida o'tiribdi. Qaytishsin? Nima qiladi Moskvalarda ko'cha shipirib deydi. Qaytishsin? Ish qurib ketibdimi? Dedi Karimov o'zbeklarga. Nima bor deyapti? O'zimizda ham yashasa bo'ladi ishlagan odamga, dedi Karimov. А узбеки что сделали? Упиздили все равно. И больше еще гнать начали нахуй. От этих слов, блядь, нахуй. Понимаете смысл? Поэтому порой, блядь, в словах Каримова, блядь, жон бар, но o'zbekka ta'siri yo'q. Ta'sir yo'q o'zbekka. Там белые, черные, они перестали различать. Им лишь бы, как говорится, бабки, бабки, бабки. Все. Других нет вариантов. Шундыхаль, туғанлар. Так, так. Короче, кочевники всех в горы загоняли. Нахуй, ну, войнахи. Ну. В Чечне есть река, город Аргун. Когда они ушли, говорят, аварцы пришли туда. Поэтому в горах много народу скопилось. Кавказ, Памир и т.д. Многие народы, спасаясь от кочевников, в горы уходили. Поэтому в горах много наций разных. И еще в Грузии есть чеченцы, христиане. 10 миллионов узбеков, 7 миллионов таджиков, рашки. Охуеть.
А таджиков на земле вообще сколько? 10 миллионов узбеков сейчас стало. Ну вот. Ну вот, в то время Каримов говорил 6 миллионов. Сейчас 10 миллионов. А узбеков всего 37 миллионов. Значит, 27 миллионов дома, 10 миллионов в Рашке. Блядь, это просто пиздец нахуй. Таджиков много? Нет, таджиков мало. Самое много это узбеки, потом казахи вроде бы, если не перепутать. И потом только таджики, потом кыргызы. Таджиков где-то от силы где-то 7 миллионов, как я помню. 7 миллионов таджиков в Рашке, а таджиков 18, 15-18. Ну вот, примерно, да. Раньше вроде бы их было 13. 13 миллионов было таджиков. Сейчас чуть увеличилось. А в чем прикол? Таджики гасят урусов в городах. Половина в Афгане. А, ну не, ну да. Э, так, сейчас. Паштун. Таджики, да. У меня здесь тоже есть один таджик, этот афганский знакомый. Этот, не помню его, как зовут. Да, в Таджикистане полно. Да и в Таджикистане, точнее, в Афганистане и узбеков до хрена. Так, дальше, что я там читал? Так, и сменщики Путина и нынешняя оппозиция Путину во всем обвинят этого самого Путина. И на этом все. Скажут, ну вот Путин умер же, все, давайте перевернем страницу. Скажут, раз во всем виноват Путин, то теперь, когда его больше нет, ничто не помешает России быть мирной и демократической. Если все так и произойдет, то появление в России нового Путина будет лишь вопросом времени, потому что дело не в Путине, дело в том, что Путин, как раньше Гитлер и Муссолини, не прилетел из космоса, а был вращен фашистскими, нацистскими, имперскими запросами общества. Вспомните «Крым наш». До решения об аннексии Крыма принимал Путин, но был же массовый взрыв радости и счастья в стране в ответ на путинское решение. Был. Именно массовый, не всеобщий, но массовый. Путин сделал то, на что был массовый запрос. Поэтому мало избавиться от Путина, важно избавиться от российского общества от этих фашистских и имперских запросов. Ровно как когда-то избавили от них германское и итальянское общество. Но будет ли кто-то этим заниматься? Вы видите хоть кого-то, кто готов взять на себя такую миссию? Вот. Kimni qo'linda, mana kimni qo'linda Boshqirdiston bilan Tatariston? Только bizni qo'lda, только bizni. Mana biz sizga yozib o'tiralar. Sizga yozib o'tiralar mana shuni. Kimni qo'linda? Biz o'zimiz Ollohni qo'linda. Mana uruslar bizni qo'lda. Uruslarni biz можем sigirga-da и yo'g'altirga. Bizni постоянно давление bizni. Урусlar yo'g'altmay. Мы будем постоянно вот в таком в рабстве. А чтобы выйти из этого дерьма, нам нужно, как говорится, вот так вот. Избавиться от этого дерьма. Вспомнил это пизду, блядь, который с Фаридой вроде бы... Нет, с Фаридой другая пиздит. Еще есть одна овца, нахуй, Латынина, нахуй. Она признала, что Россия империя. Латынина тоже мразота та еще, блядь, нахуй. Карга старая, блядь, нахуй. Блядь, сука, блядь, все эти КГБшники, ФСБшники, бабушки, дедушки повылазили нахуй здесь в Европе и сидят. Путин плохой. А сами нахуй все под доктрину нахуй этого путинизма и коммунизма играют, блядь. ТГ. Усрак әбилер нахуй. Так. Тот самый из Башкорт. Этот, от его.
группы скинуто. Так, ищи своих Башкортостан. И на этот коммент, короче, он пытается формулировать свои мысли. Поступило сообщение, что в Украине разбита башкирская рота. Много трупов. Родные, готовьтесь встречать гробы. И тут ответ пошел. Когда я считаю такие сообщения, то в очередной раз у меня возникает вопрос, за что умирают башкиры, да опять, блядь. Башкортлар деп язб да, блядь, заебал он меня нахуй своим узким языком. Один из поводов начавшейся полномасштабной войны с украми было якобы ущемление русского языка. Я несколько раз был в Укр, и там много кто разговаривает на русском языке, а Одесса так почти вся. Ну вот, поехали башкиры воевать за узкий мир, узкий язык, в то время как у них на родине башкирский язык опущен ниже плинтуса. О, заговорил как я. Нет ни одной школы республики, где можно получать полное образование на башкирском языке, нет институтов, больниц. Невозможно получить обслуживание на башкирском языке, в банке, на почте. Русский язык подмял все, но нет, надо идти и мстить за русский язык украинцам. Сколько денег вбухано в войну? Только в первой половине 24 года Россия потратила на войну с Украиной около 5,3 триллиона рублей. Это наш бюджет, блядь. Понимаете, 1 триллион чем-то отдал Татарстан. А сколько за все время этой войны, начиная с 2014 года, на такие деньги можно покрыть асфальтом все дороги России, вплоть до самых глухих деревень, и заодно провести в них газ. Сколько можно было бы построить школ, детских садов, больниц, роддомов, да еще оснастить самым современным оборудованием. А что получает население взамен этой войны? Взлет цен на продукты и товары, повседневный спрос, рост цен на топливо, на технику, на услуги, на жилье. Но выросли ли зарплаты? А пенсии, а дотации? За что вы умираете, башкортлар? Чтобы у Рашки прибавилось немного земли? А у Рашки самая большая территория в мире 17,098, 246 квадратных километров до присоединения Крыма и Донбасса. Это мало? Еще надо? На этой земле Путин не может навести порядок, кругом разруха земли. А от этой войны выигрывает только Путин со своей бандой, да еще Хабиров. А за что вы умираете, башкорты? Правильнее, башкортлар. Mana shunday hal, tug'onlar. Mana o'zingizni bashqirt Ruslan Gabbasov sizga yozgan xat. Men o'qib sizga yetkazam. Bashqirtlarga. Mana shulay. Так, если не доходит. Вот. Дальше, вот опять пройдусь, также, вот, наверное, тот текст, который я пытался прочитать, тут написано как раз. Вот и Илья Яшин выступил против развала России, посчитав, что для его народа узких это будет огромной трагедией. Ой, блядь. А нами плевать, Илюша. А нами плевать, Илюша, что для вас узких это будет трагедией. Главное, для нас это будет огромное благо. Переживет Яшкин Кут и за оружие, которое достанется отделившимся и национальным республикам и регионам. Конечно, ведь по Яшкину вооружение может быть контролировать только москалятины и только узкие, остальные просто не способны и недостойны. Ущербный узкий имперец, который так и не понял сущность этого недогосударства, потому что он сам плоть от плоти является производом этой империи. Тебе, Илюша, нужны только наши ресурсы. Больше ничего вам, узким имперцам и псевдолибералам, не надо. И, конечно же, на дебаты он, как и Милов, побоится выйти, потому что аргументов серьезных нет. Вот эти аргументы, которые он здесь говорит, мы сторонники распада, легко и просто разобьем, точнее, блядь, в пух и прах. Ну, я бы написал бы разъебем, да. А, это уже ответил тот самый Башкирт, оказывается, ответил. Вот это уже интереснее ответил он. Так, так, ладно, короче, тут еще про это. Магомед Туриев, этот, наверное, Магомед Туриев ингуш, наверное, я не знаю, кто он. Так,
Дальше, так. Так, свободная Удмуртия. В украинском Бахмуте насчитывалось 17 школ, 29 детских садов, 3 ПТУ, 2 техникума, 5 домов культуры и клубов, 12 библиотек. Под Бахмутом можно было увидеть соляную шахту и самый большой в мире подземный концертный зал. Нихуя себе. В городе находилось крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству игристых вин. Благодаря Рашке, фашизму, такого города больше нету. Да, пиздец нахуй. К городу пришел. Там, ну, блядь, пиздец, я не знаю, блядь, это надо снести все, блядь, потом на это место заново строить. Охуеть, да? Вот теперь я понимаю, как наши предки, нахуй, раньше воевали, и все погребение осталось под землей, и мы потом, археологи, начинаем искать, нахуй, и не можем найти, где, что, когда, блядь, нахуй, где что лежало, блядь, и где-то, блядь, есть, блядь, 500 метр нахуй жир астынан шығып шығарабыз, блядь, скелеты какие-то. Как они туда попали, нахуй? Вот под такой всякой ебатней, нахуй, наверное. Вот так тоже, блядь, с одного места, нахуй, ходили, нахуй, люди, убивали друг друга, и оно, нахуй, миллионами домами разрушилось, нахуй, и осталось под землей. И вглубь ушло, нахуй. Вот примерно так, я думаю. Все это оставалось, это дерьмо. Воинственное. Таджики 25 миллионов. Узбеки уже 35 миллионов. Еще эти деньги, ресурсы из казахских земель. Томск, Омск, Тюмень, ресурсы из этих казахских земель идут на войну. Во, во, во. Да, узбеки 35. Ну да, 37 вообще сейчас говорят. Тунгусы это Енисей. Понятно. Так, казахи 13 миллионов в Казахстане, и у них 9 миллионов это дулаты. Уйсун, великий жуз казахов. Так, украинцы взорвали склад в Рашке. 1 миллион снарядов взорвали. Ну, надеюсь, надеюсь. Маньчжуры, тунгусы. Кто меня видит? Вижу, Уральск вижу. Кстати, я через Уральск заезжал в Казахстан. Пиздец, блядь. Я несколько суток перся нахуй, чтобы, блядь, доехать до этой границы, блядь. По болотам вез он нахуй нас, короче, этот, по этим ебаным нахуй, самарским болотам нахуй выезжали до границы, потому что вся пробка была нахуй, и мы где-то внутрь нахуй забрели в посадке нахуй, два поля, блядь, налево, блядь, и заблудились нахуй. Навигатор ничего там не работает нахуй. Потом еле как он вывез, застряли, толкали машину. Короче, еле как доехали нахуй. Ну, на каком-то джипе двигались. И потом, блядь, все чумазые нахуй заехали на КПП, блядь. И пока мы там короткий путь нашли, срезали, считай, этот 15-километровую, блядь, пробку нахуй. И вошли нахуй в этот КПП как-то утром, что ли, блядь, нахуй. Ну, мы пиздовали нахуй сутки, наверное, туда нахуй. Вот так вот. Тронулись нахуй с ЖД вокзала Самары, блядь. И вот так вот ехали. Он, бедный, не спал, блядь, всю дорогу. Потом уже на Урале заехал, он говорит, я посплю, потому что никуда не смогу поехать. А пацан был вроде из Шымкента сам. Вот так вот. И потом мы уехали на автобусе до Шымкента. А, латыни не еврейка? Мандавошка нахуй. Ну, понятно. Так, Дулат Уйсун самый крупный род в Казахстане 9 миллионов. Угу. Аргын всего 100 тысяч на северо-восток, центр Казахстана. Одни русские живут, большинство их там 4 миллиона. Поэтому Чингисхан иногда города сносил, на нервы действовали, психовал он. У нас на северо-восток, центр Казахстана, одни русские живут.
Уральский чушь пишет постоянно. Ну, это, наверное, опять этот бот зашел, наверное. Третий аккаунт открыл, наверное. Если какой-то этот неправду тут кто-то гонит. Бот. Ну, значит, этот опять этот зашел маразматик. Этот Кустанай, наверное, зашел опять, блядь. Который историю нам лечит постоянно. Пиздец. Был у меня тоже один знакомый, блядь, он мне в этот зашел, в Телеграм, блядь, я его убрал потом. Этот, какой-то Дюсюмбаев, блядь, Дюсюмбаев. Заебал этот Дюсюмбаев меня. Вроде нормально, общались мы с ним. Потом он, блядь, гнал какую-то пургу, блядь, Дюсюмбаев. Гонит, гонит. Везде он, блядь. И у Айсена он был, блядь. Везде он сидит, этот Дюсюмбаев. Пиздец кадр, блядь, был он. Дюсюмбаев. Мозгач тот еще, блядь. Столько мусора нахрен накидал в телегу. Я охренел просто. Вот так вот. Если много пишет, значит бот. ФСБшник, походу. Ну да, да. Нет, пишет. Реально, они без остановки пишут, нахуй. Заебывают, суки, блядь. Вообще, блядь, нахуй. Трр, трр, трр. Итак, дальше. Свободная Башкирия. Победили продажных полицейских узкая община. Не нацисты уже открыто нас называют нечистью. Представляете? Башкортостан-татарлар. И также чеченлар и дагестанцы. Оказывается, узкие в Питере выходили на марш помолиться за победу в СВО и защите страны от мусульманской нечисти. Это открытое разжигание межнациональной и религиозной вражды. Но правоохранительные органы молчат, потому что представителей титульной наглости трогать нельзя. Россия для узких. Понимаете? Поэтому я жүз мәртә уже айтам инде, жүз мәртә айтам, что безгә кровь из нос нужно подниматься. Вот это узкой общине мы должны создать какое-то другое движение. Допустим, широкая община там. Или там широкий Башкортостан, широкий Татарстан и другие. Мы широкие. Нам все поебать нахуй. Да шығырға керек. Мы широкие, блядь. Мы не узкие. Ботаферма ведет размногу. Ну вот я говорю, у них вот точно ботаферма, как этот, блядь, этот, блядь, который деньги в свое время гоняли, этот всякий, забыл. Ну вот. Опять этот отсюда скинули, но я, конечно, прочту их тоже, но так, в тему, да. А так я не сторонник, чтобы вот с Турции топили. Ну вот этот Бейсис Татарстан, Хокимата, который Рафиса Кашапова и этого Ферид Закиева, короче, компашка. Сенсационное заявление имперца Мальцева. Ему отвечает, наверное. Нынче даже ярые российские имперцы ломаются. Последние дни Путина наступили. Татарстан и Башкортостан начали подготовку к выходу из состава Московии. В этом им поможет Турция. Про надвигающую революцию рассказал российский имперец Вячеслав Мальцев. Первый бой Татария и Башкирия объявляет войну за независимость Турции в игре. Ну вот типа вот такая хуйня, короче. Ну, потом можете посмотреть, видео там есть. О чем там говорят, непонятно.
и Уральске одни русские живут. Ну, не знаю, не скажу. Именно вот в Уральске было, короче, дело так, вспомнил как раз, напомнили, хотел сказать, насчет мусульман и так далее. Biz xotinim bilan bosib turaylik, onda narsaki, ну, она, само собой, в хиджабе была, и проезжает машина, казах, ну, борода была или нет, ну, наверное, была, и открывает окно, говорит, вы откуда, беженцы? Ну, типа, не беженцы уж, наверное, сказал, из России? Да, мы сказали. Мусульмане? Ну, видишь же, мусульмане. Мусульмане? Ну, да. О, давайте садитесь, подвезу, куда вам надо. А он остановился на остановке. Мы ждали просто автобус возле ЖД вокзала. В этом, Уральске. Ну, и разговорились, он говорит, куда вас? Ну, мы говорим, до Шымкент едем. Ну, тогда вам, говорит, в автовокзал. И он нас отвез в автовокзал, договорился насчет автобусов, потом там нам сказали подождать там, нас он высадил там, ни денег, ни хрена ничего не взял. Он волонтер был, помогал мусульманам, которые бежали из России во время этого, вот этого переполоха в 22 году, мобилизации. И все, он просто сделал, как говорится, фисабилях. И как бы Аллаха шукр. И поэтому, когда мы говорим, что мы будем строить ну, точнее, демократическую страну, мусульманство будет на первом уровне и на первом ряду, так скажем. Поэтому у нас будет демократия и мусульманство. Поэтому никак не должно быть по-другому. И в Казахстане мусульманлар есть и будут, иншаллах. И таким образом мы первую помощь вот таким образом получили в Казахстане. Стояли на остановке, где ЖД вокзал, и ждали автобус. И тупо нас просто волонтеры в Казахстане подвезли. И ему, по сути, это нахрен не нужно. Но он вышел ради Аллаха помочь. И после этого, если кто-то там бурагозит на Казахстан, я считаю, что-то он, значит, бурагозит на весь мусульманский мир. Поэтому нужно вот таким образом нам нужно общаться. А не как нахуй вот в Палестине, когда ебут сейчас палестинцев, ни один араб не встал. Это что за нахуй? Bizda mana shulay bilmasqa тиеш. Biz bosirga тиешбиз бүтүнүбүз сразу. Оптом. Это так, в тему я вспомнил просто. Когда вот это говорилось. Как они топятся и молятся. Придурки эти. Узкая община, точнее. Так, дальше. Батыр Талпар пишет. Если говорить о узкой общине, то это реинкарнация советской обеспокоенной общественности и дружинников. Только вместо социалистической законности и пролетарской морали этим неудачникам подсунули идеологию русского нацизма и казенное московское православие, ну и обеспечили ментовской крышей. Нихуя, да? Правильно пишет человек. Эти черви храбры только в толпе. Они не способны на яркие самостоятельные поступки. Максимум толпой при поддержке ментов разгромить овощную палатку нашего узбека, которого пытались фрукты все раздали там туда-сюда, помните, да? Резюмируя все вышеописанные узкая община и северный чел, это проявление в государственной политике русского нацизма, создание ручных, наверное, радикальных организаций, которые бы по свистку спускали бы на неугодных Кремлю людей, а пока цели нет, ручным нацистам скармливают простых работяг. Главное, чтобы внешность у них была не славянская. Понимаете, какой нацизм? И когда мне сегодня эти укры, блядь, нахуй, мне предъявили такую хуйню, блядь, типа, блядь, мы россиянам не сдаем, нахуй, это не тот ли нацизм, нахуй, который нам, блядь, сука, приписывает это узкожопая, нахуй, арашка. Поэтому я считаю, что нам, блядь, нахуй, башкорт bilan татарга уже здесь вообще нет, нахуй, терпения, блядь. Вообще нельзя терпеть такое, блядь. Это уже нахуй не то, что ниже плинтуса, как все говорят, да? Да все нахуй, башабызны очком нахуй, блядь, уже в очко засунули нахуй.
утопили нас нахуй в очке, блядь. Нам уже все, дышать нечем нахуй. Күтібіз білән генә можем тын алырга нахуй. Ну и то там тоже күткә дә тыгып куйганнар. Примерно так. По-другому никак. Если мы до такой степени, получается, не можем ответить нахуй за себя, вот просто за себя даже, хуй с ним, не за народ, блядь. Но после этого, ну я не знаю, блядь, нахуй. Как нам быть-то, блядь? Ну явно же я не призываю вас за Куштау бороться. Как Алсынов там, блядь, как этот Алтын Айвалитов, блядь. Нет. Надо бороться, блядь, нахуй за народ, блядь. Нахуя нам горы? Нахуя нам, блядь, это Украина? Я не могу понять вот этого, блядь. Пиздец, нахуй. Какой-то вот цинизм, блядь, или как это нахуй? Волнами меньше момент, блядь, у меня вообще не прет, нахуй. Так, 80% мусульмане в Казахстане. Альхамдулилля. На севере самая маленькая рождаемость в Казахстане. Юг принесена самая большая рождаемость на юге среди Дулаты. Это Шымкент, Алматы, Тарас, Кызылорда. Ну, это я, может, не знаю, конечно, у вас, я же мимолетом только проезжал. Казахстана бетон жерін білмеймін бит мен, где мало, где много. Но насчет Казахстана тоже бы. Ну, в идеале, да, ведь вот чисто я вот когда ехал, да, ведь по пустыне, я охуел, блядь. Ну, вообще нет домов там, блядь. Нереально, блядь. И мен шунарға оптырым, бір вот если бы там вот вся эта вот эта пустыня, да, ведь была бы чем-то заселена. Почему вот в Америке же все пустыня чем-то заселена, блядь, у них живут, похуй, блядь. Ну вот как-то вот так, чтобы город с городом не отсоединялся никогда. Вот, допустим, вот мы где-то в пизде Кукуева нахуй там поломались, автобус взорвался, да, ведь там реально никого не было, блядь. Ни туда, ни сюда, мы охуели. И потом оно было жарко, и потом в то же время холодно, какой там нахуй жарко. И потом ночью шунды салкан, блядь, нахуй там никуда не уйдешь, блядь. Пиздец, мы охуели. В итоге, короче, если там, блядь, человек вот километров туда-сюда, 100 километров от друг друга города, если не больше, останется там пиздец, там никуда деться, блядь. Там нету промежуточных городов. И я думаю, там и Казахстану тоже надо народу нагнать откуда-то, я не знаю, там мало людей. И вот эти все пустыни, надо чем-то заселить их нахрен. Я так думаю. Нахрена они пустые, лежат просто так, да ведь, блядь? Не надо нахуй эти атомные всякие станции строить там. Я думаю, надо, знаете как, Китай пидорасы нахуй, пустыню же сажает какую-то траву нахуй. Туда надо что-то сажать, блядь, чтобы оно росло на песке. Что-то сажать, какие-то тропические деревья, блядь, если, блядь, погода позволит. Вот, блядь, чтобы оно росло нахуй, чтобы зеленой стала эта вся пустыня. И народ потом пойдет туда. И народ заселять. Вот, я думал так, наверное, блядь. Бушка ее тайна, блядь, жалко нахуй пустыню. Пиздец, блядь. Ну, вот так я подумал, да, короче. Ну, это чисто ваше дело, конечно. Ну, пустыня огромная у вас. Так. Есть еще дагестанский блог за независимость Дагестана стоит. Да, я его тоже послушал. Если это Борода, который, я не понравился он мне. Так, Казахстан 13 миллионов казахов, и 4 миллиона русских, и 600 тысяч узбеков, и 250 уйгур, и 230 тысяч татар, и башкир, и так далее. Ну, да, и там еще всякий сброд, еще всякие нации, наверное, тоже. Так, 1 миллион русских. Блядь, 4 миллиона русских, ёб твою мать. Оларны бөтенесін нахуй сәге бітірге керек, орысларны да нахуй. 4 миллиона это что-то дохуя, блядь, нахуй. Переформатировать надо мусульман их. Срочно надо их сделать,
казахами всех. Так. Расскажу, там казах орган Найман, Уртажус, мало всего 100 тысяч. Ну, получается, это еще звоночек тому, что, как обычно, этот Педрила Путин зашел в Украину какой темой? Помочь русскому миру. Если в Казахстане 4 миллиона, это получается у него есть повод зайти в Казахстан, сказать, что я пришел помочь русским. Тут притесняют русских. Вот примерно такая тематика. Такая тематика. Поэтому от этой темы нахуй нам не избежать, блядь. Поэтому нам Яшкины, Хуяшкины нахуй нам не нужны, блядь. Потому что это тавтология нахуй, вот это дерьмо путинское, оно будет идти дальше тоже. Так же. И оно никуда не денется. Будет идти дальше и, как говорится, долбить нахуй. Другие земли заебут, короче. Я так думаю. Да. Дальше идем. Что тут? Ну вот это еще. На крайнем севере при испытании разорвалась межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Последствия взрыва видны из космоса. Там пиздец ебануло, короче. И там дырыще такое образовалось, блядь. У долбоёбов Сармат, нахуй. Оно даже не летает у них, блядь. Итог какой, нахуй? Узкожопых, нахуй. Узкие руки, нахуй. Не оттуда растут, блядь. Как обычно, нахуй. Алкаши какие-то, нахуй, делают его, блядь, нахуй. Там подопытные крысы, нахуй, сидят в биологиях, ботаникой какие-то, которые, блядь, там, сука, Менделеева не учили нихуя, блядь. Делают, у них там взорвалось, тут взорвалось, нахуй. У них ничего, ну, путного ничего нету, нахуй. Начиная, блядь, с этих «Жигулей», нахуй, блядь, с копейки, нахуй. Дерьмо одно, блядь, нахуй. Которое вот топором нарубленное. Я поражался всегда, нахуй. Почему у узкозадых, нахуй, нету нормальных художников, что ли, которые нормально могут нарисовать, блядь, как японцы, китайцы. Красиво нарисовать, блядь. Рисует, еб ты гаденский конь, блядь. Я не знаю, блядь. Какие-то, блядь, как белорус, трактор, блядь, нахуй, такие. Так, блядь. А схема, да, буквой П, блядь, нахуй. И все, пиздец. И также у них этот сарматы, парматы, блядь, все из дерьма и палок, нахуй, создают. Потому что половина, нахуй, и этот спиздят там, нахуй. Создадут там, нахуй, из пластмассы что-нибудь, нахуй. И все, блядь. Где нужно было золото использовать или что-нибудь, нахуй. Они зальют туда, нахуй, какой-нибудь, нахуй, олово, блядь. И все. Вот тебе, нахуй, бомба. И потом взрывается оно, блядь. Там, блядь, на пороге. Ну, как обычно, да, летят нахуй на Украину что-нибудь, блядь. Что тут оно не долетает, а попадает почему-то по людям, нахуй. Опять что-то летит. Опять, нахуй, не летит, нахуй, по украинным военным, летит по домам, блядь. То же самое, блядь. Косоглазие, блядь. Ну вот, прощальное видео, короче. Этот, тоже, этот, прощальное видео российского солдата. Так, меня отправляют на штурм под угрозой расстрела. После того, как мы помогли обменять срочника десятки заявок с пожеланием вступить в роту, посыпались от российских военнослужащих. Это рота Башкортан, Кильян. Хотим немного прояснить. В роте Башкорт нет и не будет ни одного россиянина. Это наш принцип. Подразделение почти на 100% состоит из башкортов.
Мы никогда не пригреем змею у себя на груди. Это наша позиция. Без всякого осуждения относится к подразделениям, состоящих из числа россиян. Просто это не наша история. Этому солдату удалось выжить благодаря инструкциям «хочу жить», хоть он и получил ранение. Дальше он будет числиться как военнопленный. Ну вот. Рота Башкорт такую что-то заявку кинули. Ну, Рота Башкорт, я общий язык не нашел, я вам уже высказывался об этом. Поэтому я им не верю, потому что они еще себя не проявили как нужно. А если они, вот то, что я говорю, там, Руслан Габасов говорит, я не знаю, если они не идут по этим стопам нахуй, значит, мы то, что им предлагаем, они не действуют, они по своему усмотрению действуют, значит, они тоже, как я раньше говорил, топят под кем-то, они, значит, тоже под кем-то, а нам люди под кем-то не нужны. Мы сами по себе должны быть, мы под кем-то не будем. Если они под кем-то, значит, это уже не порядок. Они не смогут так же, как и украинцы, потом это нельзя, это нельзя, это нельзя. Нахуя, блядь? Завязывать руки, если мы свободные люди. Так, тот самый из башкортов дальше пишет. Посмотрел видео Руслана Айсена по поводу того, что как русские власти спаивают Татарстан. В частности, он затронул тему популяризации алкоголя и намеренного продвижения его на татарском рынке. По этому поводу у меня есть что добавить. В Башкортостане, как я думаю, и в Татарстане активно продвигаются магазины сети «Красное и белое». Это алкомаркеты, но где также продаются какие-то обычные товары и что-то к пиву. Так вот, я заметил, что на этих магазинах в Башкортостане есть надпись «Азык Тулик» продукты. А я это уже читал вроде бы, блядь. Что такое, блядь? Ну, короче, суть, алкоголизм Башкортостанда, хам Татарстанда. Вот и все. Нужно поэтому приходить в ислам. Намаз укырга керек. Төвбе кылырга керек. Алланы иске алырга керек. Хотя бы үлгәненчә. Хоть если даже ты не будешь топить за нас, там, будешь за Путина топить, но син попробуй Аллах Тәаләмгә килгәне, тәүбә кыл и 5 мәртә намаз укы. Вот от тебя что уйдет? Ничего не уйдет. Так. Украина массово возвращает тюркские названия селам и городам, которые были стерты с карты кремлевской властью. В Украине происходит масштабный процесс деколонизации, который затрагивает полностью всю страну. Целые города и регионы получают иные названия, чаще всего это возврат к старому названию, которое было до российской или советской оккупации. Но если такое название не было, дают новое. Город Новомосковск, Самар, село Бородино, Буджак, село Петровка, Буялок, поселок Новопосковск, Айдар, село Старченково, Темрюк, село Октябрьское, Керменчик, село Энгельсово, Буран, село Новооктябрьское, Каракурт, село Красноармейское, Кубей и т.д. и т.п. Таких названий столь много, что они не поместятся в эту статью. Даже печально известный всем Бахмут был переименован с Артемовска. В этом процессе далеко не последняя роль заняло тюркские названия. Впервые за 100, а то и 300 лет значительное количество тюркских названий начали возвращаться в эту местность. Напоминая о том, что сколько бы Москва ни пыталась стереть память о тюрках в Европе или о тюрках вообще, но всегда будут причины, по которым эта память будет вновь и вновь восстановлена. Историю можно временно переписать, название временно сменить, но в конечном счете правда всегда одержит верх. Вот так вот. Ну, там еще что-то есть, ну ладно. Так, людоеды возвращаются. Еще это тоже пройдемся, и все на этом. Российская армия стала армией людоедов.
прямом смысле этого слова, а Россия стала первой страной в современной истории, где людоедов объявили героями. Мемориальные парты людоедов в классах, их портреты на доске почета. Не удивлюсь, если людоеды будут выбирать в Думу, как раньше, отравителя Лугового. Иди Аминь и Бокасса втихаря ели своих противников. Или Амин и Бокасса втихаря ели своих противников. Это была тайная привилегия диктаторов. Путинская Россия переплюнула Центральную Африку. В России убивать и есть людей открыто и без заказа может каждый пехотинец Путина. Людоед, участвующий в войне, возвращается на родину из новостей. СМИ сообщают, что в Россию с войны вернулся маньяк Дмитрий Малышев. Малышев был приговорен к 25 годам лишения свободы за убийство человека и акт каннибализма. Мужчину вырезал и съел сердце своей жертвы. Таджика. Однако отсидел он всего 8 лет и отправился геройствовать на войну, а сейчас ушел в отпуск из-за ранения. Но съесть в отпуск еще кого-то не беда, опять воевать пойдет. Да, этот Кутахбаш съел нахуй, убив, блядь, таджика, оно Юреген. Там несколько лет назад, блядь, было такое дело, я еще в этом, в Москве жил. Ну, пидорас, блядь, какой-то, я охуел. Блядь, я говорю, как можно нахуй? Именно еще съел, блядь, с овощами, как кто-то сказал, нарезал сердце, блядь, таджика, с овощами съел, блядь. Стафирулла, блядь. Даже я в натуре уже, африканцы такую тему не делают там уже. Людоедов нахуй нету в Африке. Рашунды халлар, дуслар. Так, The Patriot обратился к Путину с вопросом, по какому праву азербайджанская диаспора уклонилась от мобилизации. Также армянская, грузинская, киргизская, кто им дал бронь. Вот какой-то хуеплет задал такой вопрос. Можете потом посмотреть в моей группе там, граница Хорватия, или Куштау Байрам, или в интернете найти. Какой-то хуй, блядь, бородатый. Вот так вот. Короче, новостей. Новостей до хрена. Так, последние новости. Так, последние новости. Опять этот хуеплет нахуй. С этого, наверное, вырывает. Пишут люди, короче. Это пидораска. Латынина нахуй. Блять, с ее этого, блять, с Твиттера, наверное, взято. Обратите внимание, Илья Яшин призвал к выводу российских войск из Украины. Это тезис, который не звучит на нынешних переговорах. США, Китай, Шольц и предлагают заморозить войну по линии фронта. То есть Илья Яшкин занимает куда более радикальную позицию, чем США, Европа и Китай. Это также тезис, который вряд ли будет иметь успех в нынешней ситуации у российских избирателей. Но реплаи пришли национал-деколонизаторы и отменили Яшина за то, что он не призывает к развалу Рашки, не требует вывести войска из Якутии и говорит «путинская война», а также не потребовал донатить ВСУ. Вывод: не имеет смысла стремиться угождать национал-деколонизаторам, они всегда найдут за что отменить, надо просто говорить, что думаешь. Нихуя не понял, короче. Так, ладно. Ранее так называемая русская либеральная повестка никак особо не затрагивала тему национально-освободительных движений. Русские
оппозиционеры по умолчанию старались не упомянуть о проблемах и чаяниях коренных народов, поскольку тогда в узкой оппозиционных кругах Россия считалась каким-то ужасным монстром, которого никто из коренных народов не посмеет бросить вызов. Однако война выявила и подчеркнула все слабые стороны Рашки, а весь мир увидел, что Рашка является раздутым и неоправданным страхом. На этом фоне тема деколонизации стала вновь настолько актуальной, что узкие демократы, ранее ни во что не стаивавшие коренные народы и даже снявшие их политические карты при борьбе за власть, вдруг поняли, что национальные движения не только не исчезли, как они надеялись, но и стали набирать силу. Даже намеренная попытка Кремля проредить коренные народы, отправка их представителей на войну, не особо помогла, краткосрочной перспективе напряжения национальной республики только растет. Как оказалось, русским либералам страшно не то, чем является тоталитарная и бесправная Россия. Им страшно от того, что они больше не смогут сидеть на шее у коренных народов и присваивать себе природные богатства, захваченных чужим земель. Понимаете? Теперь примерно дошло. Короче говоря, этот Яшкин кот, блядь, пытается нахуй просто отжать нахуй с этим же пидорасом, этим, как это, блядь, Яхут тоже сидит, блядь, Ходорковский, блядь. Вот вся эта шушера нахуй, вот с одной тематики. Одна тематика только, вот и все. Мы никак нахуй. Вот так вот. Так. Короче говоря, туланлар, сағат 1:30 мында. Короче, біз уже закругляться, наверное, буду я. Блядь, томақ қырылды уже, блядь. Томақ кетті. Ұйқыларға да отырға керек уже. Сегодня просто вышел, потому что дохуя этого. Тем появилось всякой. И поэтому вышел насчет именно вот этой, блядь, темы, блядь, с украинцами, нахуй, которые, блядь, проверяют, блядь, кого берут себе жилье. Они, наверное, думают то, что если я с Башкортостаном, то, блядь, нахуй их там, блядь, нахуй прирежу, нахуй, за Путина или чё, блядь, нахуй. Они, наверное, поэтому боятся, нахуй, брать нас, блядь. Вот так вот. Такие дела. Так что это на щеку. Всем 5 часов прошло времени. Писец, прикиньте, 5 часов мы с вами сидели, общались. Ну, будем округляться. Давайте, у вас, наверное, уже утро. Мне надо подрыхнуть, нам намазок, как говорится. Ну, да, Мурат, ты на щеку. И сенсал. Так, сперва слева, справа вырубим пока. Давайте, на связи. Распространяйте. Главное, Башкортостан, Татарстан должен быть мустакиль. Свобода. Хайрлы түн. Свободным от русни.